Номер 2 Иннокентий Артамонов и номер 12 Михаил Семенов. Сборная команда города Якутска. Стартовый состав сборной команды Амгинского УЛУСа. Первый номер Айсен Христофоров, капитан команды. 6-й номер Денис Шестаков. 7-й номер Сергей Игнатьев. 19-й номер Радислав Захаров. 5-й номер Анатолий Макаров. 2-й номер Егор Верхотуров. 4-й номер Геннадий Михайлов. Счет первой партии 8-10 на подаче Тумфали. Василий. Обе команды очень высокорослые. Это говорит о том, что сегодня будет хороший блок. С первых минут встречи команды демонстрируют быстрый волейбол, силовой волейбол и очень хорошую защиту демонстрируют команды. Основной доигровщик команды Амгинского УЛУСа Анатолий Макаров на подаче. 6-й номер приносит своей команде. Это Шестаков Денис. — 12-9. — 9-11. Судья зафиксировал ошибку. Задержку мяча. Сергей Игнатьев грамотно отрабатывает мяч на блоке. Выигрывает верховой поединок у Егора Глухарева, связующего команды Амгинского УЛУСа. 12-9. На подаче Денис Шестаков. 2006 года рождения волейболист, 1,87 м. Не разобрались с переходящим мячом доигровщик и связующий сборной команды. Да, доигровщик и 6-й номер Денис Шестаков с переходящим мячом. Практически мяч подарили. Владимир Сидоров оставляет мяч в игре. Анатолий Макаров со второй линии выигрывает 13 очко. 13-10. Айсен Христофоров, капитан команды Амгинского УЛУСа. Ошибается при второй передаче Семен Слепцов. И 14 очко зарабатывает команда Амгинского УЛУСа. Василий Тумфали принимает. Сидоров Владимир выигрывает. Перехитрил блок. Мяч провалился между сеткой и блокирующими. И 11 очко зарабатывает Владимир Сидоров. Идет подавать. К сожалению, допускает ошибку при подаче. На переднюю линию вышел основной доигровщик Анатолий Макаров. Егор Верхотуров, центральный блокирующий. К сожалению, не полетела подача у Сергея Игнатьева. Татаев Анатолий, центральный блокирующий сборной команды города Якутска.
Не поняли друг друга Семен Слепцов и Владимир Сидоров. Ошибается при нападении Анатолий Макаров. Попал в трос. Признает свою ошибку. 13-15. Забивает мяч до пола Егор Верхотуров со второй зоны. А Хлопков говорил, не успевал пристроиться к крайнему блокирующему. 16-13. На площадку вышел номер 11 Белов Захаров амгинской команды. Гаврила Хлопков попадает в блок. Даже не в блок, а очень низкий мяч по высоте для него. Стала причиной его ошибки. 17-13. К сожалению, очередная ошибка при подаче. Семен Слепцов, мастер спорта России. Анатолий Макаров. Повторное нападение приносит результат при одном блоке. Хотя Егор Глухарев зацепил данный нападающий удар. Верхотуров Егор подавал силовую подачу. И снова игроки команды города Якутска совершают ошибку. 18-14. 19-14. Владимир Сидоров атаковал на одиночном блоке со второй линии и принес своей команде 15-е очко. Тумфали Василий. Чемпион спортивных игр народов Якутии МГА-2019 в составе сборной команды Чорапчи. В пятой партии как раз он принес победу своей команде. Один из опытных волейболистов не только сборной команды города Якутска, но и республики. Ошибку допускает Анатолий Макаров. Конечно, для опытных игроков такие ошибки непозволительны против грозного соперника. Целенаправленно Анатолий Макаров ищет пальцы блокирующих. Ловит очень высоко мяч. 20-е очко приносит своей команде Анатолий Макаров. Возвращается на площадку игрок номер 7 Сергей Игнатьев. Центральный блокирующий, 2001 года рождения, с ростом 1,92 м. Силовая подача. Посмотрим. К сожалению, улетела в аут. Вместо Гаврила Хлопкова номер 1 на площадку выходит игрок номер 4 Петр Андреев на подачу. Посмотрим, что у него подача, раз вышел на усиление. Разрыв 2 очка сохраняется.
Да, усложнил подачу. Но Анатолий Макаров в затяжном прыжке со второй линии пробивает оборону волейболистов сборной команды города Якутска. 21-18. Денис Шестаков. Планирующая подача. К сожалению, допускается очередная ошибка при подаче у амдинских волейболистов. Сейчас в концовочке необходимо быть предельно внимательным, собранным. Блок. Василий Тумфали пробивает блок амдинской команды. И счет становится 20-21. И при счете 21-20 перерыв, первый тайм-аут берет команда Амдинского улуса. Сейчас каждая ошибка будет дорого стоить. Чувствуется, что волейболисты сборной команды города Якутска в конце первого сета начинают поддавливать амдинскую команду, заставляют ошибаться. Вот очередной отводящий прием. Но Анатолий Макаров находит брешь в блоке тройном, выставленном сборной команды города Якутска. 22-20. Айсен Христофоров, капитан команды, связующий Амдинского улуса. 22-20. Сейчас необходимо исключить ошибку на подаче. Сброс в исполнении Семена Слепцова. Только в самый крайний момент показалось, что сбрасывает. Мяч остается в игре. И Василий Тумфали. Отличный перевод с четвертой зоны по четвертую. Блок не справляется. И счет уже становится 22-22. Сидоров Владимир, тоже один из опытнейших игроков сборной города Якутска. Верхотуров. Ошибается Игорь Верхотуров. Да, этот момент может стать ключевым. Попадает в трос при одиночном блоке. И при счете 22-23 тайм-аут берет команда Амдинского улуса. У волейболистов сборной города Якутска, я думаю, что напряжение спало. Догнали соперника, вышли вперед. Вроде все начало получаться. И в приеме, и в доводке, и нападающие удары. Хорошая доводка. Игнатьев Сергей допускает непростительную ошибку, посылая мяч в аут. Одиночный блок выставлял Василий Тумфали.
И счет стал 24-22. Егор Макаров подключается со второй линии. 23-24. Сергей Игнатьев на подаче, планирующая подача у него. Владимир Сидоров принимает. Ну а Василий Тумфали ставит точку в первой партии. И со счетом 25-23 выиграла команда города Якутска. Сборная команда города Якутска является чемпионом Республики Саха-Якутия, первая лига 2022 года. На спортивных играх в Намсах 2014 года сборная команда города Якутска встречалась со сборной командой Амгинского улуса. Проиграла и заняла второе место. В 2014 году в Намском улусе Амгинский улус стал чемпионом спортивных игр. Но если посмотреть регалии, то в 2020 году город Якутск занимал третье место в чемпионате республики, в 2021 году третье место, ну и вот в 2022 году они стали чемпионами республики. Амгинские волейболисты в 2020 году заняли четвертое место на чемпионате республики, в 2021 году пятое место, в 2022 году шестое место. Ну а у себя на родине в 2019 году амгинские волейболисты заняли третье место, выиграв команду Усалданского района. Обе сборные имеют очень большой игровой опыт. Сборная команда города Якутска практически этим составом выезжала буквально в апреле месяце в город Улан-Удэ, где проводились межрегиональные соревнования общества «Динамо» по волейболу Дальневосточного федерального округа среди мужчин, где выступали команды из Амурской области, Республики Бурятия, Забайкальского края, из города Якутска, Еврейского автономного округа, Камчатского края. И в этих соревнованиях наши волейболисты из Республики Саха-Якутия заняли третье почетное место. И в номинациях лучший принимающий был признан Гаврил Охлопков, который сейчас играет под первым номером в сборной команде города Якутска. Вот он как раз перед вами на экране. Начинается второй сет. Счет 0-0. Гаврил Охлопков на подаче. Задел у сборной команды города Якутска уже имеется в кармане. Я думаю, что вторую партию они будут играть уже более расслабленном, без напряжения. Должно у них более все получиться. Анатолий Макаров ошибается при нападении. Попадает в трос
1-0. Город Якутск повел. Семен Слепцов оставляет мяч в игре. Одиночный блок. Амдинские ребята остались без нападения. Это перемудрили волейболисты сборной города Якутска. Практически без сильного нападения. Владимир Сидоров ошибается. Судья показал то, что мяч был в поле. Счет 2-0. Владимир Сидоров приносит своей команде второе очко. Между тем Гаврила Хлопков подает и посылает мяч в аут. Один-два. Айсен Христофоров. Хорошая доводка. Анатолий Татаев. Очень хорошее взаимодействие демонстрирует Павел Глухарев с Анатолием Татаевым. Игорь Глухарев, связующий команды, на подаче. Да, не постраховали отлетающий от блока мяч волейболисты города Якутска. И от рук Радислава Захарова мяч попадает в площадку. Белус Захаров. Семен Слепцов на подаче. Владимир Сидоров. Хорошо разыграли комбинацию. Узкая передача за головой. С места практически атакует Егор Верхотуров. Поднимает мяч Егор Верхотуров. Анатолий Макаров. Судья фиксирует, что был трос. Да, немножко низковато по высоте. Мяч опускался. Еще становится 5-2. Вторая ошибка у Анатолия Макарова. Мяч улетает в аут после его подачи и после его нападения. И при счете 2. И при счете 2-6 первый тайм-аут берет команда Амдинского улуса. Егор Верхотуров зарабатывает очко.
В 2019 году в Амге на спортивных играх народов Якутии за сборную черепчинской команды играли Сидоров Владимир, Тумфалей Василий. Тогда они завоевали золотые медали. Семен Слепцов играл за сборную команды Намского улуса, в составе которой занял второе место. Так что ряд ребят принимают участие в спортивных играх народов Якутии уже не впервой. При этом они становились чемпионами и призерами данных соревнований. Пять-шесть. Сборная команда Амдинского улуса после перерыва сокращает разрыв в счете. Радислав Захаров на подаче. Иннокентий Артамонов хорошо принимает. Сброс от блока. И счет становится 6-6. Вячеслав Захаров продолжает подавать. Анатолий Татаев сыграл за головой своего связующего, сдал этот мяч, но этот мяч не сдали его соперники. Первым темпом сыграли ребята из Амдинского улуса. Это Денис Шестаков. В его исполнении нападающий удар попадает в поле. 7-7. Егор Верхотуров подает силовую подачу. Справляется хорошо Владимир Сидоров. Блок в исполнении Дениса Шестакова. Зарабатывается 8-е очко. Не стал рисковать Егор Верхотуров. Семен Слепцов пробивает блок. По краю блока Анатолия Макарова. Восемь-8. Борьба продолжается. Линейный судья показал аут. Судья на вышке показывает поле. Вот. Уверенно показал, что мяч был в поле, первый судья. Егор. Анатолий Макаров приносит очко с подачи. 10-8. Не справляется в защите с нападающим ударом Егор Верхотуров после нападения Владимира Сидорова. Мяч улетает в аут. 9-10. Тумфалей Василий со своей силовой подачей. Эйс. Справляется с приемом Анатолий Макаров. Владимир Сидоров сравнивает счет во второй партии.
Айсен Христофоров ставил блок одной рукой. Третья подача подряд летит у Василия Тумфали. 10-12, тайм-аут команды. И при счете 10-12 второй тайм-аут берет команда Амгинского улуса. Василий Тумфали на подаче. После перерыва не стал рисковать. Простая укороченная подача. Семен Слепцов. Да, было касание сетки. Игроком 11 Гелюк Захаров, опускаясь, задел сетку. И мяч переходит на сторону сборной команды города Якутска. 13-10. Эйс! Пять подач подряд подает Василий Тумфали. Из них 4 практически эйсом выигрывает для своей команды. Шестая подача срывается. Он сделал свое дело на этом отрезке игры. 11-14. Команда вышла его вперед. Денис Шестаков не успевает поставить блок Егор Глухарев. — 12-14. Викентий Артамонов, лидер команды, справлялся с приемом. Хорошая доводка. Ну и Владимир Сидоров пробивает двойной блок и приносит своей команде 15-е очко. Гаврила Хлопков. К сожалению, мяч улетает в аут. До этого он тоже совершал ошибки при подаче, как мы помним. — 12-15. Не получается атакующий удар у Владимира Сидорова. Артамонов. Никита тут как тут. Несмотря на неподготовленный атакующий удар, Владимир Сидоров зарабатывает 16-е очко. Ошибку допускает Егор Глухарев при подаче. 13-15. Хороший прием. И на этот раз Владимир Сидоров ставит точку. Выигрывает 16 очко.
Аут. Вторая ошибка подряд при подаче допускают волейболисты сборной команды города Якутска. В передней линии сильнейшие волейболисты Ламдинского улуса. К сожалению, ошибается при подаче Радислав Захаров. 18-15. Анатолий Татаев, центральный блокирующий команды города Якутска. Анатолий Макаров. Высокий прыжок, практически над блоком пролетает мяч и попадает в пятую зону. Край пятой зоны. Чуть-чуть мяч перелетает за антенну. Да, практически за антенной ловил мяч Василий Тумфали. Еще раз. Такая же передача. Но на этот раз она более укороченная. И Тумфали выигрывает очередное очко для своей команды. Семен Слепцов. В аут улетает мяч после удара Владимира Сидорова. — 18-19. Хороший нападающий удар. Ну, Василий Тумфали тут как тут. Не успели среагировать блокирующие команды Амгинского улуса. 20-18. Закрыть вход нападающего удара. 20-18. Справляется с приемом либеро команды Геннадий Михайлов. И разрыв увеличивается до 3 очей. 21-18 в пользу команды сборной города Якутска. Остается мяч в игре. Ошибается Владимир Сидоров. Запас прочности 2 очка у команды сборной города Якутска еще имеется. Денис Шестаков подает. Ошибается Егор Глухарев. Связующий команды 20-21. вчера города Якутска. -1 у амгинской команды. Зрячий атаковал Василий Тумфали. Замена в команде города Якутска. Вместо игрока номер 1. Между 4-й и 5-й зоной Игрок номер попадает 4 в Петр Андреев. незащищенный участок площадки и выигрывает 22 очко. Петр Андреев на подаче.
Сетку задевает Владимир Сидоров. Да, была сетка. Верхний край сетки. 21-22. Нервы сдают у связующего Айсена Христофорова. 23-21. И при счете 21-22 допускает ошибку. И счет становится 23-21. Егор Глухарев на подаче. Быстро разыграли связующий и Радислав Захаров комбинацию. 22-23. Сергей Игнатьев. Вторая ошибка подряд в концовке партии. Это чревато поражением для команды английского Уилса. И снова, как и в первой партии, Тумфали Василий ставит точку в этой партии и приносит победу сборной города Якутска. И со счетом 25-22 победу одержала команда сборной города Якутска. Счет в партиях 2-0. Две грубые ошибки в концовке второй партии.
Начинается третий сет. Прозвучал свисток на подачу. 2-0 общий счет в этой встрече. Анатолий Татаев забивает мяч до пола и приносит своей команде первое очко. Не успел постраховать своего нападающего Арсен Христофоров. Мяч провалился после отскока от блока прямо перед ним. Анатолий Макаров ошибается, нападая со второй линии. И счет уже становится 2-0. Хорошая подача в исполнении Егора Глухарева. Эйс. Сергей Игнатьев не справляется с приемом. Рисковал Егор Глухарев. Подавал в адрес Сергея Игнатьева. Один 4. Простая подача, улетевшая в аут. Ошибка при второй передаче у Арсена Христофорова. И счет уже становится 6-1. Сидоров Владимир попадает в сетку. 2-6. Аут. Сергей Игнатьев. Очень много брака при подаче. Вроде бы и подачи несложные. Но при всем при этом игроки допускают очень много ошибок. Хорошая высота съема у Радислава Захарова. Почаще бы больше таких нападающих ударов в третьей зоне. Но, увы, не позволяет прием. Доводка. 3-7. Сейчас нужно разыграть хорошую комбинацию, эффективную. Оставляет мяч в игре. Еще раз подключает Анатолия Макарова. Не стал рисковать. Перекинул через блок. Анатолий Макаров. Да, там перед ним был высоченный блок, выставленный Семеном Слепцовым, Гаврилом Охлопковым. Но на эту скидку не успел среагировать Егор Глухарев. 4-7. Василий Кумфали пробивает блок. Разыграли комбинацию. Домашняя заготовка, наверное, у ребят сборной команды города Якутска. Гаврил Охлопков поднял двойной блок. И на опускающемся блоке Василий Кумфали забил
Ошибается Василий Тумфали. Пять 8. Да, при одиночном блоке переводил мяч по линии. Не справляется с приемом Иннокентий Артамонов. Пробивается блок. Более мощно начали играть в нападении амгинские ребята. И это уже приносит... Начал приносить результат. 6-8. Сетки касается Гаврила Хлопков при нападении. Да. Мяч немного был уходящий от него. 7-8. К сожалению, допускают ошибку 11 номер Джулус Захаров. И дарит 9 очко команде города Якутска. Василий Тумфалей. Мы помним, как летела его подача в первых двух партиях. Сейчас допускает ошибку. 8-9. 8-9. Основной доигровщик команды Амгинского улуса Анатолий Макаров на подаче. Эйс. Нашел слабое звено Иннокентия Артамонова. Подал именно целенаправленно в адрес либера. 9-9. Счет сравнялся 9-9. Ошибается Анатолий Макаров. Десять 9. Аут. Третья ошибка уже именно в подаче у Гаврила Охлопкова. Десять. Да, рисковал Владимир Сидоров. Мяч улетает в аут. 11-10. Впервые в третьем сете команда Амгинского улуса выходит вперед. Разыграли Мариту. Подбежал, поднял блок. И после этого, выпрыгнув, нанес удар Анатолий Татаев. 11-11. Мало кто исполняет данную комбинацию на этих соревнованиях. Ну, даже среди волейболистов. Не успели перенести руки блокирующие города Якутска сборной команды. Ленивый судья показал аут. Первый судья отменил его решение. И показал, что поле. Извиняюсь. Мяч в предыдущем эпизоде улетел в аут.
А сейчас после нападающего удара Семена Слепцова мяч влетает в аут. 12-13. Сидоров Владимир на подаче. Да, сложная подача у Владимира Сидорова. Не справляется с приемом Геннадий Михайлов. Заступ фиксирует судья у Василия Тумфали. Да, был заступ. Перелетел 14-13. Сергей Игнатьев. Планирующая подача. Да, мощнейший удар в исполнении Семена Слепцова со второй зоны. Не оставляет шансов амгинским ребятам. Да, при этом центральный блокирующий не успевал сомкнуть блок. 14-14. Снова разыграли комбинацию. Связующий 19-й игрок Радислав Захаров. Пока блок не может справиться с данной комбинацией. Радислав Захаров тоже молодой, 2001 года рождения игрок. 1,85 м. Да, мощно пробил Семен Слепцов. По краю блока. Перехитрил блокирующего Глухарев Егор. — 16-15. Город Якутск выходит вперед, но, увы, ошибается Семен Слепцов. 16-16. Перемудрил Егор Глухарев. Была очень хорошая доводка по высоте, но он умудрился пробить в аут. 16-16. Постраховали Анатолия Макарова. Неподготовленная атака у амгинских волейболистов. И снова Анатолий Макаров. Да, на этот раз блок не справляется. И счет становится 17-16. По краю рук центрального блокирующего проходит мяч. — 18-16. Оставляет мяч в игре Геннадий Михайлов. Но, к сожалению, первая зона осталась неприкрытой. И туда полетел мяч. И туда направил мяч Виталий Голоков. Василий Тумфали
Да, снова ошибается. Накатывал мяч Василий Тумфали. Анатолий Макаров. У него тоже силовая подача. Так, не смог оставить мяч Егор Глухарев. Мяч попадает в потолок. 20-17. 17-20. Тайм-аут команды города Якутска. И первый тайм-аут при счете 17-20 берет команда города Якутска. Главный тренер сборной города Якутска Петр Пестряков делает замечание Василию Тумфали, что уже совершаешь двойную ошибку. Просто говорит при подаче накати. «20-17» в пользу команды Амгинского Улуса. Сейчас посмотрим, как пройдет концовка. Смогут ли удержать данный разрыв в 3 мяча амгинские волейболисты. И сможет ли волейболисты сборной города Якутска сократить счет, разрыв в счете и выйти вперед. Ошибка. Ошибается Василий Тумфали. Попадает в трос. 21-17. Анатолий Макаров на подаче. Да, ошибается. Рисковал. 18-21. 18-21. Виталий Голоков, вышедший на замену. Сергей Игнатьев допускает ошибку. Мяч задевает верхний край антенны. 19-21. Мяч остается в игре. Тут как тут блок Айсена Христофорова. Выигрывает 22 очко. Да, блокировали Айсен Христофоров, Денис Шестаков. Своевременно выпрыгнули, перенесли руки через сетку. Выиграли 22 очко. Чуть-чуть не успел Айсен Христофоров подбить этот отлетевший от блока мяч, хотя его ждал. — 20-22. Высокий мяч. Высокий съем. Удар по рукам блокирующих. Мяч улетает в аут. 23-20. Очень высоко хватает мяч Сергей Игнатьев. Если попадает по мячу по высоте, по скорости. И опять неразбериха в команде города Якутска. 24-20. И при счете 20-24 тайм-аут берет команда города Якутска.
Давай! 24-20 24-20. подает команда Амгинского Улуса после перерыва. На подаче Айсен Христофоров не справился с волнением после перерыва и мяч подает в аут. 21-24. Сергей Игнатьев неуверенно нападал. 24-22. Мяч Тайм-аут улетел в команды аут. Амгинского Улуса. И при счете 24-22 первый тайм-аут берет команда Амгинского Улуса. Раскакивай. Раскакивай. Давай. Ошибается Владимир Сидоров при подаче выиграла команда Амгинского и завершает третью партию со счетом 25-22. Выигрывает команда Амгинского Улуса. Счет в партиях 2-1 в пользу сборной команды города Якутска.
Начинаем четвертый сет, четвертую партию. Встреча между командами города Якутска и Амгинского Улуса. Подает сборная команда города Якутска. Город Якутск остался без нападения. Подстраховали своего доигровщика. Анатолий Татаев выигрывает первое очко. Для команды города Якутска как раз опускался блок. Снова Анатолий Татаев. Но тут как тут блок Сергея Игнатьева преграждает полет мяча. Счет 1-1. Сергей Игнатьев подает. Среагировал Павел Глухарев. Ну и Анатолий Татаев не растерялся. Мощнейшим ударом пробивает двойной блок и направляет мяч от блока в аут. Ошибается Радислав Захаров. Василий Тумфоль оставляет мяч в игре. 19 номер Радислав Захаров выигрывает второе очко для своей команды. Радислав Захаров, центральный блокирующий сборной команды Амгинского Улуса. Не поняли блокирующие друг друга. Потеряли своих нападающих. 4-2. И Семен Слепцов вышел и нападал на чистой сетке. Анатолий Макаров. Мощный удар. Ему не хватает таких передач на определенной высоте, скоростных. При низкой передаче он практически не успевает и попадает в сетку. Очень сложный мяч оставляют игроки сборной Амгинского Улуса. Мяч в игре. Сложный мяч. Но не смогли защититься от нападающего удара Семена Слепцова. 5-3. (5-3). Анатолий Татаев на вашем экране. Центральный блокирующий. Раз за разом проходит комбинация связующего из 6-го номера Дениса Шестакова в третьей зоне. Сергей Игнатьев грамотно распорядился с переходящим мячом.
ошибается при подаче Анатолий Макаров. 6-5. Сергей Игнатьев нападал между 3-й и 4-й зонами. Зря делает связующие такие действия и получает ответку за эти необдуманные свои действия. 7-5. Семь-пять. Сергей Игнатьев выигрывает 6-е очко. Блок отрабатывает свое очко после нападающего удара Семена Слепцова. Хороший был игровой отрезок. Да, ошибается связующий Егор Глухарев. Мяч перелетает через антенну, через сетку и улетает в аут. Команда Амгинского Улуса вышла вперед. Аут. Сидоров Владимир не справляется с нападающим ударом. 7-9. Тайм-аут команды города Якутска. И при счете 7-9 первый тайм-аут берет сборная команда города Якутска. Девять семь. На подаче Денис Шестаков. Амгинский Улус. Василий Тумфали сам довел мяч, но и сам же нападал с 4-й зоны. Быстрая укороченная передача в исполнении Егора Глухарева. И снова неразбериха между связующими и нападающими у сборной команды города Якутска. И без борьбы отдают мяч амгинской команде. 9-8. Хороший прием. Ускоренная передача в 4-ю зону. А там был готов к этой передаче Владимир Сидоров. Мяч добивает до пола. Чересчур близко к сетке. Владимир
Владимир Сидоров забивает мяч и сравнивает счет в этой четвертой партии. Анатолий Макаров неожиданно получает пас на вторую линию, пробивает блок и выигрывает 11 очко. Между тем Сергей Игнатьев будет подавать. Сетку касается Владимир Сидоров. Да, чересчур был пас близко к сетке. При этом он как бы не успевал. Заступил в среднюю линию площадки. 12-10. Ошибается Анатолий Макаров. Вроде бы и передача была нормальная по скорости. Но мяч улетел после удара в аут. Справляется с приемом. Семен Слепцов разбирается с одним блоком Анатолия Макарова и сравнивает счет. 12-12. Эйс. Сергей Игнатьев не справляется с приемом. На этот раз Анатолий Макаров исправляет свою ошибку и приносит своей команде 13-е очко. Блок в 1-1 крышует Семена Слепцова. Да, ошибается Семен Слепцов. Не в блок попадает, а в трос. 14-13. И, к сожалению, ошибки у команды Амгинского улуса продолжаются при подаче. Очень сложные мячи выигрывают и отдают просто так на подаче. Ошибается Владимир Сидоров. 15-14. Остается мяч в игре. После удара Семена Слепцова да, к сожалению, мяч улетает в аут после удара Джулуса Захарова. Да, низкий по высоте мяч. Но Семен Слепцов делает подарок
для сборной команды Амгинского улуса и посылает мяч в аут. Анатолий Макаров со своей силовой подачей. Да, ошибается Анатолий Макаров. Не попал по мячу. Владислав Захаров. Этот Денис Шестаков, извиняюсь, приносит команде Амгинского улуса очко. Идет сам подавать. Справляется с приемом. Ребята, волейболисты сборной команды города Якутска, но не справляются с нападающим ударом Василий Тумфалей. Уводил мяч от блока. 18-16. Разрыв 2 мяча сохраняется. Хороший прием. И снова Василий Тумфали. Сработал блок. Сергей Игнатьев на одиночном блоке. Василий Тумфали. И прямо мяч попадает на угол 6-й зоны, либо на угол площадки. Практически не берущийся мяч. Расстроен Денис Шестаков. Тумфали Василий на подаче. Необходимо выдержать данный прием. Первая подача выиграна, и выиграно очередное очко Василием Тумфали. Справляется Анатолий Макаров. Ему же была послана передача. Попадает в блок. И уже город Якутск впереди на 1 очко. Да, попадает в тройной блок. И счет становится 19-18 в пользу команды сборной города Якутска. И при счете 18-19 тайм-аут берет амгинская команда. Василий Тумфали на подаче. И снова целенаправленно подает в первую зону. А там у нас стоит либеро Геннадий Михайлов. И счет уже становится 20-18. Необходимо, видимо, чтобы либеро было сместиться ближе к линии. Это мяч уходящий. Ошибается Василий Тумфали. Мяч улетает в аут. В этот раз он поменял направление подачи. Арсен Христофоров Владимир Сидоров. От блока мяч улетает в аут. Еще становится 21-19. На подачу вышел Петр Андреев под номером 4, команда города Якутска.
21-19. Хороший прием. Укороченная передача. К сожалению, мяч улетает в аут после удара Радислава Захарова. 22-19. Додавливают волейболисты города Якутска амгинскую команду. От блока мяч улетает в аут. 20-22. Там высоченный блок Анатолия Татаева. Между тем Сергей Игнатьев на подаче. Хороший прием. Смещение нападающего удара. Анатолий Макаров. Чуть немного отведенный мяч от сетки. И этот мяч улетает в аут после удара Анатолия Макарова. 23-20. Тайм-аут команда Амгинского Улуса. Второй тайм-аут при счете 20-23 берет амгинская команда. Подает команда города Якутска. Егор Глухарев готовится к подаче. Анатолий Макаров приносит 21 очко своей команде. 21-23. — 21-23. Радислав Захаров будет подавать. Иннокентий Артамонов принимает мяч. Оставляет мяч Иннокентий Артамонов в игре. Но ошибается Василий Тумфали. — 22-23. Да, попадает в трос. Был выставлен двойной блок у амгинской команды. 22-23. Иннокентий Артамонов. Ну и Анатолий Татаев выигрывает 24 очко. Благодарят игроки своего центрального блокирующего Анатолия Татаева за эффективные действия в нападении. Блок в исполнении 11 и 6 номера команды амгинской приносит 23 очко. В концовке четвертой партии грамотно начал работать блок амгинской команды, особенно в четвертой зоне. Аут. Мяч улетает в аут. Недоволен своими действиями Василий Тумфали. Был выставлен один блок в исполнении Арсена Христофорова.
Долго отведенный мяч. Сидоров Владимир. Мяч возвращается на сторону команды города Якутска. Но на этот раз Василий Тумфали попадает в поле. 9-й метр площадки. Замена в команде города Якутска. 25-24. Игрок номер 1 Гаврила Хлопков. Анатолий Татаев на подаче. Хороший прием. Смягчили нападающий удар Анатолия Макарова. Но Василий Тумфали забивает 26-е очко и ставит точку в 4-й партии встречи в целом. Четвертую партию выигрывает со счетом 26-24 сборная города Якутска. И счет в партиях 3-1. Поздравим сборную города Якутска с победой. Напомню, что в 1/4 финала выходят команды, занявшие первые и вторые места в своих подгруппах. Благодарят друг друга игроки. Мы увидели очень напряженную встречу между командами Амгинского улуса и города Якутска. Сейчас, дорогие телезрители, прервемся на рекламу. Не уходите, будьте с нами. Я уверен в своем выборе и знаю, что у моей семьи надежное будущее. Будущее с Аргыс Кредит. Аргыс Кредит. Накопление для будущего вашей семьи. Көрің доғырды. Таварым барықсан, верүй доға. Барата кені бағарбытын, санабытын күрдік. Сабыс таңан жия. Верегітін тәңілдесте, Рик Яфен. Тасте от покупки своей квартиры. Дорогие жители и гости столицы, 8 июля впервые в республике состоится масштабное праздничное шествие-парад Республиканского семейного фестиваля, приуроченного ко Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Парад пройдет по улице Кирова. На нашем семейном фестивале на территориях Комсомольской площади и Центрального парка культуры и отдыха пройдут тематические мастер-классы, ярмарки продаж, выставки и различные детские конкурсы. В честь праздника семьи, любви и верности в 18:00 состоится праздничный концерт, а также пройдут конкурсы новобрачных на лучшее признание в любви и верности, конкурс детских колясок на лучшее оформление. За первые места легендарный круиз на Ленские столбы на теплоходе от Лена Турфлота и много других ценных призов. Приглашаем всех провести этот день в кругу семьи, набраться сил и позитивных эмоций. В салоне «Времена года» новая стильная коллекция. Скидки до 70%. «Времена года». Торговый центр «Силуэт». 2-й этаж. Усалдан улуғын олықтақтырын онына гәлжіктарын, ақсыз сақа херин народтарын спортивна йонюларын күнлерінен сақа сударыстыбыннай сыркатағар дәліз, онына отыйын ақсыз күнігер. Маягатта бер қара стадионға на старт внимание цирден, жонглердар, гимнасттар, акробаттар, фокусниктар, клоуннар онына дрессированный кыллар кыттылақ, брағынниктағы тәрәхіңе ыңырар. Цирк әйгетін, ураты көттүтін, боттарымаң. Прокат детских костюмов и нарядных платьев. Подберем на любые ваши мероприятия. Мы сэкономим вам ваше время и деньги. Обращайтесь. 8 914 292 81 58. Прокат костюмов Якутск. Букеты бывают разные, и поводов купить цветы тоже достаточно. Студия флористики Лены Бочковской, Пушкина, 21. 727-007. Ты сказал, нам организуешь. Вот, мы будем охотиться.
Mayağıta bel karaatın süger Sağa stadionga belemnenilte küsteyaktık barar. Ünkühütter kaz bidi kamsanıların çosuyalılar. Ota billen turar. Bu ulakan terahine Usaldan uluğun nehelegitten barı etergalı kıttığını ılallar. Onna sama sürüne barı beylerin bağa öttünen kıttallar. Etergalı barı küheyi öttünen soğuk. Ondan bilgin kolbura bu bihigi belemneni tügenin yaka kılgası kördüröbit eski honun aribapıt billen turar onu hegi saka kilometrer bu hafirga körüyor turdağa. Töhöd okuyaz gün satılan turdar kıttaçılarga bu meheydevet. Spartakiada yürüyle karallıda namno bugün bolar. Manna wapsaya ikken artığınçattan taksa kehi kıttar. Ol hegar saka sirketin ünkü teatrın artıstıra onna kultura onna iskustva kolejin uhuyaçılara bağlılar. Kıttaçılar ağayak mühüntesin yana ünkülebitinen kamsamıtınan barallar. Yürülək tirəhəngə usaldan uluğun barı kəreytin nəhəliyəktərə kıttallar. Ol kurduk tumul nəhəliyəgitten beyhin kehi sarsırdatan kehəngə diri. Belemneni ügeniger sıljallar. Tumul klubun direktörü Anastasiya Yegorovna beyte tıllanan bir bastıkından kıttarga sanammıd. 2 nedele ustata sarsırdatan koyukka diri stadionga sıljallar. Erdelabide jelerger kehe 10 çaska tiydaktarına yürüyü bolar. Ondan bihigi verebit bu ulus putugar manna gulahan tarahın ıtırların onna olaq bäbit klapatın kellere hajar bittan yörer bolaq bitti. Ondan canlar bu tergebit şebatı bu onyo ahıga demet ola bigerellah bit. Canlar bari hürgelere katagullar. Tesiriger melcüyle köstüyor güyer küncül battahıtı össe kahistı balağı can utuyar uların umdan turan belemlenige keleller. Spartakiyada kendine tuta barı kühü okko uruqtara. Ondan meheye aksıbakka üyere kötü dolguyan turan kıttar, öner olaqtağı Vladislav Lukachevski. Kines kolağa karabılından bilelir. Manlık tirehenge bastı kıtın kıttar, Spartakiyada arıllıtın tahımın sögür. Hayday belemleni ülete? Atallakay günay geldi gel. Atallakay naha kabarna. Güçtük bay. Hallı bay. Biler canım bağlar. Allakay ba. Bu olmay bu. Höbiletin kıttar gün. Atan sevilen. Sevilen bağlar. Atak sin kağalar bağlar atan. Jeger genge. Günay mandakeler geyin usuktar bağlar bu. Jel öte küyder bunlar. Yağmay bu. Atam bulakan terehenge kıtındakına hatanar bu. Atamını kurduk. Patriot bollukha da olur. Anton Valentina Vinokurova sportsmenler selelen kamılırgar kıttar. Kenine batıhan aldan komandata stadiona kiriyaktak. Bilemneniga sportsmenler soğuktar olihin dolguyu sen bir bar. Omos kördökka çepçigidi kama sılcar kurduktar ereri tutar septere ıyahın nağ. Mannebi tıl kayıskatın uçutu Kanada. Bilemneni onu dolguyağını. Чемпионат мира по мастер-реслингу өтіп, мен мынық страналары келер бүтім, Нигерияны келер бүтім. Hatta hen dolguyor. Hediye tutup Kanada buludu kayda. Allah'ım bullağına. Allah'ım, anı yahannak var tutar tokput. Anı talak var. Tutan kördüğüt. Kören ha. Benim kayar bullağın dedi. Kayan ha. Arıllı terehinin sürün rejissora Sakharus Peluket'in kulturatın ütüyle kulhete Sergey Rastorguyev bolar. Usaldan Sergey Rotugar olaran aspıt namokka kepsinler küstiyaktan sağalan bilingi çakka tiye kölönütten kölönüge berilen kelbit küstiyak sananı terder bağalaq. Norotu samağılır sport bırahanigin arıllı tıgar. Ügüz sağa kompozisiyalar, ünküler kerdiler. Küncül turdar barıda denge boluğa den erener. Spartakiyada yürüyle arıllıtın günlük röçerbüt bugün kehe beygi kanal bıtıgar. Görün. Jules Ivanov, Grigoriy Xolopka, Vasiliy Ilyin, Sağa gün Usaldan. В селе Барагонск Усть-Алданского улуса после разрушительного ураганного ветра ведутся восстановительные работы. Все спортивные и культурные мероприятия пройдут в плановом режиме. Заместитель председателя правительства Сергей Местников отметил, что сил специальных задействованных бригад хватает. Дополнительных рабочих сил и помощи от команд и спортсменов не требуется. Ведутся восстановительные работы на стадионе, больших разрушений нету, пострадала конструкция, которая задействована на открытии, сейчас его восстанавливают, и мы сегодня вечером планируем генеральную репетицию с 9 часов вечера.
Что касается спортивных мероприятий, то они также ведутся. Сейчас начинается волейбол на спортзале Мындаба, также волейбол в селе Чаран. Кроме того, в скором времени начнется футбол среди мужчин в футбольной площадке. Все запланированные спортивные мероприятия пройдут в плановом режиме. Первые спортивные игры народов Республики Саха-Якутия проходили в селе Барагонцы Усть-Алданского улуса и были посвящены столетию Олимпийских игр. Сегодня улицы барагонцев украшены флагами, баннерами и стендами с программой уже 8-х игр. Спустя 26 лет огонь так называемой Якутской Олимпиады вновь прибыл в то место, где зажегся впервые. Чести принять у себя спортсменов со всей республики раз в 4 года, начиная с 1996-го, удостоились также город Покровск в 2000 году, поселок Хандыга Тампонского улуса в 2003-м, 4-е игры прошли в селе Сунтар. В 2010-м эстафету игр принял Алекминск. Далее огонь зажегся в селе Намцы. И предыдущие 7-е спортивные игры народов Республики Саха-Якутия прошли в 2018 году в Амгинском улусе. Организаторы стараются, чтобы с каждым годом уровень подготовки становился выше. Даже вот техника, форма, требования спортсменам, строительство, все поменялось в лучшую сторону. Если мы раньше строили деревянный стадион, сейчас какой красивый стадион у нас, да? И вот этот наш дворец каменный, трехэтажный, тоже построен в рамках встречи этим играм. Строится спортивный зал, дороги наши ремонтируются. Все идет к лучшему. В разные годы менялось количество видов спорта, районов, из которых прибыли участники, и самих спортсменов. Массовый рекорд принадлежит 7-м играм. Тогда участие приняли 2743 спортсмена. В этом году заявилось 37 команд. Это 1870 спортсменов, которые будут соревноваться по 16 видам спорта. Уже сегодня в Усть-Алданском улусе стартуют 8-е спортивные игры народов Якутии. Участие примут 1870 спортсменов из 36 команд, районов и вузов республики. Самые крупные многочисленные сборные представят Мегино-Кангаласский и Усть-Алданский улус, а также город Якутск. Мы прямо, когда увидели, что там встречают, так обрадовались. Все абсолютно сразу с автобуса выбежали. Было очень приятно. В общей сложности гостеприимный Усть-Алдан будет принимать у себя более 2000 участников, включая судей и тренеров. Располагаться все спортсмены будут в 22 точках, и в основном это образовательные учреждения. В том числе и садики, эти школы, интернаты. Там должны иметься в каждом пункте проживания, имеются там санитайзеры, салфеточки, умывальники, которые сейчас находятся на улице, да, душевые туалеты, оборудование должно быть специальное. В душевых обязательно должны иметься обогреватели, чтобы теплая вода была и холодная вода. Сборная команды по волейболу из Амги прибыла в Барагонцы одна из первых. Спортсмены уже успели познакомиться с залом, где пройдут схватки, и прогулялись по селу. А разместились ребята в одном из корпусов Мюринской школы номер 2. Нормально вроде. Никто не жалуется. Чуть прохладно тут. Ну хорошо спится. Да, хорошо спится. Все выспались. Уже через несколько часов, немного отдохнув с дороги, участники состязаний начнут борьбу за звание победителя. А как они будут соревноваться за место на пьедестале, покажет главный телеканал Якутии. НВК Саха, Якутия-24, Мамонт, а также дневники 8-х спортивных игр народов Якутии. Ларина Сукуева, Георгий Григорьев, Барагонцы. Мы находимся в селе Мындаба, которое расположено в полукилометре от административного центра Усть-Алданского улуса села Барагонцы. За моей спиной новый универсальный комплекс спортивных единоборств. Здесь будут проходить состязания по настольному теннису. Новый спорткомплекс построили в рамках нацпроекта «Демография» по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни». Он также включен в перечень объектов, возводимых к столетию Якутской ССР. Это здание двухэтажное, оно оборудовано большим спортивным залом, где будут лежать 2 борцовских мата. Также он оснащен тренажерным залом
и, ну, и, естественно, душевые, раздевалки очень много есть, административные помещения, и еще помещение общежития есть на 32 места. А сейчас мы в селе Чаранг на трибуне нового ипподрома вместимостью более 1000 зрителей. Здесь будут состязаться стрелки из лука, а также будут сдавать один из нормативов ГТО – метание снаряда. Перемещаемся в село Барагонцы. Тут завершилось строительство хоккейного корта, на котором сборные сыграют в мини-футбол. В данное время этот объект завершился на 100%. Его площадь 1800 квадратных метров. Ну и, конечно, самый главный и грандиозный объект 8-х спортивных игр народов Якутии – это стадион Маягатта Бердхара. Здесь пройдут соревнования по легкой атлетике, спортивной борьбе, аэробике и многоборье ГТО. Стадион назвали в честь легендарного силача, который родился в одном из наследов Усалданского улуса. Помимо строительства новых объектов, велось активное благоустройство и озеленение сел, вовлеченных в проведение игр народов Якутии. Местные жители устраивали субботники и приводили в порядок прилегающие территории, с волнением ожидая более 20 тысяч гостей. Виолетта Засимова, Джулустан Иннокентьев. Первые спортивные игры народов были проведены в 1996 году. И вот спустя 26 лет барагонцы вновь принимают эти крупные соревнования. А мы видим символ этих игр. Он представлен в виде жеребенка Джехегей. И мы сегодня поговорим с автором этого символа. Педагога дополнительного образования Прокопия Колодезникова мы застали за работой. Для благоустройства поселка он готовит щиты для объявлений. Это только часть вложений народного мастера в организации спортивных игр. Он является автором эскиза герба Усть-Алданского улуса. Также принял участие в конкурсе эскизов талисмана предстоящих игр. Комиссия из 50 работ выбрала эскиз Прокопия Михайловича. В 1996 году проведена спортивные игры народов Республики Саха. Впервые это прошло под символом талисманом жеребенка. Исходя из этого, я придумал талисман. Ну, чуть-чуть выросший жеребенок получилось. В конкурсе было 50 работ. Из-за этого это выбрали мои работы. Колористика талисмана придерживается цветов герба Усть-Алданского улуса. 1996 год на груди талисмана и 2022 год на факеле показывают спортивную жизнь улуса, популяризируют историю и культуру организаторов и создает праздничную атмосферу. Согласитесь, жеребенок получился очень игривым и очаровательным. Ну а Центр детского творчества «Эркен» предстоящим играм представил вот такие плюшевые игрушки. Высота Джехегей составляет 38-40 сантиметров. Всего изготовлено 32 штуки. Талисманы по эскизу Прокопия Колодезникова будут представлены во многих сувенирных продукциях. Авторскую идею педагога Центра Нюргуяны Семеновой поддержал весь коллектив. И общими усилиями коллеги-мастерицы изготовили игрушку Джехегей, сувенир в качестве подарка. Сама игрушка состоит вот из такого костюма яркого с надписью. И он олицетворяет символ Усть-Алданского улуса. Все из натурального материала, это натуральная кожа. И ну, идея очень такая хорошая, индивидуальная, яркая. Будем надеяться, что талисман игр Джехегей будет окрылять спортсменов на будущие победы и новые рекорды. Нюргуяна Егорова, Артем Алексеев, Усть-Алданский улус, барагонцы. Спасибо большое. Каждое большое мероприятие, такое как спортивные игры народов Якутии, не проходит без предварительной аккредитационной работы. Каждый участник, работник проходит аккредитацию, по прибытии получает такой бейдж, который позволяет ему проходить на объекты.
Работа аккредитационного центра началась еще 1 июня. Состав из 12 человек разделился. 10 человек в городе Якутске, 2 человека в Барагонцах. А с 28 июня весь состав комиссии работает здесь, на месте проведения спортивных игр. В настоящее время на аккредитационный комитете подано 6681 участников. В данное время аккредитации прошли 5112 человек. Аккредитации прошли 20 команд. Анна Кириллина из Горного Улуса уже 2-й год работает в аккредитационном центре. В прошлом году она отработала на играх Манчары в селе Бердигистях. На нынешних спортивных играх она отвечает за отчетность за категории ВИП, оргкомитет и организаторы. Да, настоящее мероприятие, это мероприятие спортивное республиканского масштаба, очень широкий размах, и вся организация. Это требует больших усилий, большой ответственности и скрупулезного отношения. Особенно наша работа, мы учитываем всех участников, всех спортсменов, все выдаваемые бейджи учитываются строго пофамильно, поименно, по категориям, по ведомости выдаем. Если кто-то получает за команду, конкретно указываем, кто получил, кого получал. А как проходит работа? Все идет гладко пока, да? Все нормально, все хорошо. Если там возникают непредвиденные ситуации, уже организованно решаем с руководством, согласуем и выдаем, распечатываем. Работа комиссии системная, требует аналитической точности. Можно с уверенностью сказать, что их слаженная работа является одной из причин, что спортивные игры пройдут четко и гладко. Охлаждающий спрей, спрей обезболивающий, бинты и еще более 100 наименований препаратов от ожогов, травм, порезов и прочих недугов, которые могут застигнуть спортсмена на арене. Все это входит в комплект спортивного врача. Спортивная сумка спортивного врача, оснащенная согласно приказу 1144 Министерства здравоохранения Российской Федерации. Тонометры идут обязательно. И вот препарат для остановки кровотечения и от ушибов и травм. В местах проведения соревнований медицинское сопровождение спортсменов будет обеспечивать 21 медицинский работник из Республиканского центра реабилитации и спортивной медицины. Кроме того, на время проведения игр будут дежурить бригада медицины катастроф, а также сотрудники Центральной районной больницы в полном составе. Развернуто 18 медицинских пунктов в местах размещения гостей и участников игр. Также на церемонии открытия у нас будет работать 2 бригады скорой медицинской помощи, также развернуты 2 медицинских пункта, и будут работать медицинские работники в количестве 10 человек. Самыми массовыми мероприятиями игр будут, конечно же, торжественное открытие и закрытие. Более 3000 зрителей, сотни артистов, спортсменов, которые примут участие в этих мероприятиях. Конечно же, все это должно пройти не только красиво, торжественно и красочно, но и очень главное, чтобы это все прошло безопасно. В распоряжении отдела по Усалданскому району командированы личный состав специальных подразделений. Это уголовный розыск, Росгвардия для обеспечения общественного порядка. Всего где-то около порядка 90 сотрудников. Безопасность будет обеспечиваться на всех спортивных объектах и в населенных пунктах, чтобы ничего не омрачило праздник спорта, который мы так долго ждали. Плотный график с самого раннего утра и до позднего вечера. Принимать гостей, помогать организаторам – все это ложится на плечи волонтеров 8-х спортивных игр народов Якутии. Потом ребята, сопровождающие делегаций, тоже сейчас отрабатывайте по своим объектам. Сейчас начинают приезжать команды, встречайте команды, сопровождаете их по селу, показывайте, что где находится, да. Всего на мероприятии задействовано около 250 добровольцев. Один из них – Сандар Кириллин, который начал свою деятельность еще в возрасте 12 лет. Началось с 2012 года. Я был волонтером Дети Азии, который здесь проходил. А затем сейчас я уже с 1-го курса являюсь активистом ППО ССФУ. В целом я вот уже 6-й год, получается, являюсь активистом. И на счету у нас большинство очень много больших крупных мероприятий республиканского уровня, участие в федеральных проектах, разработка грантов и так далее. Бесценный опыт, масса новых впечатлений и самое главное – желание. Волонтеры пишут историю игр, порой сами того не ведая. Но сейчас я очень взволнован тем, что
наконец-то проходят такие игры, наконец-то мы можем лицезреть это, наконец-то мы можем получить опыт конкретно по работе. И для меня, допустим, это очень хорошая практика. Яркая отличительная форма, готовность к нестандартным ситуациям – это отличительные черты волонтеров. Именно их работа способствует проведению спортивных игр на высоком организационном уровне. Масштабные мероприятия такого уровня, как Игры народов Якутии, всегда требуют круглосуточной работы. И самую важную выполняют как раз эти ребята. Кто волонтер? Я волонтер! Из всех командных видов спорта волейбол, пожалуй, самая доступная игра. В любой школе, в любом учебном учреждении есть спортзал, в котором натянута волейбольная сетка. На 8-х играх народов Якутии волейбольная география очень обширная. Приехало 12 команд из центральных, южных, арктических районов. Команды очень сильные и хорошо подготовленные, поэтому даже опытные судьи не берутся делать прогнозы и выделять лидеров. Из года в год противостояние. Вот сейчас играет команда Мегина Кангаласского и Среднеколымского улуса. Команды очень равные, идет 4-я партия. Как говорится, играют на здоровье, можно сказать, вот если сленгом сказать. Вот, и невозможно предсказать, какая команда победит, выиграет. И следующая игра у нас тоже самая. Черепчинский и Татинский улус. Тоже из давние соперники, друзья, можно сказать, в жизни на площадке соперники. И из года в год соперничают. Кто выиграет, тоже невозможно предугадать. Будем следить за игрой, кто победит, кто более подготовлен, тот и выиграет. И также Амгинский улус, горный район, тоже команды такие, что могут, если сказать на сленге, зарубиться и сыграть как 3 партии, как и 5. Скорее всего, будут интересные, очень захватывающие игры. Предсказать победителей практически невозможно, но в том, что встречи будут жаркими, можно не сомневаться. С первых минут матча накал страстей такой, что замирает сердце при каждой подаче. И неудивительно, ведь сегодня играют две команды совершенно разного статуса. Татинцы сегодня дебютируют, а команда Амгинского улуса – это бессменный чемпион. Тем не менее, после первых 2 периодов счет равный 1-1. Вот такой интересной игрой начался первый день соревнований по волейболу среди женщин. Молодежь наступает на пятки, слышится от судьи на линии. Напряжение среди команд, судей и болельщиков на протяжении всей игры. Даже случайные зрители не могут поверить, что лидеры прошлых лет сдают позиции. Очень такая интересная, напряженная идет. Очень хорошая игра, чтобы все так играли. Вы сами за кого болеете? Мы за Хангаласский улус. А если смотреть сегодняшнюю игру? Ну больше Амгинский импонирует. И вот первый громкий триумф. Победа дебютантов. 3-2 счет матча. Этого не ожидал никто. Тем не менее, таким красивым исходом событий порадовали спортсмены, зрителей и болельщиков. Далее сегодня в поединках сошлись команды из Чурапчинского, Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Сунтарского, Горного улусов, города Якутска и СВФУ. Всего в этих играх примут участие 12 женских команд по волейболу. Это 139 человек.
салағын үстін оқуын тұрғыдан көл. Арығы бір екқа күйтәбет. Көттен бағалақтар арыға НБК электронный адреска саяпқа атын үйтін. Сохонго колбон, манна интересіне берилері аралжыдар контені көрөкпіт. Оны тәңе, Чохонго сахылы мультиктар, жарыктыр, толкуйдатар видеолар баллар. Бәяға сөпті контені плейлистен бұл. Чохон, YouTube, Рутуб, оны Telegram каналыгар суруттар. Добрый день, уважаемые телезрители. Буквально через некоторый промежуток времени мы вам представим трансляцию игр сборных команд города Ленска и сборной команды Усалданского района, хозяев 8 спортивных игр народов Якутии. Уважаемые телезрители, 7 мая 2022 года безвременно ушел из жизни заслуженный мастер спорта Советского Союза, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия, тренер-преподаватель высшей категории, бессменный лидер Ленского района, воспитавший не одно поколение волейболистов Юрий Александрович Шустов. Почтим его доброе имя минутой молчания.
Очередная встреча мужских команд. Группа «Д». Сборная команды города Ленска. Вчера она отдыхала. И Усалданского улуса. Сборная команды Усалданского улуса вчера провела игру против команды Северо-Восточного федерального университета. Проиграла со счетом 1-3. Представляем судей встречи. Первый судья Аркадий Ефремов, первая категория, город Якутск. Второй судья Кузьмин Афанасий, первая категория, город Якутск. Секретарь встречи Слепцова Саина, Мегано-Кангаласский улус. Егор с подачи. Да. Так, Ергустан стройки. Я 6, да? Я 6. Ага, 6. 5. Все. Представляют игроков сборной команды Ленского района. Представили основные составы обоих команд. Но в ходе игры, я думаю, что мы еще поближе познакомимся с каждым игроком. Основной состав у солданской команды не поменялся. Остался, как и в первой игре. Еще раз напомню, что из группы выходят только две команды. Играет в стыковую с другими группами, и победитель проходит дальше. Завтра у нас начнутся четвертьфинальные игры. Данная встреча для Усалданского улуса является решающей. Встречу начинает с подачи усалданская команда. Болельщики готовы поболеть от всей души за свою любимую команду. Свисток на подачу подает Егор Наговицын. Первое очко зарабатывает связующий команда номер 8.
Дамир Гогенфельд. 1999 года рождения. Метр 98. Остается мяч в игре. Егор Щербак приносит первое очко солданской команде. Но сегодня в спортивном зале чуть более прохладно. 1-1. 12 номер Григорий Тимофеев на подаче. Хорошая доводка. Высокая передача. Съем. Третий номер Никита Иванов. Метр 95 его рост. Максим Кондратьев. Ошибается при подаче Максим Кондратьев. Густан Кривошапкин. Хорошая доводка. Бров достает мяч либера команды Солданского Улуса. Подключается первый темп в ленской команде. Никита Иванов. Счет 3-2. Никита Иванов на подаче. Аут. Улетает мяч. Егор Щербак на подаче. Основной доигровщик солданской команды. Первая подача у него не полетела. Двенадцатый номер Константин Сапко, лидер команды Ленского района. Ошибается. Счет 5-3. Доигровщик команды Узалданского района. Задевает мячом сетку, антенну. Мяч уходит в аут. Сапко Константин продолжает подавать. Эйс в исполнении Константина Сапко. Не сумел укротить мяч колодезников Нюргун. Мяч долетел до потолка. И счет уже становится 6-3 в пользу сборной команды Ленского района. Тройной блок. Грамотно распорядился с мячом молодой перспективный игрок Максим Феоктистов, 11 номер. Сбрасывает в незащищенную пятую зону. Максим Феоктистов на вашем экране. Подключает связующий своего также основного доигровщика Владислава Ковалева. Обманный удар. И очередное очко. Пятое у солданской команды. Максим Феоктистов подает. Не справляется с приемом. И от блока в аут улетает мяч после нападающего удара Николая Федоренко. Николай Федоренко тоже один из основных опытных игроков Ленской команды. Сильно, мощно подает, но попадает в трос.
Николай Федоренко. На вашем экране Владислав Ковалев. Тоже ошибается. Обмен любезностями между двумя командами. Десятый номер Евгений Черкасский, 1,95 м, 2001 года рождения, молодой волейболист. Счет 7-8. Очередной. Усалданский район. Остается мяч в игре. Владислав Ковалев. Мощно со второй линии. Пробивает блок Владислав Ковалев. На месте диагонального сейчас находится. Выигрывает 8-е очко. 8-8. Егор Наговицын готовится подавать. Ошибается в защите Владислав Ковалев. 8. Сбрасывал мяч Максим Кондратьев. Справился в защите с этим мячом Владислав Ковалев. В поле попадает мяч. 10-е очко у ленской команды. На подаче Дамир Гугенфельд, связующий команды Ленского района. 10-8. Планирующая подача. Егор Щербак справляется с подачей, приемом. То есть первый судья показывает, что мяч улетел в аут. 11 очко зарабатывает команда Ленского района. Еще раз в адрес Егора Щербак мяч посылается. Мощным ударом Егор Щербак вход пробивает блок. 9-11. Практически с места нападал Егор Щербак. Двенадцатый номер Григорий Тимофеев, 2000 года рождения, 1,93 м. Отведенный прием. Хапков в нападении. 12-е очко у сборной команды Ленского района. Максим Кондратьев на вашем экране. Не были готовы к этому сбросу резкому в исполнении и связующего Усалданской команды Нургустана Кривошапкина. Нургустан Кривошапкин на подаче. Либера доводит мяч до связующего. 6-й номер Николай Федоренко. От блока мяч улетает в аут. Снова отведенный прием. Да. Не ждали волейболисты Ленского
района скидку за блок со второй линии. 11-13. Аут вроде летел мяч. Николай Федоренко помешал своему либеро оставить мяч в игре, мяч, отлетевший от блока. (12-13). Планирующая подача в исполнении Егора Щербак. Снова не поняли друг друга ленские ребята, но подарок преподносит ленской команде Егор Щербак. (14-12). Силовая подача в исполнении Сапко Константина. Остается мяч в игре. Николай Федоренко. Блогаут. Владислав Ковалев грамотно распорядился сложным мячом. Практически также с места подавал на высоком блоке. С места нападал. 14-13. Максим Феоктистов. Достают мяч ленские волейболисты. Да, высокий блок отрабатывает 15-е очко. (15-13). Ленская команда впереди. Не хватило высоты потолка, чтобы оставить мяч в игре после защитных действий Максима Кондратьева. Владислав Ковалев. Планирующая подача. Немного отведенный мяч. Да. 4-й номер Максим Кондратьев. После его сильного удара от рук защитника мяч улетает до потолка. +2 за сборной команды Ленского района. Сохраняется отрыв. Хорошая силовая подача в исполнении Евгения Черкасского. Но, увы, мяч улетел в аут. И 15-е очко выигрывает команда Волгоградского Улуса. Широкий мяч оказался для Максима Кондратьева. Егор Щербак в начале первой партии показывает свое мастерство доигровщика и выигрывает 16-е очко, сравнивает счет первой партии 16-16. Первый тайм-аут берет сборная команда Ленского района. Егор Наговицын подает после перерыва. Успевают поднять мяч игроки команда Ленска. Мощный удар
в исполнении 12-го номера Григорий Тимофеев. Ликует Григорий Тимофеев. — 17-16. Команда Усалданского улуса выходит вперед. Не смог оставить мяч Николай Федоренко в игре, отскочивший после блока. — 18-16. И снова не справляются с приемом ленские волейболисты. Константин Сапко исправляет ошибку. Высокий блок. Владислав Ковалев не успевает на мяч. Счет 17-18. 17-18. Восьмой номер Дамир Вагенфельд, связующий команды. И снова подача в адрес Егора Щербак. Для Константина Сапко мяч низковатый. Простой сброс в исполнении 12-го номера. Простая скидка от Егора Щербак. Судья фиксирует троф после нападающего удара Максима Кондратьева. Без разбега нападал Максим Кондратьев. Замена в команде Усалданского улуса. Вместо игрока номер 12 на площадку выходит игрок номер 1 Алексей Готовцев. На площадку выходит игрок под номером 1 усалданской команды Алексей Готовцев. На подачу он заменил Григория Тимофеева под номером 12. Неоднократно в предыдущих играх Алексей Готовцев выходил на подачу. Планирующая подача. Справляется с приемом. И с нападением. Третий номер Никита Иванов. Практически, не то что практически, она нападал на чистой сетке. Потерял его из виду центральный блокирующий усалданской команды. Силовая подача. Константин Сапко тут как тут выигрывает очередное очко. 19-19. Счет сравнялся. Максим Кондратьев. Хорошая силовая подача, но также хорошо справляется либеро команды с приемом. В поле попадает Егор Щербак. Одиночный блок. Да, грамотный доигровщик должен пробивать одиночный блок и добивать мяч до пола. Отведенный прием. Константин Сапко ошибается, к сожалению. Признает свою ошибку Константин Сапко. И 21 очко выигрывает команда Усалданского района. Улуса. На подаче 10-й номер Нургустан Кривошапкин. Мяч от троса улетает в аут после подачи Нургустана Кривошапкина. А с такой командой, как сборная команда Ленского района, надо минимизировать такие ошибки даже на подаче, на доводке, на приеме. В край, самый угол площадки попадает Константин Сапко. Зрячий сбрасывал
пустое незащищенное место. Быстрая передача в четвертую зону в адрес Владимира Ковалева. Двойной блок. Не смог закрыть нападающий удар Константина Сапко. И счет уже становится 22-21. И при счете 21-22 тайм-аут берет команда Усалданского района. Ленские волейболисты начинают разыгрываться. Да, ребятам говорят, что нельзя ошибаться. Главный тренер Александр Клаус подсказывает своим ребятам, что будет скидка, будьте готовы. А тем временем на подаче у нас Никита Иванов, номер 3. Прием состоялся. Владислав Ковалев. Мяч проваливается между блоком и сеткой. Немного не успел пристроиться, да, перенести руки Евгений Черкасский. 22-22. Егор Щербак на подаче. Прием. Константин Сапко. Блогаут. И 23-е очко зарабатывает команда Ленского района. Константин Сапко пошел сам подавать. Заступ фиксирует судья. Счет 23-23. Зачастую игроки, подающие силовую подачу, заступают за линию. Максим Фертистов, 2004 года рождения, 1,94 м, готовится подать. Николай Федоренко. Счет 24-23. Пробивает блок. Тройной блок, да, пробил блок центрального блокирующего. Накат в шестую зону. Подключается Егор Щербак, но, к сожалению, ошибается. И первая партия со счетом 25-23 заканчивается в пользу игроков сборной команды Ленского района. — 1-0 повела команда Ленского района. Команда Ленского района постоянный участник чемпионата республики. На спортивных играх, которые были проведены в 2010 году в городе Валекминске, в финале встречались сборная Ленска и сборная Мирнинского района. Ленский район в 2010 году занял второе место в спортивных играх. На чемпионате республики в 2020 году занял второе место, в 2021 году четвертое. И в этом году сборная команда Ленского района заняла третье место, обыграв команду Алекминского Улуса. В 2020 году волейболисты Ленского района встречались в финале чемпионата республики с Намским Улусом. И, как я уже вчера рассказывал,
Вели счет в партиях был 2-0 в пользу ленской команды, но выиграв третью партию, ребята из Намского Улуса выиграли встречу со счетом 3-2. Игроки ленской команды уже одни из опытных ребят, это воспитанники Юрия Александровича Шустова. Неоднократно он привозил своих ребят на чемпионаты республики, воспитал не одно поколение волейболистов. Был сам прекрасным волейболистом, профессионал в своем деле, отличный, замечательный тренер-преподаватель. Сегодня мы перед матчем почтили его светлую память. Начинаем второй сет встречи между командами между командами Усалданского Улуса, хозяев 8-х спортивных игр, и Ленского района. Волейболисты Ленского района единственные представляют промышленные районы нашей республики. Мирнинский район и Нерюнгинский район, Алданский район приезжали на первенство Республики Саха-Якутия в 2022 году, не смогли отобраться, поэтому единственный представитель промышленных районов — это Ленский район. Первой же подачи эйсом 10-й номер Евгений Черкасский зарабатывает очко для своей команды. Друг другу помешали игроки сборной команды Усалданского Улуса. Но вторая подача полетела прямо в аут, притом в достаточном расстоянии от площадки. Григорий Тимофеев подает, и справляется с приемом Александр Чекулаев, либеро команды Ленского района. Не успел переместиться на правую сторону. Мощный удар. В исполнении доигровщика Ленского района. Это у нас такой же грамотный блок преградил путь атакующему удару. Константин не стал рисковать, но допустил ошибку. — 4-1 уже на табло. При счете 1-4 первый тайм-аут берет команда Ленского района.
Не стал рисковать Максим Кондратьев. Но здесь несильным ударом со второй линии. Счет 5-1. Капитан команды Егор Наговицын выигрывает 5-е очко. Хороший прием. И снова остаются без нападения сборная команда Ленского района. Но на этот раз Максим Кондратьев пробивает блок. Скидка. Не успел подбить мяч вверх связующей команды Дамир Бугенфельд. 6-1. И снова остаются без нападения в третьей зоне ленские ребята. Но, к сожалению, допускает ошибку Максим Феоктистов. Игрок команды Усалданского Улуса Максим Феоктистов ошибается. 2-6. Дамир Гугенфельд на подаче. Егор Щербак. Сильно, мощно, но мимо. Три-6. Оставляет мяч либеро команды Ленского района. Егор Щербак сегодня в ударе. Практически бил по отведенному мячу. Выпрыгивал именно с зоны второй линии. Семь-3. Признается Егор Щербак, что был блок. Счет 8-3. 8-3. Максим Кондратьев. Выигрывает очко на двойном блоке. Нашел брешь между двумя блокирующими. Не успел пристроиться к своему крайнему блокирующему Максим Феоктистов. Никита Иванов. Максим Кондратьев, извиняюсь, на подаче. Увы, очередная ошибка при подаче. И разрыв увеличивается до плюс 5 очей. 9-4. Егор Щербак на подаче. Федоренко Николай сбрасывает мяч. И также прямо в котел попадает сброс мяча в исполнении Максима Феоктистова. 10-4.
Константин Сапко. Одиночный блок. Не оставляет шансов оставить мяч в игре. (5-10). Не смог подстраховать Владислав Ковалев нападающего Егора Наговицына, своего капитана. Мяч от блока провалился прямо возле сетки. Ошибку фиксирует судья. И разрыв +6 превратился в разрыв +3. Минус 3. Блок чехлит Владислава Ковалева. Владислав Ковалев просит у своего связующего, наверное, какую передачу ему сделать. Николай Федоренко пробил блок. И 6-очковое преимущество растаяло до +1 для усалданской команды. И при счете 9-10 тайм-аут берет команда усалданского улуса. Передача хорошая, близко к сетке. Вот такой забор, его посадил. Отведи чуть-чуть, переходи в ладу. Давай. Егор Щербак рекомендует своему связующему давать передачи немножко отведенные от сетки, так как мячи, летящие к сетке, будут заблокированы высокорослыми игроками ленской команды. Вот это и доказательство. Не смог пробить высокий блок Егор Наговицын. Там 10-й номер заблокировал. Это у нас Евгений Черкасский. 1,95 м рост. Ошибаются игроки ленской команды. И этим непременно воспользовались игроки усалданской сборной, послав мяч в 9-й метр 6-й зоны. Снова отведенный мяч. Владислав Ковалев ошибается. Вроде безобидная ситуация на одиночном блоке. Центральный блокирующий немножко запаздывал с блокированием. 11-11. Все начинается сначала. Быстрый съем мяча. Не успевает Константин Сапко среагировать на этот мяч. Николай Федоренко ошибается. И счет становится 12-11. Маятник 13-11. Маятник качнулся в сторону Салданского улуса. Но с этим не согласен
Центральный блокирующий Ленского района, номер 10, Евгений Черкасский. Николай Федоренко на подаче. Хорошая планирующая подача. Но такая же ответка прилетает в исполнении Владислава Ковалева. Начинается открытый волейбол во второй партии. 14-12 подает команда Усалданского Улуса. И подает Егор Наговицын. Простая навесная подача, но, к сожалению, она летит в аут. Евгений Черкасский. Хорошая подача. Вот. Слишком близко подошли ушли от края площадки игроки Ленского Улуса, ждали, наверное, сброс в шестую зону. И мяч перекидывает Григорий Тимофеев за спину Константина Сапко. 15-13. 12-й номер на подаче. Это у нас Григорий Тимофеев. Хорошая подача. Да, ждать нужно было этот сброс. Неудобно было нападать. Отведенный мяч. Да, виноват. Признается то, что виноват Григорий Тимофеев. Стучит себя по груди. Дамир Гугенфельд, 8-й номер связующей команды. Сброс. Ошибается Егор Щербак. Касается сетки. «15-15». Да, непростительная ошибка от Егора Наговицына. И сразу идет замена. На площадку выходит номер 5. Это Николай Неустроев. Заменил Егора Наговицына. Проводили взглядом мяч, падающий на сетку. В этой ситуации 3 принимающих у алданской команды. Более ближе стоял к этому мячу Егор Наговицын. Но еще стал 16-15. Команда Ленского района выходит вперед. В этот раз справляется с приемом. Подключается к атаке Владислав Ковалев со второй линии. «17-15». Егор Щербак. Сильный, мощный удар по линии. Приносит 16 очко. Да, поднялся тройной блок. Только нужно было, да, развернуть по линии. То, что сделал Егор Щербак. 16-17. Иргуштан Кривошапкин на подаче. Ошибается Егор Щербак. Извиняюсь. Вышел на замену 8-й номер сборной команды Усалданского района. Это Виталий Масленников. Счет 17-18. 17-18.
Константин Сапко. 0 шансов. Это при одиночном блоке. Притом 5-й номер перемещался практически с 3-й зоны. Грамотно сыграл Николай Неустроев. Счет 18-19. Блогаут. Улетает мяч. Вовремя среагировал Денис Легенфельд на отскочивший от троса мяч. Первый судья фиксирует, что было 4 удара. Вышедший на замену Виталий Масленников подает. 8-й номер. Хорошо постраховал либеро своего нападающего. Простая перекидка. Сейчас организует нападение. Остается мяч в игре. К сожалению, Егор Щербак помешал Виталию Масленникову оставить в игре этот мяч. Счет 20-19. Да. Испугался Виталий Масленников перепрыгивать через Егора Щербак. 20-е. Счет стал 20-19. Константин Сапко. Доводка. Перемудрил Демир Гугенфельд. Нужно было дать пас либо в 4-ю, либо во вторую зону. Стоят основные доигровщики. Пятый номер, вышедший на замену Николай Неустроев, ликует после результативного нападения. В счете 20-21. Тайм-аут команда Ленского района. Да, по краю рук попадает Николай Неустроев. 21-20. Концовка второго сета. И при счете 20-21 тайм-аут берет команда Ленского района. Седьмой игрок сборной команды Усалданского Улуса — это их болельщики. Владислав Ковалев на подаче. Николай Федоренко в нападении. Увы, грубая ошибка. 21. Николай Неустроев ошибается при нападении. — 21-21. Блок смещает нападающий удар. Хороший акцентированный удар в исполнении Григория Тимофеева. Усалданский Улус. — 22-21. Скидка.
22-22. Евгений Черкасский будет подавать. Он справляется с приемом Степан Придезников. Первый темп подключается у ленской команды. 23-е очко зарабатывает Никита Иванов. Все, давай, сзади, Вы сами слышали, какие рекомендации прозвучали в адрес ленских волейболистов. Вау! Не справился со своими эмоциями Дамир Гогенфельд после перерыва. «23-23». Все начинается сначала. Владислав Ковалев. Мяч остается в игре. Константин Сапко со второй зоны. Егор Щербак. Но почему-то сделали подарок для Егора Щербак. Не стали ставить ему блок. И 24-е очко на чистой сетке зарабатывает доигровщик сборной команды Салданского Улуса. Сапко Константин предъявляет претензии своим блокирующим. — 24-23. Остается мяч в игре. И на самом интересном месте ошибается Нургустан Кривошапкин. — 24-24. Страсти только накаляются. На подаче Дамир Гогенфельд. Не постраховали своего доигровщика 25-24. Николай Неустроев. И счет уже, и маятник качнулся в сторону ленской команды. Не справляется Александр Чекулаев. Замена команде у Салданского Улуса. Опять мяч прилетел ровно в руки, да, смягчить нападающий удар. На замену вышел игрок под номером 1, заменил игрока под номером 10. Это вышел у нас на подачу Алексей Готовцев. 25-25. Да, был шанс у салданской команды. Счет 26-25. 26-25. Да, от блока
В аут посылает мяч Максим Кондратьев. И сам после прекрасного нападающего удара идет подавать. Силовая подача. И снова ошибается. Ну, теперь уже ошибается Алексей Готовцев. 25 выиграла команда К Ленского сожалению, района. вторая партия проигрывается у солданской командой. Безобидная ситуация. И в концовке второй партии две таких вопросительные ошибки. 2-0 в пользу команды Ленского района. Общий счет встречи 2-0. Начинаем третью партию встречи между командами Ленского района и Усолданского улуса. Счет в партиях 2-0. Ведет встречи Ленский район. Мощный удар в исполнении Максима Кондратьева.
связующий вывел своего доигровщика на одиночный блок. Дамир Гугенфельд подает. Ковалев Владислав нападает. Один-один. Счет в третьей партии. Либеро справляется с приемом. Константин Сапко. Простой перевод мяча. Не поняли друг друга связующие и доигровщик со второй зоны. И эту ошибку исправляет Егор Щербак. Одиночный блок. Два-один. Аут. Улетает мяч. Перемудрил Егор Щербак. 2-2. Максим Кондратьев на подаче. Ошибка при подаче. Мяч переходит на сторону Усалданского Улуса. Верхний край сетки попадает мячом Максим Кондратьев. Высокая доводка. Константин Сапко нападает со второй зоны. Владислав Ковалев. Проходит второй нападающий удар. Счет 4-2. 4-2. В аут попадает Константин Сапко. Был хороший нападающий удар. Перехитрил сам себя Константин Сапко. 5-2. Вышла вперед команда Усалданского Улуса. Поле показывает линейный судья. После атакующих действий Николая Федоренко еще становится 3-5. Подключается в третьей зоне Максим Феоктистов. (6-3). Егор Щербак подает. В аут улетает мяч. Четыре 4-6. Блок закрывает Константина Сапко. Еще становится 7-4. Да, либо он попадает в трос. Трос. Ошибается Константин Сапко. 7-4.
Мощный удар в исполнении Константина Сапко с первой зоны. Пять-семь. Не могут подстроиться под нападающий удар Владислава Ковалева, игроки ленской команды. Хотя он методично бьет между второй и первой зоной. Мяч где-то попадает в 6-й метр первой зоны. Ошибается Владислав Ковалев. Рискнул, до этого подавал планирующие подачи. Мяч попадает по голове после удара Григория Тимофеева. Девять-6. Аут. Счет 10-6. 9-6. 10-6. Разрыв понемногу увеличивается, но мы как помним, что во второй партии разрыв достигал до 6 очков в пользу команды Салданского Улуса. И при счете 6-11 тайм-аут берет команда Ленского района. Хотя бы для них они болеют. Давай, 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 давай. Одиннадцать 6. В третьей партии с таким счетом ведет команду Салданского Улуса. Им никоим образом не надо проигрывать, потому что вчера они, встречаясь с командой СФУ, проиграли со счетом 1-3. Да, ошибается, нападая по переходящему мячу, 12-й номер Григорий Тимофеев. Это был практически как бы подарок, желание забить. А вот это уже хороший акцентированный удар в исполнении того же Григория Тимофеева. Но, к сожалению, ошибается при подаче Григорий Тимофеев. Восемь 12. Ошибка со стороны Максима Кондратьева. Счет 13-8.
Николай Федоренко выигрывает очередное очко. 9-е по счету. 9-13. Блок-аут. Мяч улетает от рук Владислава Ковалева в аут. На подаче Никита Иванов. Мяч улетает в аут после его подачи. И счет становится 14-9 в пользу команды Усалданского Улуса. Застоялись игроки сборной команды Ленского района. Не стали страховать Николая Федоренко. Но высокий блок игроков Усалданского Улуса преградил дальнейшую путь мяча. Замена в команде Ленского Улуса, Ленского района. На площадку вместо игрока номер 6 вышел игрок номер 1. Это у нас Барматко Андрей. 16-9. Разрыв увеличивается. 7 очей. Разрыв. Аут. В поле показывает судья. Самый край угол посылает мяч Егор Щербак. 17-9. Сапко Константин. Хороший нападающий удар. При двойном блоке. Десять 17. Просто перекинули мяч через сетку игроки Усалданского района. И первое очко зарабатывает Андрей Барматко, номер 1. При счете 17-11 тайм-аут берет команда Усалданского Улуса. Главное, здесь вот забил. Для игров очковый. Сейчас разочку. Давай раскачивайся. Конечно. Давай. 17-11. В третьей партии ведет команда Усалданского Улуса. Как я уже говорил, что проигрывать сборной команде Усалданского Улуса никоим образом нельзя. Из группы выходят по 2 команды. Мощнейший удар в исполнении Дамира Гогенфельда. Это практически в метр. Наверное, один из мощнейших, красивых ударов за всю игру. В сетку посылает мяч Константин Сапко. — 17-12. Максим Феоктистов подавал. Не справился с эмоциями. Молодой перспективный игрок. Посылает мяч в аут. Ну еще
5 очей разрыв. Вот уже плюс 6 на стороне у солданской команде. Андрей Барматко ошибается. Это его была первая подача. Такую же ошибку допускает Владислав Ковалев. Да, он проделывает большой объем работы. — 14-19. Достает мяч. Счет 15-19. 15-19. Счет 20-15. — 20-15. У Солданский Улус впереди. Пас снизу. Мощный блок преграждает нападающий удар в исполнении Максима Кондратьева. Это 12-й номер ликует Григорий Тимофеев. Эмоциональный игрок. Вот так и правильно, я думаю, что надо делать. Застоялся Егор Щербак на этот переходящий мяч. 21. Да, это был его мяч. И подарил 16 очко сборной команде Ленского Улуса. 16-21. Исправляет свою ошибку сильным нападающим ударом. 22-ему очко зарабатывает команда у Солданского Улуса. Замена команде у Солданского Улуса. Вместо игрока номер 12 на площадку выходит игрок номер 1 Алексей Котовцев. Замена в команде у Солданского Улуса. На подачу вышел Готовцев Алексей под номером 1. Решил подать силовую. Молодец какой. Команда Ленского района осталась без нападения. Перемудрил связующий в этой ситуации. Счет 17-22. 17-22. Не ждал этот отскок Миргустам Кривошапкин. И 18-е очко зарабатывает команда Ленского Улуса, Ленского района. При счете 22-18 тайм-аут берет команда у Солданского Улуса. Ударом его, понял? Прям вот так мы доставали.
18-22. 18-23. Да, не справляется со своими эмоциями Максим Кондратьев. — 23-18 на команде, на подаче футбольным приемом Дамир Гукенфельд оставляет мяч в игре. Отыграл либеро. Но Андрей Барматко ошибается, переводя мяч по линии, попадает в аут. Задумано было правильно. Там двойной высокий блок. 24-18. Усалдан отделяет 1 очко от победы в третьей партии. Блокаут. 25-я победное очко выигрывает Егор Щербак. Третья партия со счетом 25-18 закончилась в пользу команды Усалданского улуса. Я попросил подальше, естественно, если бы не решил. Спонсор трансляции — Центр недвижимости «Триумф Инвест». Мы занимаемся продажей, покупкой любой недвижимости и строительством частных домов. С нами вы воплотите мечты в реальность. Вашему вниманию показываю самые эмоциональные моменты игры во втором сете. Команды вышли на площадку, чтобы сразиться в четвертой партии и доказать, кто будет сильнейший по окончании третьего сета. Напоминаю, счет в партиях 2-1 в пользу команды Ленского района. — 0-0.
0-0. На подаче Евгений Черкасский, 10-й номер. Четвертый номер нападения. Егор Щербак. Блок смягчает его нападающий удар. Подключается Константин Сапко. Ошибается Константин Сапко. Попадает в сетку. И счет 1-0. Григорий Тимофеев на подаче. Аут. Улетел мяч после нападающего удара Максима Кондратьева. Счет на табло. Один в один. Максим Феоктистов закрывает центрального блокирующего. И приносит третье очко своей команде. Очередной раз ошибается Константин Сапко, нападая со второй линии. Да, попадает в трос. «4-0». Допускает ошибку при подаче Григорий Тимофеев. 1-4. На площадку вышел либеро команды Степан Предезников. А на подаче готовится 8-й номер Дамир Логенфельд. Максим Феоктистов. Сыграли со связующим зону. Получилось эффективно и результативно. Не ожидали такой комбинации волейболисты Ленского района. Хорошая доводка. Подключение Александра Чекулаева в третьей зоне. Извиняюсь, подключение в третьей зоне Никиты Иванова приносит плоды ленской команде. «1-5». К сожалению, Максим Кондратьев направляет мяч в аут. Константин Сапко спотыкается об блок но выходит победителем в данной ситуации. Мяч проваливается между блоком и сеткой. И третье очко выигрывает команда Ленского района. Чуть-чуть не успел на этот отскочивший мяч Степан Предезников, чтобы подбить выше. «4-6». Центральный блокирующий Максим Кондратьев, 4-й номер, Ленский район.
Хороший прием. Николай Неустроев остался без нападения, но грамотным блоком заработал 7-е очко. Максим Феоктистов на нашем экране. Не разобрались между собой игроки, связующий и 10-й номер, связующий и 5-й номер команды Усалданского улуса. Между тем Константин Сапко на подаче допускает ошибку. Счет остается, разрыв остается +3 мяча за усалданской командой. Владислав Ковалев будет подавать. Эйс в исполнении Владислава Ковалева. Ошибку допускает при приеме Максим Кондратьев. И очередная ошибка, но уже либера при подаче Владислава Ковалева. Игроки усалданской команды в настроении. Но они взяли 3-ю партию, выигрывают во 2-й партии. Я думаю, что они сейчас еще больше начнут поджимать волейболистов Ленского района. Владислав Ковалев на подаче. Ошибается, к сожалению. 6-10. Не успел перенести руки Григорий Тимофеев. И мяч проваливается от его рук на его же площадку. Ковалев Владислав в нападении. Получилось очень изящно. Обвел двойной блок. Попал именно в стык двойного блока и выиграл 11 очко. 11-7. Но в этот раз Егор Щербак демонстрирует постановку грамотного блока. Одиночным одиночным блоком он закрывает Максима Кондратьева и приносит своей команде 12 очко. Подключался к нападению Евгений Черкасский. К сожалению, мяч улетает в аут, о чем свидетельствует поднятый флажок судьи на линии. 13-7. 6 очков преимущества у солданской команды.
небольшой перевод мяча в первую зону. Егор Щербак. Помешал Константин Сапко Дамиру Гугенфельду обработать второй мяч. — 14-7. Немножко не хватило Егору Щербаку оставить мяч в игре. 8-14. И снова подключается к атаке Владислав Ковалев. Сегодня он непременно в ударе. Для него одиночный блок — это не блок, особенно со второй линии. Играет он сейчас на месте диагонального. Хорошую защиту демонстрирует Владислав Ковалев. Остается мяч в игре. Егор Щербак добивает мяч и завершает данную комбинацию. 15-8. Тройной блок против тройного блока. И при счете 8-16 тайм-аут берет команда Ленского района. Четвертая партия, которой ведет со счетом 16-8 сборная команда Узалданского Улуса. Подскользнулся Дамир Гугенфельд и остановил игру. 17-8. Девять очей отрыв составляет между командами. Снова не справляется с приемом сборная команда из Ленского района. Не попадает по мячу Максим Феоктистов, но все равно команда Усалданского района зарабатывает 18 очко. Григорий Тимофеев подает при счете 18-8. Дамир Гугенфельд касается сетки, что фиксирует судья на вышке. Дуэль двух центральных блокирующих. Выигрывает в этой дуэли Максим Феоктистов. 19-8. Ошибается Никита Иванов.
28. В аут посылает мяч Константин Сапко. И уже разрыв для одинаковых команд становится неприличным. 21-8. Аут. Девять 21. Хороший принимает Степан Придезников. И этот же хороший прием поддерживает сильным мощным ударом Егор Щербак. Алексей Готовцев. 22-9. Очередной раз выходит на замену Алексей Готовцев. После выхода силовая подача. Увы, к сожалению, ошибается Алексей Готовцев. Замена команде Ленского района. Вместо игрока номер 4 на площадку выходит игрок номер 11 Максим Арзамаскин. В Ленской команде тоже замена. Вышел на площадку Максим Арзамаскин под номером 11. Вышел на подачу. Хорошая силовая. С первого раза. Щербак. Егор. 23-е очко завоевывает своим мощнейшим ударом. — 23-10. К сожалению, ошибается. Метился, наверное, на линию 5-й зоны. Участок линии 5-й зоны. Максим Феоктистов. 11 номер. Хороший съем при хорошей высоте. Вот почаще надо давать такие высокие мячи. Подключать игроков третьей зоны в игре первым темпом. Да, полностью раскрылась игра в 4-й партии ленской команды. И со счетом 25-11 выиграла команда Усалданского улуса. Счет 2-2. 5-я партия будет самой решающей. Уважаемые телезрители, спонсором трансляции является Центр недвижимости «Триумф Инвест». Мы занимаемся продажей, покупкой любой недвижимости и строительством частных домов. С нами вы воплотите мечты в реальность. Спонсор трансляции – Центр недвижимости «Триумф Инвест».
Уважаемые телезрители, начинается пятая партия встречи между командами Усалданского улуса и Ленского района. На протяжении встречи лидировала команда Ленского района, выигрывала в партиях со счетом 2-0. Третья партия стала переломной для команды. Четвертую партию с явным преимуществом выиграла команда Усалданского улуса. Счет в партиях 2-2. Сейчас вот решающая партия. Пятая. На кону выход в 1/4. На кону выход из группы. От блока мяч попадает на площадку. После удара Константина Сапко 1-0. На подаче Дамир Гогенфельд. Оставляет мяч Степан Придезников. Тройной блок. Закрывает Егора Щербак. Просто стена из высокорослых игроков. За 1,90 м. Хорошая подача. Полетела у Дамира Гогенфельда. И счет стал 3-0. Ликуют игроки сборной команды Ленска. Вау! Посылает свою четвертую подачу Дамир Гогенфельд. Счет 1-3. Еще стал 1-3. 12-й номер Григорий Тимофеев. Молодой перспективный игрок усалданской команды. 1,93 м. 2000 года рождения. Не справляется с приемом Александр Чукалаев. Либеро команды Ленского района. А на свой счет Григорий Тимофеев записывает очередной эйс. Два-три. Хорошая подача. Остается мяч в игре. Мощным ударом вколачивает до пола Максим Кондратьев. Нет, это был Константин Сапко. Оставляет мяч в игре. Блок либеро не смог оставить мяч в игре. 5-2. Четвертый номер Максим Кондратьев на подаче. К сожалению, посылает мяч в аут. Пять, 2-5 и 3-5, извиняюсь. Сапко Константин. Блокаут и 6-е очко в копилке команды Ленского района. Никита Иванов на подаче.
Мощнейший удар в исполнении Николая Федоренко. При счете 3-7. Тайм-аут команде Усалданского Улуса. Разыгрались в пятой партии, проснулись игроки сборной команды Ленска. И ведут они в пятой партии со счетом 7-3. Приема нету, приема. Поэтому забить не может. Давайте, давай. Давай. Константин Сапко, 12 номер. Николай Федоренко, 6 номер. Это одни из лидеров команды Ленского района. В аут улетает мяч. Ошибается при подаче Никита Иванов. Простая навесная подача. Счет стал 4-7. Егор Щербак на подаче. Посмотрим, какая подача. Да, справляется с приемом Николай Федоренко. Простой перевод. Подключается Николай Федоренко. Сброс левой рукой. 8 очко зарабатывает команда Ленского района. Команды меняются площадками. 8-4 ведет команда Ленского района. Константин Сапко на подаче. В аут улетает мяч после подачи Константина Сапко. Игрок не унывает. Сил предостаточно. До конца еще партии далеко. 11 номер Максим Феоктистов на подаче. Хороший ошибку фиксирует первый судья. Не соглашается, да. Судья прав. Мяч был уже на стороне у солданской команды. Максим Феоктистов, центральный блокирующий у солданской команды. При счете 8-6 берет тайм-аут команда Ленского района. Уважаемые телезрители, наш спонсор трансляции — Центр недвижимости «Триумф Инвест». Центр занимается продажей и покупкой любой недвижимости и строительством частных домов. С нами вы воплотите мечты в реальность. Центр недвижимости «Триумф Инвест». Пятая партия. Счет 8-6. Впереди команда Ленского района. Но на подаче игрок под номером 11 Максим Феоктистов, Усалданский район. Хорошая доводка. 10 номер Евгений Черкасский. Раскрылся в пятой партии. Николай Федоренко на подаче. Да, не справляется с приемом. Остались без нападающего удара усалданские волейболисты.
Егор Щербак заступает линию. И 10-е очко, зарабатывает команда Ленского района. Николай Федоренко продолжает подавать. Владислав Ковалев. Успел среагировать Степан Придезников на этот мяч. При счете 6-11 тайм-аут команда Усалданского Луса. Но Николай Неустроев застоялся. Среагировал только в последний момент и не успел поднять мяч. Тайм-аут берет команда Усалданского Улуса при счете 6-10. (6-11). (11-6) ведет команда Ленского района. В поле попадает мяч. Счет 12-6. 12-6 становится счет в пятой партии. Ошибается Николай Федоренко. Замена команде Усалданского Луса. Вместо игрока номер 4 на площадку выходит игрок номер 3 Егор Наговицын. 7-12. Егор Наговицын вышел на замену, будет подавать. Это капитан команды Усалданского Улуса. Счет на табло 7-12. Ошибается Максим Кондратьев. Да, был отведенный прием. Неточная передача в четвертую зону. 8-12. Хорошая доводка. Константин Сапко со второй зоны. Пятый номер Николай Неустроев пробивает блок и зарабатывает 9-е очко. 9-12. Разрыв в счете сокращается. На подаче Егор Наговицын. Сейчас необходимо максимально усложнить подачу. Эмоции через край у игрока номер 4 Максима Кондратьева. Готов, я думаю, что порвать мяч. Концовка очень нервная пятой партии. 13-9. Аут. Снова ошибается Дамир Гугенфельд. Дает шанс, оставляет шанс команде Усалданского района. 10-13. Константин Сапко. Егор Щербак. Оставляют мяч. Блок. Остается мяч в игре. К сожалению, Максим Кондратьев ошибается после его нападающего удара. Мяч улетает в щетку. В аут. И при счете 13-11 тайм-аут берет команда Ленского района.
зрители оказывают впечатлительское воздействие на игроков сборной команды Ленского района. Скандирует «Усалдан, Усалдан». «11-13». Подает Николай Неустроев. Справляется с приемом. Попадает в сетку Константин Сапко. Счет 12-13. Минимальное сокращение разницы в счете. 12-13. Максим Кондратьев приносит своей команде 14-е очко. Заряжен максимально Максим Кондратьев. Вышел на замену игрок номер 7 Константин Шипилов, 74-го года рождения, 1,195 м. Помочь на блок. Егор Щербак. Блок задевает. Да, тройной блок был выставлен под нападающий удар Егора Щербак. 13-14. Обратная замена. Возвращается Никита Иванов, центральный блокирующий. Егор Наговицын на подаче команде Усалданского улуса. Хорошая доводка. Остается мяч в игре после мощного удара. Перевод мяча без атакующего удара. Да, и Константин Сапко ставит точку в пятой партии. Эмоции заполняют игроков сборной команды Ленского района. Потрачено много энергии, много эмоций. До пола добивает Константин Сапко. Выигрывает 15-е очко в пятой партии. И встреча завершается со счетом 3-2 в пользу команды Ленского района. Поздравляем игроков сборной команды Ленского района с победой, с первой победой на 8-х спортивных играх Якутии. Спонсор трансляции Центр недвижимости Триумф Инвест занимается продажей, покупкой любой недвижимости и строительством частных домов. Вы с нами воплотите мечты в реальность. Довольные клиенты, счастливые мы. Наши специалисты обеспечивают полное сопровождение на всех этапах сделки, начиная с момента знакомства и обсуждения пожеланий клиента. Мы рады, когда квартира находит хозяина, который о ней мечтал. Триумф Инвест. Келгебер, гараж, банник туттар бар. Кантан карчы болобун. Алмаз кредит сервис. Үп карчы вопросугар. Сөттө коруй. 5 миллионга тие потребительской соемнар.
Түрген табыгастак Алмаз кредит сервистен баға саналаргытын олоққо киллерин. Дұрабылырың әйге сақастар информационы бері күнішкі тағардың көріғыт берін Алексей Семенов үтабын маңнай күлгастық сүрін сонтан. Сақастарын үкіс ұлыстарғар бүйінеттен 39 күнігер дері әтігіне ақырдақтар онына күсті ақтыл түйәрі күйтілілер. Гоннайға темір көліні доғыр оңысты бұд сүз бейін кәрәң армығында. Сақастарын ороттары спортивна ойныларын өрілі ағылықта болара ағаяқ жасқалы. Аспыт суккаға үйәннен онна космический мониторинг көмөтінен кәтәхінге сақа сергер 909 ғайенна сірге сүлбе әтті ойыр бағара умая тұрарын бағардылар. Оның тағынан өліні тұру қаялары паркатығар 2 от көжүйді білінгі тұрғынан хүлбе бір ойыр бағарын ұмылынларыға 612 кейт ағыста хүлбе әтті техника туғанылар сылжар. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда Республики Саха-Якутия зарегистрировано 274 лесных пожара на общей площади 122 222 гектара. Зондировщиком циклон Ан-26 ФБУ «Авиалесоохрана» воздействие на ресурсную облачность запланированы во второй половине дня в Алданском и Нерюнгринском районе. Антон Букемге республикаға атын регионлардан көмеға ден парашютист десантниктар келе тураллар отығын 6 күнігер олбетер сарсын Бурятияттан хүлбе десантник келекті. Күн бүгін бахар болы тура седдерігер федеральный авиалесоохранаттан 405 кей үлелі жылжар. Оты босуға үйәннен төт онтан патрульға өәтті көтір ал сығырлы бұттара Докускай алдан районын тұлауына томпоға 4 класста тыа бахара білігін дағаны төгірітілелік. Атын ұстаргеме бахардар кластары улатар чинчилақтен ехітнерелер. Ойыр бахардара сағылынықтарыттан барыта 204 ағыз регистрацияланына бәсейін хүрбағыз күнттен республикөрден ұтсалла бұғымығы режимі керен тұрар. Үгіс ұлыстарға күя сатылан арға кейін елініңер орайаттарға бүйінеттен 39 күнігер дері күзді ақтыл, әтіңне ағырдақтар түйіқтарын сөптен сабағылылар. Bir dilenin lakacı kuskayga, namga, men қаңаласқа, горнайга, сунтарга, таттаға, усалданға, хаммаға кебәйге, томпаға, усмаяға, ленскайга, лөқмәға, мирнайга, юрбаға, чұрыпчыға, бүліге, онна үйә бүліге, әтіңне күстәқтыл түйір себекілі. Onun uat sitime var sidderitten teyitçi tutta sıljarga, tılga kötön söptaq malı salı komunarga, ırağayantan tutunarga, mas onna jes araydarınandıgar, tugu dağını urbak kıtıgar, ardaqtan tıltan kotan saspak kıtıgar sübeliller. Örkön öydöktör kürektere salganar, oğlar qazdağını tühümağынан ararıllan, çöpçü naukaga bililerin turgudallar. Күн бүгін наушне чинчер өртер осколаға сүрбе ұруянттан олар естерігер ағыз қотылустан, алтынша оғымыстан араз бір ектер күтті үлеліген чинчигі таллар. Сейлі Алексей Степанов. Боннығы сүрін сылы қыттачылар күректі спеккері бары бір сомаға болан атын қайысқаны бәйелігер арыяллары, наука кеңеге тегер интерестерін олатын ныралары онна білден тұрар саңа доғыттыр. Получили тематики, объединились командой. И у них нет соревновательного характера. Обычно я представляю всегда какие-то конкурсы, конференции, где там есть первые, вторые, третьи. Ну, здесь не рейтинговое такое мероприятие, и очень правильно, что это сделали. Приехали параллельно во время международных интеллектуальных игр, посмотрели, что есть старшие товарищи. Через 4 года они как раз по возрасту подходят, чтобы участвовать. То есть это как бы запасной такой тренировочный лагерь. Олар утумнақты күлелерін сырдапыттарын, бұрайы кестітуын толору арайбыттарын, тирердибиттерин эксперті білетен әттілер. Кыттачылар саңыны білелеріттен харақтары уаттақ, бұрайы күмітінен саңа доғыр ата сүгіз. Әлбәқ доғырдырды, но, конечно, онна барам ханам кәлбет мәнні, үшібай болан қабыды. Тәрәхін үшігей, мен әлбәқ байы прибордырынан үлелерге öğrendim. Bu proyekttan sana bilini
саңа дағыттар күппіде бәе күдеуінтті. Өй білі үйері қонюта салғанар. Жоғыз білім академитігер кітта чүгіз. Оғылар чинтия бары ектірі көміскүр күннері. Бары екі алтта чинтияр қайысқаны тұтуған көміскі әтілер. Ол егер күн жыл тұруғын, пластик әттектері үйені көйірі, ас үйір хиническай тұтылын, отмас үйіне әйтін соғылы сердей қайысқаларға бәлемдерін көрдірділер. Бастатан туран инекеге харды конференция кыттыбыт олыртып, талбыппыт. Онно бастыкы этабы алроса целевой фонд көмөтүнөн иппыт бастыкы этап международный интеллектуальный онюбыт этабыттан таллыбыт оголар. Цифровой платформа реактор денге открывая мир ден программаны эмечинчиер үлелерин уже жээлеригер хаджан оңороннор. Ол түмігінен эксперттан сыналабыттардан талылыбыт оғылар келем үлелігі жаллар. Бұқырдық наука кеңен кетегер чинчие проекттары оғылар бәйлері оңыран интерестері олақан. Иннекетін өссі күйіскі жарықтарына саналақтыр. Алексей Степанов, Виктор Джесковскай, Саға телевинета, Джоковскай. Горнайга сүзбеғын темір көліліғ кәрәң ардар түмістілер. Автоледи 10 жыл үбілейді бәстібәлін көрсі, Джокускай кораттан айын арғыстақ темір көлі доғырдақ жақталар әттіл ұстан тиен мұғындылар онына бердігістақ сынялан паркатығар түйілгелән айын алғығын еңерінділер. Суаппар кыргыттар бастатан туран суол бұрабылаларын төһе білелерін тұргуттулар. Маннан амулуғыттан Мария Винокурова барытыгар сөптә қаппеті берен тәңнәғын бұлбата. Обычно төһілге ғайын балачы ден, трафарер, ен обычно орачылар, білейін балағаны жылық. Экзамен күрдік бол бұтығар, қадары долгүйдім ағай, білейін да долгүйе тұрабы. Күрәк бир сонун түймәгә берген хотун. Манна бәстибәл историятыгар ан бастыгытын командаттан бирди кәрәңар традиционный огынан ыттылар. Горный улугар ох сайдыбыт көрүң болар. Бейха боллана саңа тутуу бөгөтө барда, саңа спорт зал бөгөрлүнна, уны Кристина Тимофеева бии бары билер кең туттар кыспыт олимпиада тиекыттыбыт, онон бу күрәй киллер дибит. 2 күн сарсырданы сагалыр этиханы хугуннарар серекеттен сагаланна. Салгы командалар кергеппит тойгун түһүлгелерин көрдөрдүлер. Ие сылыгар тухайылыбыт темага темир көлөлөрүн симмен нехиле кустун селели аяннатылар. Салгы ыгылак кагылак суоппар сатабылын сыаналыр төт түһүмәктәк эстафета болла. Манна самай ырахтан ылжыттар сунтар автоледи командата инники көңе тагыста. Кыргыттар талбат алааннарын, керелерин, сатабылларын тургутар аян котун күрес үгіз жон сәңәритін ылла. Манна ордук чағал қайдарынан қаңала солуғыттан Светлана Харлампьева тақсан, генеральный спонсор Горнай автодор тәрілте тұрор бұд үрін көміс илінке бігерін кетті. 2 тыгынча он хетте халлака аян котонга кыттыбыты. 5 жылынан мен аян котонга экистен ситен котон кыттыгым ден. Онна отон кыйыргы жолугум ден мен. Ол тугум багасанам тобуттан бүгүн ола бу жолла өрен көтен турабын. Автоледи китинче сүрбекке бестибел моңутур кыйлагынан намулугун командата таксан өргөйдөдүлөр. Экки хахайттар Горнайдар ыллылар, онтон аспыт бестибел намулугугар ытыллыбытынан көһө сылжар Кубагы ону теңе аныгыскы автоледи республикатага Гатин терьер эппетинеһи, чиеһи, үһүс местене сетиспет қаңалас командатыгар туттардылар. Адлена Тастырова, Михаил Нордовской, Михута, Иван Слепцов, Горнай, Бердигестях. Бүгін тойон мүрі алағығар ақсыз сақы сирен спортивны ойнуларын өрілі ағалыта кеha ағыз жасқа сағаланыя. 4 жылғы бидді болар көрақ самай күтүйләқ тәрәхінегер ұсалданлар оқырдық оңыстан тылтан кустан чағай баққа күннері түйнері бәлемден жа аны ағаяқ жағынан бәр сәргіқ тұрурыны саға көдірі етнер компания республика үрдінен көдіріға. Ол үніне сыны катағаттан арылы сұрық частырын бей корреспондемін Жұлыс Иванов сәмәр сәгәтен көрді. Баяғатта бәр қарағатын сүгер саңа стадион бәлемненілді күйісті ақтық барар, үнкүйіттер қаз бейді қамсаныларын чосиялар, ауты білден тұрар. Бұл ұлақан тәрәхінге ұсалдан ұлуғын әлегіттен бары әтергелі күттіні ұлалар. Онна самай сүріне бары бәйлерін баға өттінен күтталар. Әтергелі бары күйейігін өттінен соқ. Онтон білген қолыбыра бұл бейгі бәлемнені түгенен әйеқа қылғасы көдірөбет ес қоғанын арибапыт білден тұрар. Оны әйге сақа телеметігер бұл әфирға көрі оқы тұрдаған.
Төһөді куяс күн сатылан турдар кыттачыларға бу мәйдәбәт. Спартакиада үрілі қаралыда намно бүгін болар. Манна уапсая 2 аңар тыынчаттан тақса кеге кыттар. Ол егер сақа сиркетін үнкі театрын артыстыра, оны культура, оны искусство колледжін уғуячылара балылар. Кыттачылар ағаяқ мүйінті сыннена түнкілі әбітінен қамсамытынан баралар. Үріләқ тірәхіңе ұсалдан ұлуғын бары кәрейтін нәхелектері кытталар. Ол күрдік тұмыл нәхелегеттен бейін кейі сарсырдаттан кейәңе дері білімнені үгенегер сылжалар. Тұмыл клубын директоры Анастасия Егоровна бәйті тылланан бір бастықынан кыттарға санаммыд. 2 неделя ұстата сарсырдаттан қойыққа дері стадионға сылжалар. Әрділі әбіті желергер кейі 10 часқа тейдіқтеріне үйрі болар. Оннан беге үйрәбет бұл ұлыспытылар маны құлақан тәрәхін ұтыларын, онна олақ бәбіт қылапытын келлері әдер бұттан үйрәп олақ бітті. Онан жонар бұт әргәбет шөбәті бұл ойны ағыға демет олақ бегер әлләқ бет. Жонар бары хүргелері көтіғілер. Тесидегер мәлжүлі көстер гүйер күн жыл батта хыты өсі қайысты балақ жон ұтуяр уларын умнан тұран бәлемненеге кәлелілер. Спартакиады кәнне тута бары күйі оққа уруқтыра. Онтан мәхейе ақсыбаққа үйері көті долгуян тұран кыттар, өнер олықтауға Владислав Лукачевский. Кенес қолаға қары болынан біләлер. Манық тірәхіңе басты күтін кыттар, Спартакиада арылытын тағымын сөғір. Қайдағы бәлемнен үйлеті? Аталлықай күн айы кәлдекер. Аталлықай наға қабарына күштек бай. Hallı var. Biler canım bağlar. Aldakay var. Bu olmay bu. Biletin kıttırdın. Atam sövülen. Sövülen bağlar. Atak sin kağalar bağlar atın. Ceger genge. Gün ayı manda kadar gelin ustuklar bağlar bu. Ceyl öte küyder bunlar. Yanlay bu. Atam bu lakan terahenge kıtındakına hatınar bu. Atamını kurduk. Patriot bolduk hata olur. Антон Валентина Винокурова спортсменнер селелен камылырыгар кыттар. Кеніне батыған алдан командата стадионға киректәк. Білемненеге спортсменнер соқтар, ол рейін долгую сен бір бар. Омас көрдіққа чәпчігіді қама сылжар күрдіктер әрәрі, тұтар сәптері ұяғыннақ. Манна бей тыл қайысқатын ұчоту қанада. Білемнені оны долгуяғыны? Чемпионат мира по мастер-реслингу өдеудім. Әме мұнық страналары келер бітім, Нигерияны келер бітім. Атсахен долгуяғыз. Әпетінсән құлуды. Әдерісі тоққан ада болуды қайдағы. Тығыллағын болағына. Тығыллағын болағына. Аны яғыннақ бай тұтар тоқпыд. Аны тұталақ бай. Тұтан көрдігіт. Көрәні. Тәген қайыр болағын деді. Қайаны. Арылы терәһенен сүрүн режиссера Сахар Республикатын культуратын үтүлә хуләһәтә Сергей Расторгуев болар. Усалдан Сергер Уотугар оларана аспыт намакка кепсенер күстәхтән сагалан, билеңги чакка тие көлөнөттән көлөнәгә берилгән кәлбит күстәх сананы тердер багалак. Нороты самагалыр спорт браханигын арылы тыгар. Үгүз сага композициялар, үнкүләр кирдиләр. Күн жыл турдар барды дәңге болуга ден әренер. Спартакиада үрүлә хараллытын күнне күрәчәт бит бүгүн кеһә беге хынал битгәр. Көрүң. Jules Иванов, Григорий Хлопков, Василий Ильин, саңа күн Усалдан. Бұчасқа сонымы детіннек кеге күні түміктер сонлар бітін көргідін. Умныман, көрсі қадері. Я уверен в своем выборе.
и знаю, что у моей семьи надежное будущее. Будущее с Аргыс Кредит. Аргыс Кредит. Накопление для будущего вашей семьи. Керин доғырды. Таварым барықсан, үйері жоға. Барата кені бағар бітін, санабытын күрдік. Абыс саңа жия. Үйері күтін тәңілдесте, Рик Яфен. Асте от покупки своей квартиры. Дорогие жители и гости столицы, 8 июля впервые в республике состоится масштабное праздничное шествие-парад Республиканского семейного фестиваля, приуроченного ко Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Парад пройдет по улице Кирова. На нашем семейном фестивале на территориях Комсомольской площади и Центрального парка культуры и отдыха пройдут тематические мастер-классы, ярмарки продаж, выставки и различные детские конкурсы. В честь праздника семьи, любви и верности в 18:00 состоится праздничный концерт, а также пройдут конкурсы новобрачных на лучшее признание в любви и верности, конкурс детских колясок на лучшее оформление. За первые места легендарный круиз на Ленские столбы на теплоходе от Лена Турфлота и много других ценных призов. Приглашаем всех провести этот день в кругу семьи, набраться сил и позитивных эмоций. В салоне «Времена года» новая стильная коллекция. Скидки до 70%. «Времена года». Торговый центр «Силуэт». 2-й этаж.
Довольные клиенты, счастливые мы. Наши специалисты обеспечивают полное сопровождение на всех этапах сделки, начиная с момента знакомства и обсуждения пожеланий клиента. Мы рады, когда квартира находит хозяина, который о ней мечтал. Триумф Инвест. Телгебер, гараж, банник туттар бар. Кантан карчы болабын. Алмаз кредит сервис. Үп карчы вопрогар. Сөттек орый. 5 миллионга тия потребительской соемнар. Түрген табыгастак Алмаз кредит сервиспен. Бага саналаргытын олокко киллерин. Добрый день еще раз, уважаемые телезрители. Продолжается второй соревновательный день. Сегодня вторая игра. Встречаются команды Алекминского района и Алекминского района и Среднеколымского улуса. Выходит игрок номер 8, это у нас начался третий круг группа А. Сегодня сыграли группа С и группа Д. Якутск, Амгинский улус. Якутск выиграл со счетом 3-1. Ленский район выиграл Жолданскую сборную со счетом 3-2. Представлю судей встречи. Первый судья Афанасьев Семен, первая категория, город Якутск. Захаров Гаврил, вторая категория, город Якутск, второй судья. Секретарь встречи 9-12. Трофимова Поросковья, первая категория, город Якутск. Первая партия между командами Среднеколымского района и Алекминского. Десять. 12. Десять. 13-10 в пользу команды Среднеколымского района. Вчера Среднеколымская сборная встречалась с волейболистами из Мегано-Кангаласского улуса, проиграла со счетом 1-3. Алекминская команда встречалась также со сборной Мегано-Кангаласского улуса, выиграла 3-1. Сборная команда Среднеколымская — это одна единственная команда, представляющая дальние улусы. Была отобрана по результатам игр первенства Республики Саха-Якутия вторая лига. Представлю основной состав команды Среднеколымского 12-14. улуса. Сергей Лаптев, номер 1, капитан команды. Андрей Бережнов, номер 3. Валентин Парилов, номер 4. Нюргун Тарасов, номер 5. Айсен Батюшкин, номер 7, либера. И Виталий Бандеров, номер 11. Георгий Сазонов, номер 6. Основной состав сборной команды Алекминского района: Николай Павлов, номер 1. Нергун Сивцев, связующий, номер 3. Егор Сукулов, номер 4. Сергей Павлов, номер 7. Александр Петров, номер 9. Константин Кривых, номер 10. И Богдан Кулагин, номер 13, либера. Капитан команды Николай Павлов. Главный тренер Феоктистов Сергей. Завязалась упорная борьба первой партии.
тайм-аут команды Среднеколымского района. 14-14. При счете 14-14. Первый тайм-аут берет команда Среднеколымского улуса. На передней линии Сергей Павлов, номер 7, Егор Сукулов, номер 4 и Станицкий Максим, номер 5. На подаче Горбунов Василий, номер 8, Лыкинский район. Ошибается Нюргун Тарасов. Мяч попадает в трос после его нападающего удара. Василий Горбунов готовится подавать. 15-14 счет. В аут посылает мяч. 15-15. Валентин Парилов. В аут улетает мяч. (16-15). Сергей Павлов, номер 7. Хороший нападающий удар в исполнении Виталия Бандерова, номер 11. На одиночном блоке. Максим Станицкий, номер 5, сборная команда Лётминского района. Хороший перевод, обвод блока по ходу. (17-16). Егор Сукулов сейчас готовится подавать. Виталий Бандера приносит своей команде 17-е очко. Нюргун Тарасов. Хорошая подача. Не справляется с приемом Николай Павлов. Не успевает на этот мяч Максим Станицкий. И выигрывает 18-е очко команда Среднеколымского улуса. Нюргун Тарасов продолжает подачу. Егор Сукулов. Хороший прием. Поле фиксирует. Тут мяч попал в площадку. Фиксирует первый судья. До касания Валентина Парилова мяча. Просто дважды перебрасывает связующий команды Георгий Сазонов, номер 6 Среднеколымского района улуса, и выигрывает
очко. Виталий Бандеров. У него хорошая силовая. Не полетела. Чересчур далеко подбросил мяч. 19. Миргон Сивцев, связующий команды Алекминского района. По пальцам прошелся Валентин Парилов и выиграл 20-е очко для своей команды. 20-20. Николай Павлов просто переводит мяч на сторону противника. Оставили незащищенным участок в первой зоне. Туда направил мяч Николай Павлов. Силовая подача в исполнении Николая Павлова. Хорошая подача. Василий Горбунов подключился к первому темпу и выигрывает 22-е очко. Аут. Улетает мяч. 21-22. 21-22. Лидер команды Среднеколымского улуса Сергей Лаптев. Аут. Улетает после атаки Егора Соколова мяч. Но высоко и далеко от блока. На этот раз Сергей Павлов добивает мяч до пола и выигрывает 23-е очко. Двадцать 24-22. 24-22. Справляется с приемом Виталий Бандеров. И счет первой партии 25-22 выигрывает команда Алекминского района.
Сегодня завершаем игры в группах. Завтра начинаются 1/4 финала. Победитель группы А будет встречаться со второй командой группы Д. Победитель группы Б будет встречаться со второй командой группы С. Победитель группы С будет встречаться со второй командой группы Б. И победитель группы Д будет встречаться с командой, занявшей второе место в группе А. Начинается второй сет встречи между командами Алекминского района и Среднеколымского улуса. Ницкий Максим подает. В аут сбрасывает мяч Георгий Сазонов, пасующий, связующий команды Среднеколымского улуса. Не рассчитал расстояние. 1-0. Не справляется с приемом Валентин Парилов. 2-0. Но на этот раз ошибается Максим Станицкий при подаче. 1-2. Счет 1-2. Георгий Сазонов. К сожалению, и он ошибается. Нюргун Скрябин. Извините, Нюргун Сивцев. Аут. Олег Васильев, либеро команды Алекминского района. Три-три. Капитан команды Среднеколымского улуса Сергей Лаптев, номер 1. К сожалению, и он ошибается. 4-3. Николай Павлов. Мяч на вылет. В исполнении Николая Павлова.
Не смог принять мяч Сергей Лаптев. Второй эйс в исполнении Николая Павлова. Третья подача улетает в аут. 4-6. 4-6. Не поняли друг друга в этой ситуации Ниргун Сивцев и Василий Горбунов. Аут. Улетает мяч после подачи Валентина Парилова. На площадку возвращается Максим Станицкий. На вашем экране Василий Горбунов. Пошел на этот мяч Егор Суркулов, но почему-то потом взял и остановился. Не стал бороться до конца. Сергей Павлов расстреливает площадку среднеколымских волейболистов. 8-6. И счет становится 8-6. Сергей Павлов. Ниргун Тарасов 7-9. отыграл 7-е очко для своей команды. И пошел сам подавать. Прием в исполнении Олега Васильева. И сильный, хороший удар нападающий продемонстрировал Егор Суркулов. 10-7. Егор Суркулов. Сергей Лаптев. Мощный перевод с 4-й по 4-ю зону. Чуть-чуть не успел переместиться Олег Васильев под этот мяч. Виталий Бандеров. Силовая подача. Ошибается, к сожалению, Виталий Бандеров. Сергей сейчас Лаптев выступил в амплуа центрального блокирующего в третьей зоне. Не достал данный мяч. И команда Среднеколымского Улуса проиграла 12 очко. Николай Павлов выигрывает 13 очко.
15-9. Сергей Лаптев, к сожалению, ошибается. Мяч проскользнул по верхнему краю сетки и улетел в аут. В аут посылает мяч Андрей Бережнов. 9-15. И при счете 9-15 Команде Среднеколымского района. тайм-аут берет команда Среднеколымского района. В этой встрече в Алекминской команде отдыхают Александр Петров, Константин Кривых, центральные блокирующие команда Алекминского района. Вместо них играют Василий Горбунов и Максим Станицкий. Мергун Сивцев улетает мяч в аут после его подачи. Аут. Одиннадцать 15. Спорный момент возник в ходе встречи розыгрыша мяча. Хороший, мощный удар от Павлова Николая. Атакуя на пустой сетке, Сергей Павлов попадает мячом в антенну. 11-16. Шукулов Егор. Выигрывает 17 очко. 17-11. Пробил блок. Василий Горбунов. Хороший прием. Виталий Бандеров с 4-й зоны отыграл в защите. Так, чужой мяч зацепил Сергей Павлов. И команда Среднеколымского улуса выигрывает 13 очко. 12-17. 12 очко.
Нарушение расстановки, что ли, проверяет судья. Поэтому небольшой образовался перерыв. Да, проверяют расстановку команды. Сличают с протоколом. Команда Среднеклымского улуса нарушила расстановку. Максима Станицкого закрывает Нюргун Тарасов. 13-17. 1-1. (13-17). Ошибается Валентин Парилов. (18-13). Сергей Павлов среагировал на отскочивший от блока мяч, но чуть не успел. Мяч улетел от его рук в аут. Готов к подаче Андрей Бережнов. Ошибку зафиксировал судья на вышке. 15-18. Ошибается третий номер команды Среднеколымского улуса Андрей Бережнов. Очень много ошибок при подаче. Выигрывает в этой ситуации Максим Станицкий. Максим Станицкий. 20-е очко. Чуть, конечно, да, чуть он намного выше пасующего, связующего команды Среднеколымского улуса Георгия Сазонова. Очередное очко выигрывает команда Алекминского района. 21-15. Еще тоже становится 21-15. Егор Сукуев подает. Хорошая доводка в исполнении либера Богдана Кулагина. Вместо игрока номер 3 Андрея Бережнова на площадку выходит игрок номер 8 Вадим Бандеров. Ждет передачу Николай Павлов. Да, к сожалению, он ошибается. 16-22. 22-16. Хотел скинуть между блоком и антенной, но попал в трос.
Прием. Николай Павлов. Игра продолжается. Трос зафиксировал судья. Да. Явный трос. 23-16. 23-16. Концовка второй партии. Мяч переходит на сторону команды Алекминского района. Виталий Бандеров остался без нападающего удара. Сорвался мяч с руки 8-го номера Бандерова Вадима, вышедшего на замену. 24-16. И счет становится 24-16. Концовка. Вторую партию со счетом 25-16 выиграла команда Алекминского Улуса. Общий счет в партиях 3-0 и 2-0 в пользу команды Алекминского района. Спонсор нашей трансляции — Центр недвижимости «Триумф Инвест». Центр занимается продажей и покупкой любой недвижимости и строительством частных домов. С нами вы воплотите мечты в реальность. Центр недвижимости «Триумф Инвест».
Начинаем третью партию. Встречу между командами Алекминского района и Среднеколымского улуса. Николай Павлов, капитан команды. Счет 0-0. Василий Горбунов демонстрирует нападающий удар с забеганием за голову своего связующего. 1-0. 1-0. Без блока нападал Василий Горбунов. Справляется с приемом среднеколымские волейболисты. 2-0. Киптев Нюргум. Виталий Бандеров. Оставляют мяч в игре среднеколымские волейболисты. Сергей Павлов. Трос. Попадает Валентин Парилов. И счет становится 3-1. Николай Павлов на подаче. Хороший акцентированная подача. Ошибается Сергей Павлов. Попадает прямо в... Это Егор Сукулов. Ошибается, попадает в трос. Но очередную ошибку совершает Виталий Бандеров. 4-2. Спорят, на чьей стороне упал мяч. Сергей Лаптев выигрывает дуэль между собой и двумя блоками команды Алекминского улуса. Но, к сожалению, 5-3. Вышедший на подачу игрок Среднеколымского улуса ошибается. 5-3. Ошибается Сергей Павлов. Игра приобретает вялотекущий темп.
6-4. Чересчур далекий пас. Прямо практически на край площадки пасует связующий Среднеколымского Улуса Сергею Лаптеву. Очередная ошибка игрока Среднеколымского Улуса Андрея Бережнева. 4-7. Тайм-аут И команды при счете Среднеколымского 4-7 района. берет тайм-аут команда Среднеколымского Улуса. Разладилось нападение у игроков Среднеколымской команды. Показывает результативные моменты третьей партии. Это у нас Сергей Горбунов. Василий Горбунов. Нападающий удар Валентина Парилова. Четыре. Андрей Бережнов. На подачу вышел Егор Сукулов. За антенной мяч пролетает. 8-4. Мощный удар в исполнении Николая Павлова. 9-4. Да. Слишком на край сетки переместился блок. Нюргун Тарасов выигрывает 5-е очко для своей команды. Игра в третьей зоне. Уходящий мяч задевает Нюргун Тарасов. 10-5. Мяч улетал в аут. На замену вышел Александр Петров. Мощный удар в исполнении Николая Павлова. Ошибка при исполнении подачи Александра Петрова. 6-11. Ошибается Василий Горбунов. Выигрывает верховенство Василий Горбунов в сражении с Виталием Бандеровым. И счет становится 13-6. 12-6. Сергей Лаптев. Одно из немногих нападений со второй линии. Задевает сетку Егор Сук. 7-12. Сергей Павлов. Ошибка. Чужой мяч задевает Сергей Павлов. Николай Павлов добивает 13-е очко.
Хороший дозированный удар в исполнении Лаптева Сергея 14-7. приносит результат. На этот раз Николай Павлов ошибается. Замены в команде Среднеколымского района. Вместо игрока номер 11 Виталия Бандерова, игрок номер 10 Игорь Цырылкин. Вышел на замену самый молодой игрок в составе сборной команды Среднеколымского района. 2003 года рождения. Парень. Номер 10 Игорь Цырылкин. Благаут в исполнении толстых Валентина Парилова. 9-14. Резкий, прыгучий парень. Игорь Цырылкин продолжает подавать. К сожалению, вторая подача улетает в аут. «15-9». Успевает подстраховать своего доигровщика. Но Валентин Парилов перехитрил волейболистов, стоящих на задней линии. 10-15. Не успел на этот мяч Николай Павлов. Требовательный взглядом посмотрел на своего брата Сергея Павлова. 15-10. 10-15 на подаче Среднеколымский район. — 16-10. Сергей Павлов зарабатывает 16 очко. Высокая подача. Нападающий удар в исполнении Сергея Лаптева. Ошибается Сергей Лаптев. 17-11. Силы на исходе. В конце третьей партии Егор Сукулов подает. Поторопился на этот мяч Андрей Бережнов. Пролетел. Александр Петров отыграл в третьей зоне. — 19-11. Нергон Тарасов. Подключает вторую линию Нергун Сивцев, Егора Сукулова. И 20-е очко выигрывает команда Алекминского улуса. 11-20. Тайм-аут команды Тайм-аут Среднеколымского берет района. при счете 11-20 капитан команды Среднеколымского района улуса.
Третья партия. Счет 20-11. В пользу команды Алекминского улуса. Замена в команде Среднеколымского района. Вместо игрока номер 3 Андрея Бережного. Егор Игрок Сукулов номер 8 готовится Вадим Бандеров. к подаче. Вышедший на замену Вадим Бандеров не справляется с нападающим ударом. И снова Вадим Бандеров посылает на этот раз мяч в аут. Высокая передача из глубины площадки. Проверили теперь Сергея Лаптева на приеме, который также совершил ошибку. 23-11. 23-11. Аут. В исполнении Егора Сукулова. Нюргун Тарасов. Команды Алекминского района. Вместо игрока номер 4 Егора Суколова. Игрок номер 6 Лазар Габушев. Замена в команде Алекминского улуса. Александр Петров. Двадцать 24-е очко зарабатывают волейболисты Алекминского улуса. Александр Петров на подаче. Готовится к силовой. Справляется с приемом. К сожалению, 10-й номер Игорь Тырылгин, 2003 года рождения. Третью партию со счетом 25-12 ошибается. выиграла команда Алекминского 25-е очко выигрывает Алекминская команда 3-0. Победу одержала команда и выходит в 1/4 финала. Поздравляем команду Алекминского района с выходом в 1/4 финала и с победой. Новый жилой комплекс «Мир» строится на пересечении улиц Лермонтова, Петра Алексеева и Свердлова в развитом районе центральной части города Якутска, который застраивается высотными домами в соответствии с договором о развитии застроенной территории, заключенного с администрацией городского округа город Якутск со сносом ветхих деревянных домов. Закончено строительство и введены в эксплуатацию жилые дома по адресу Свердлова 9/1, Свердлова 3/3. В конце 2022 года сдается в эксплуатацию жилой дом по улице Свердлова 1. В начале 2023 года начнется строительство следующего многоквартирного жилого дома номер 2, после ввода в эксплуатацию которого будут полностью исполнены договорные обязательства о развитии застроенной территории, и жилой комплекс «Мир» станет современным микрорайоном с развитой инфраструктурой и благоустроенным пространством для современной жизни. Купить квартиру в жилом комплексе «Мир» значит получить все плюсы современного микрорайона в центре города. В строящемся объекте многоквартирный жилой дом номер 3 предлагаются однокомнатные, двухкомнатные
однокомнатные и трехкомнатные квартиры. Строительство объектов финансируется уполномоченным банком АО «Банк-Дом.РФ». Договоры долевого участия оформляются через эскроу-счета в соответствии с F3-214. Мен атым Алексей Уваровский. Бүгін онютын турағар бұйыл үсүйін күттігін. Әрчім әбінәрбәр, күз бұлық қомынар бар. Меха чәбдік салқын, рас у, көк олгөн, көк берер. Әстебет әрчімнәқ, самныбат саналақ. Чеген күз тұруптақ, көйылақ құтулақ болар бар. Меха әлит ақла, рас у, көмі болар. Я уверен в своем выборе и знаю, что у моей семьи надежное будущее. Будущее с Аргыс Кредит. Аргыс Кредит. Накопление для будущего вашей семьи. Көрің доғырды. Таварым барықсан, ері жоға. Барата кені бағарбытын, санабытын күрдік. Абыс саңа жия. Үйегітін тәңгілдесте, Рик Яфен. Асте от покупки своей квартиры. Дорогие жители и гости столицы, 8 июля впервые в республике состоится масштабное праздничное шествие-парад Республиканского семейного фестиваля, приуроченного ко Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Парад пройдет по улице Кирова. На нашем семейном фестивале на территориях Комсомольской площади и Центрального парка культуры и отдыха пройдут тематические мастер-классы, ярмарки продаж, выставки и различные детские конкурсы. В честь праздника семьи, любви и верности в 18:00 состоится праздничный концерт, а также пройдут конкурсы новобрачных на лучшее признание в любви и верности, конкурс детских колясок на лучшее оформление. За первые места легендарный круиз на Ленские столбы на теплоходе от Лена Турфлота и много других ценных призов. Приглашаем всех провести этот день в кругу семьи, набраться сил и позитивных эмоций. В салоне «Времена года» новая стильная коллекция. Скидки до 70%. «Времена года». Торговый центр «Силуэт». 2-й этаж. История нашей науки очень интересная. Создание нашей республики, наши лидеры. Районский был первым нашим ученым, а Амосов инициировав проведение Якутской экспедиции Академии наук 25-31 годов. Поэтому наши юные, молодые руководители были с самого начала привержены науке.
Никита Гаврилович Соломонов, заслуженный деятель науки Якутской АССР и РСФСР, член-корреспондент, советник РАН, академик Академии наук Республики Саха-Якутия, доктор биологических наук, профессор, общественный деятель, почетный гражданин Республики Саха-Якутия. Стремление к учебе у нашей молодежи, у детей, было с самого раннего детства. Это очень интересный период жизни нашей страны, и я являюсь как бы свидетелем этого интересного периода. Выдающийся ученый Якутии, человек целой эпохи, великих свершений в стране, почти ровесник автономии республики. Он внес огромный вклад в изучение структуры и функционирования северных экосистем, охраны окружающей среды Крайнего Севера. При его непосредственном участии увидела свет Красная книга Якутии. Были открыты Международная биологическая станция Лена Норденшельд, ресурсный резерв Каталык. Он является одним из инициаторов включения Национального парка Ленские столбы в объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, способствовал организации сети особо охраняемых территорий в республике, которые сейчас занимают более 30% площади Якутии. Им разработаны и проведены многие открытия, совместные с зарубежными партнерами работы по изучению экологии и миграции уникальных птиц Севера. Начаты многолетние международные исследования роли растений и животных мерзлотных регионов в глобальных изменениях климата совместно с японскими учеными. Научная школа Никиты Гавриловича включает 17 докторов и 30 кандидатов наук. Профессор является автором и соавтором 280 научных работ, 7 монографий. Средних так называемых, даже, может быть, слабых считавшихся ребят, выдающиеся результаты получаются. И у нас очень много примеров, которые говорят о том, что вот многие участники всесоюзных, и всероссийских, и международных всяких конференций школьных, и всяких выставок и так далее. Это средние ученики. Я думаю, что раскрытие талантов, скрытых, не понятых самими ребятами, учителями незамеченных. И вот среди тех, кто вот незамеченным был, очень большой процент. Высшее техническое училище имени Баумана, вот, там у них появилась идея создать новое движение, которое назвали «Шаг в будущее». Являясь членом Координационного совета Республиканской научно-исследовательской программы школьников «Шаг в будущее» и многих других общественных организаций, Никита Гаврилович подчеркивает, что школьники-исследователи проявляют большой интерес к науке, потому появляются новые открытия. Основой науки является факт. А факты надо добывать упорным трудом, а потом уже размышления этим. Почему то или иное явление здесь наблюдается. И вот это почему один из самых главных вопросов. У нас «Шаг в будущем». Ребятами, которые мы работаем, они после 6-7 класса становятся уже достаточно успешными. По сей день организуются многочисленные школьные экспедиции в республике, в которых Никита Гаврилович принимает непосредственное участие. Его широкие и глубокие знания в науке и в жизни, уникальные идеи, неиссякаемый интерес к прошлому истории и открытиям нового являются источниками для будущих исследований и научных свершений.
Уважаемые телезрители, начинаем четвертую встречу второго спортивного дня соревнований 8-х спортивных игр народов Якутии Барагонцы 2022. На площадке встречаются сборные команды Татинского и Намского улусов, группа «Б». Представлю. Приглашается стартовый состав команды Татинского улуса. Номер 1 Сергей Голоков. Представляют стартовый состав Денис Лексов. Татинского улуса. Номер 7 Ян Попов. Номер 9 Руслан Давиденко. Номер 18 капитан команды Иван Потапов. Номер 15 Алексей Агучанов, либеро команды. Номер 17 Николай Находкин, либеро команды. Представили стартовый состав сборной команды Татинского улуса. Приглашается на площадку стартовый состав Намского улуса. Номер 1 Никита Бачуров. Номер 5 Семен Васильев. Номер 9 Руслан Афанасьев. Номер 10 Павел Абутов. Номер 12 Макс Васильев. Номер 13 Айсен Жиркотов. И номер 22 Берген Иванов, либеро команды. Представили основные составы сборных команд. А я вам представлю судей данной встречи. Первый судья Захаров Говорил, вторая категория город Якутск. Второй судья Афанасьев Семен, первая категория город Якутск. Секретарь встречи Иванова Аэлита, вторая категория город Якутск. Помощник секретаря Слепцова Саина, Мегина-Кангаласский улус. От этой встречи зависит выход из группы. Вчера встречались сборные команды Чурапчинского и Татинского улусов. Татинская команда выиграла Чурапчинский улус со счетом 3-1. Вторую встречу проиграли Намскому улусу. Поэтому сейчас будет битва за выход в следующую группу. За выход из группы. Счет 0-0. Свисток прозвучал. Первое очко зарабатывает Руслан Афанасьев. 1-0. Айсен Жирготов, главный тренер сборной команды Намского улуса. Седьмой номер Ян Попов, сборная команды Татинского улуса, зарабатывает первое очко для своей команды. — 18 номер на подачу — это Иван Потапов, капитан команды. Павел Абутов попадает в поле. Эти обе команды сравнительно молодые. Здесь присутствуют игроки 2003 года рождения, есть игроки 2004 годов рождения. И в команде Намского улуса и Татинского улуса. В ходе игры я буду вам доводить, сколько лет молодым нашим перспективным волейболистам. Трос попадает Докторов Янсен, пятый номер. И счет становится 4-1.
Попов. Очень эмоциональный, молодой, перспективный волейболист Татинской команды. Играет в третьей зоне. Руслан Давыденко. 99-го года рождения. 1,91 м. Блоком закрывают Сергей Голоков и Ян Попов Павла Абутова. Грамотный блок. Не оставили Павлу Абутову шансов. 3-4. Марк Васильев. Первый темп. Еще раз. Остается мяч в игре. Еще раз остается мяч в игре. Не успевает среагировать на этот мяч Ян Попов. И Павел Абутов идет подавать. (5-3). Павел Абутов, один из лидеров команды Намского Улуса. Ошибается при подаче Павел Абутов. 4-5. Ян Попов, номер 7. 2002 года рождения, 20 лет парню. Счет 6-4. Между блоком пролетел мяч, о чем мне подсказывает Руслан Давыденко, что надо щель закрывать. Мяч улетает в аут после подачи. И счет становится 5-6. Докторов Янсен, 2003 года рождения, 19 лет. Третий номер Денис Слепцов выигрывает 6-е очко. Счет 6-6. 6-6. Команду из Намского Улуса устраивает только победа. Марк Васильев выигрывает очко, сам идет подавать. Замена команде Татинского Улуса. Вместо игрока номер 5 на площадке выходит игрок номер 23. Замена в команде Татинского Улуса. На площадку вышел игрок под номером 23, заменив игрока под номером 5. Это у нас Олег Малышев. Хороший прием. И хороший атакующий акцентированный удар в исполнении татинских волейболистов. Это у нас Денис Слепцов. Здесь необходимо поблагодарить Яна Попова, Голокова Сергея, который грамотно, очень аккуратно довел мяч до своего связующего, но, к сожалению, ошибся при подаче. 8-7. 8-7. Мяч на стороне Намской команды. Ошибся в приеме либера команды Татинского Улуса. На этот раз с приемом либера справляется.
10-7 счет. Руслан Давыденко попадает в аут. Семен Васильев. На этот раз чехлят. Дениса Слепцова. Счет уже становится 11-7. Успевает Берген Иванов на этот сброс. Хороший удар демонстрирует Руслан Давыденко с 4-й зоны при одиночном блоке. 8-11. Двойной блок пробивает Руслан Давыденко. Денис Слепцов на подаче. Аут. Показывает линейный судья. Пасует обратно Павлу Абутову. Остается мяч в игре. Ян Попов не стал рисковать. Мяч доводится до связующего. Руслан Давыденко. И при постановке блока касается сетки блокирующей команды Счет 9-12. Намского Улуса. Да, тройной блок. Опускаясь, коснулись сетки ребята. 18-й номер. Иван Потапов. Хорошая подача. Одиночный блок в исполнении Олега Малышева. Не стал рисковать Павел Абутов. Накатил за блок. И нашел незащищенное место на площадке соперника. 9-й номер. Руслан Афанасьев на подаче. Блок выигрывает 10-е очко Татинской команде. Счет 10-13. Это Руслан Давыденко и Ян Попов заблокировали Павла Абутова. К сожалению, ошибается при подаче Руслан Давыденко. Павел Абутов на подаче. Низко по высоте мяч для Яна Попова. Счет 15-10. Никита Бачуров приносит 15-е очко своей команде. Ошибается Павел Абутов на подаче. Ян Попов. В татинской команде буквально недавно Сергей Голоков, Янсен Докторов, Ян Попов играли в юношеских соревнованиях, выступали, защищали честь своего района, республики. Очень много моментов, когда мяч перелетает через сетку.
не блокируют данные мячи. Здесь то же самое. Наоборот, отходят от сетки. Сергей Голоков, номер 1. При счете 11-18 тайм-аут команде Татинского Луза. При счете 11-18 тайм-аут берет команда Татинского Луза. Мотивация у намских волейболистов должна быть на высочайшем уровне. Проигрыш. И выход 1/4 финала. Намская команда у нас одна из титулованных команд. Сергей Голоков пробивает защиту сборной команды Намского Улуса и приносит своей команде 12-е очко. Прием в исполнении Павла Абутова. Нападение отличился 5-й номер Семен Васильев. Немного не успел Руслан Давыденко оставить мяч в игре. Отведенный мяч, отведенному мячу атакует Семен Голоков. Приносит очко своей команде. 13-19. Ровно попадает в край линии. Сергей Голоков, 1-й номер, 2003 года рождения. Рост 1,81 м. Семен Васильев на подаче, да, в безобидной ситуации ошибается Руслан Давыденко. К сожалению, ошибается Семен Васильев. На подаче 14-21. 14-21. Судья на вышке зафиксировал ошибку. И мяч переходит на сторону татинских игроков. 12-21. 15-21, извиняюсь. Павел Абутов рассердился. И выиграл 23-е очко, 22-е очко. Дважды не смог пробить Руслан Давыденко блок.
но все равно выиграл очередное очко, направив мяч от блока в аут своим мощнейшим ударом. Аут. Улетает мяч. 17-22. Каждое действие апеллирует судье, волейболисты обеих команд. При счете 18-22. 22-18. Тайм-аут берет команда Намского Улуса. (18-22) на подаче 18 номер Иван Потапов, капитан команды Катинского Улуса. Да, не справляется с эмоциями после перерыва. Мяч улетает в аут, и 23-е очко зарабатывает Намская команда. — 23-18. Ян Попов, Сергей Голоков подключается к второй линии. В аут отправляет мяч Никита Бачуров. 19-23. Руслан Давыденко. Хорошая подача. Чуть-чуть не смогли оставить мяч в защите татинские волейболисты после сильного удара Павла Абутова. 24-19. Одно очко отделяет от победы намскую команду. Хороший мощный удар в исполнении Сергея Голокова. 20-24. Очень хорошо, что подрастает ряд талантливых волейболистов в татинской команде. Через год, через два они будут, наверное, доминировать. 25-е очко приносит своей команде Семен Васильев. И со счетом 25-20 первую партию выиграла сборная команда Намского Улуса. Как раз образовалась брешь между блоком. Семен Васильев находит вот эту лазейку. Иван Турнин дает рекомендации своим воспитанникам
Это практически все его воспитанники. На подходе также ребята более молодого возраста. Активные участники первенств республики по годам. Красивые моменты мы видим на экране своих телевизоров. Болельщики Татинской команды пришли поболеть за своих спортсменов, ребят, волейболистов. Вчера была принципиальная встреча между татинскими и тюрепчинскими командами, где сборная команда Татинского улуса вырвала победу со счетом 3-1. Семен Васильев приготовился подавать. Мяч улетает в аут. Целился он в первую зону. 1-0. Повела команда Татинского улуса. Денис Слепцов будет подавать. Семен Васильев принимает. Подстраховка от Сергея Голокова. Аккуратный сброс в исполнении Олега Малышева, вышедшего на замену первой партии. Просто взял да накатил через блок и выиграл второе очко. 2-0. Лабутов добивает мяч до полу. 1-2. Хорошая высокая доводка. Руслана Давыденко ждал высокий блок. 2-2. Зачехлили Руслана Давыденко. 9-й и 1-й номер команды Намского улуса — это у нас Бочаров Никита и Афанасьев Руслан. Павел Лабутов специально бил по пальцам. Блокаут. 3-2. Коля
девятку попадает Насен Жарготов. Выигрывает 4-е очко для своей команды. Туда же посылал вторую подачу. Чересчур близко к сетке. Подача для Руслана Давыденко. Ну а в этом последнем эпизоде ошибается Семен Васильев. Не смог перекинуть блок. И счет становится 3-4. Непонятно, какая была задумка у Павла Абутова. Прямо направил мяч в руки высоченного Руслана Давыденко, который выиграл 4-е очко. Семен Васильев оставляет мяч. Аут, показывает судья. 5-4. Берген Иванов принимает. Высоченный блок Руслана Давыденко. На пути атакующего удара Павла Абутова появляются руки Яна Попова. 6-4. Расклеилась игра Руслана Давыденко. В последних 2-3 эпизодах нет результативного нападения. Да, брешь нашел, но попал мячом в аут. Мяч не доводится либерой команды Татинского Улуса. И счет уже сравнялся. 6-6. Никита Бачуров разбирается с одним блоком. 7-6. И команда Намского Улуса выходит вперед. Снова не справляются с приемом татинские волейболисты. Снова Никита Бачуров. 2-е очко подряд приносит своей команде Никита Бачуров. Сброс в 6-ю зону. И очко копилки Намской команды. Руслан Афанасьев на подаче. Поле. Попадает Руслан Афанасьев. Растерянный взгляд у Сергея Голокова. Просто проводили глазами волейболисты данную подачу Руслана Афанасьева. Аут. Семь 9. Успел постраховать своего нападающего Руслан Давыденко. Павел Абутов. Стров попадает мяч.
Руслан Давыденко. Хороший прием в исполнении Бергена Иванова. И такой же хороший акцентированный удар демонстрирует Павел Абутов. 10-8. После хорошего приема идеальная доводка в исполнении Асуна Зерготова. А Павел Абутов сделал свое дело. Отведенный прием. В антенну попадает Сергей Голоков. 11-8. Продолжился переходящему мячу Семен Васильев. И при счете 8-12 тайм-аут берет команда Татинского Улуса. Спонсором нашей трансляции является Центр недвижимости «Триумф Инвест», который занимается продажей, покупкой любой недвижимости и строительством частных домов. Центр недвижимости «Триумф Инвест» воплощает мечты в реальность. Ребята, намская команда выходит на площадку с хорошим приподнятым настроением. Начало все получаться. Победа в первом сете в кармане. Во втором сете ведут в счете. Павел Абутов на подаче. Прием. Блок. Зачехлили Олега Малышева. 13-8. Хотя Марк Васильев не успел перенести руки на сторону соперника. Сергей Голоков атакует. Да, к сожалению, Павел Абутов, нападая со второй зоны, ошибается. Посылает мяч в аут. 9-13. Резкий сброс в исполнении Никиты Бачурова. Сетку. И игрок под номером 7 задел, коснулся сетки. 14-9. Разрыв потихоньку увеличивается. Ошибок у татинской команды становится больше. Замена команде Татинского Улуса. Вместо игрока номер 18 на площадку выходит игрок номер 21. Арьян Турнин. Замена связующего. Семен Васильев выигрывает очко. Не успевают с постановкой блока татинские волейболисты. К сожалению, подскальзывается связующий сборной команды Татинского Улуса Арьян Турнин, вышедший на замену. Так. Самое главное, чтобы не было На команде Татинского Улуса вместо игрока номер 21 ушибов. Обратно заходит игрок номер 18. Возвращается на площадку игрок под номером 18 Иван Потапов, капитан команды. У нас на табло счет 17-9.
Блок. Блоком выигрывают 10-е очко команда из Татты. 10-17. А нападал 5-й номер Семен Васильев. Олег Малышев, вышедший на замену. Резко сбрасывает мяч капитан команды 18 номер Иван Потапов. Находит брешь и в блоке, и на площадке. 11-17. Олег Малышев, 2004 года рождения, самый молодой игрок в Таттинской команде, 1,82 м. Сергей Голоков. Замена команде Таттинского Улуса. Вместо игрока номер 1 выходит игрок номер 2. Гаврил Власов. Вместо игрока номер 1 Сергея Голокова на площадку вышел игрок под номером 2 Гаврил Власов. 18-11 на подаче команды Таттинского Намского Улуса. Блокаут вышедшего на замену Гаврила Власова. И счет становится 12-18. Гаврил Власов. В поле попадает мяч. Ровно в линию. Судья на вышке все видит. И снова попадает именно в девятый, ровно в девятый метр. И при счете 18-14 тайм-аут берет команда Намского Улуса. Справляется с приемом Павел Абутов. Эйс. 15, в исполнении Гаврила Власова. (15-18). От себя нападал Семен Васильев. 16-18. При двойном блоке. 16-18. Хорошо среагировал либеро на этот нападающий удар.
Перекидывают мяч через сетку. Ошибается Семен Васильев. За локоть держится лидера команды Татинского Улуса. У нас Николай Находкин. Неудачно упал, что ли. Но у них есть еще запасной. Гаврил Власов продолжает подавать. Счет 17-18. Заблокировали переходящий мяч. Семен Васильев успевает на эту передачу укороченную. И счет становится 19-17. Семен Васильев подает. Не прощает таких ошибок Павел Абутов. И увеличивает разрыв до 3 мячей. Вместо игрока номер 2 Возвращается на площадку игрок номер 1 Сергей Голоков. Сергей Голоков. При счете 17-20. Тайм-аут в команде Татинского Улуса. В счете 17-20 тайм-аут берет команда Татинского Улуса. — 20-17. Семен Васильев готовится подавать. Отведенный прием. Руслан Давуденко. Еще раз ему пас. Поле показывает линейный судья. Соглашается с этим решением судья на вышке. 18-20. 18-20. Хорошая доводка. Закрыли блоком Павла Абутова. Ваут направляет мяч в безобидной ситуации Руслан Афанасьев. 19-20. Хотя там данный участок площадки контролировал Денис Слепцов. 19-20. Чуть-чуть не хватило Сергею Голокову оставить мяч в игре. 21-19. — 22 очко зарабатывают команда из Намского Улуса. Техническим действием, блокированием нападающего
На этот раз Руслан Давыденко находит лазейку в блоке и делает счет 19-22. 20-22. Семен Васильев, стоя на задней линии площадки, ошибается в приеме. Замена команде Татинского Луса вместо игрока номер 23. Выходит игрок номер 5. Янсон Доктор. Хороший прием. Павел Аботов. Мяч отскакивает от блока. И 23 очко зарабатывает команда Намского Улуса. Близка к победе в этой партии. Ошибается ошибается 7-й номер Ян Потапов. Мяч оказался у него на стороне. Не смог достать. 24-21. Руслан Давыденко за последние минуты заработал 2 очка для своей команды. И при счете 22-24 команда Намского Улуса берет тайм-аут, не рискует. Мяч круглый. Руслан Давыденко усложнил подачу. Баут. Улетает мяч после удара Марка Васильева. 23-24. Ошибается Руслан Давыденко. Вторая партия со счетом 25-20. Свою радость выиграла команда Намского Улуса. проявляет Берген Иванов. Пробежался вокруг площадки. 2-0 в встрече. Комфортный задел сделали для себя намские волейболисты перед третьей партией.
Третья решающая партия Третья между партия. командами 0-0. Намского Улуса и Татинского Улуса. Задел хороший для лидеров якутского волейбола. Счетом 2-0 они выигрывают команду из Татинского Улуса. Начинается третья партия. 9-й номер Руслан Афанасьев. Первое нападение. Его в исполнении. И первое же очко для команды Намского Улуса. Айсен Зурготов подает. Сергей Потапов. Сергей Голоков ошибается. Счет 2-0. 2-0. Вводил мяч от блока. Команда из Таты осталась без нападающего удара. Павел Абутов несильным дозированным ударом перекидывает мяч через блок. Накатом счет в начале третьей партии становится 3-0. Хороший удар в исполнении Сергея Голокова. Сергей Голоков 2003 года рождения. Рост 181. Парню 19 лет, а уже играет в взрослых чемпионатах республики. Вот и защищает цвета своего Улуса на 8 спортивных играх народов Якутии. И снова ему пас. И снова результативная атака в исполнении Сергея Голокова. 2-3. 2-3. Павел Абутов. Раз за разом чередует свои сильные удары, накаты, скидки, чисто исходя из игровой ситуации. Руслан Афанасьев. Сергей Голоков. Ошибается Руслан Давыденко. 3-4. Второй судья
смотрел касание блока после удара Руслана Давыденко, и мяч, очко зачислено команде Татинского улуса. 3-4. Разыграли комбинацию игроки Намского улуса. На один блок выскочил Никита Бачуров. Выиграл 5-е очко для своей команды. Оставляет мяч в игре Сергей Голоков. Пятый номер Семен Васильев. Четыре пять. Марк Васильев. Первый темп. Шесть. 6-4. На подаче. Аут. Очередная ошибка к исполнению Руслана Давыденко. Судья показывает, что был блок, что было касание блока. 5-6. 5-6. Просто первый судья мог усмотреть, потому что атакующие действия проходили буквально в метрах от него. 5-й номер Семен Васильев пробивает двойной блок. Да, не успевал к этому удару центральный блокирующий. И практически удар получился при одиночном блоке. Марк Васильев отдает. Грубая ошибка в исполнении Докторова Янсена. Не добросил мяч. Марк Васильев продолжает подавать. 8-5. Перестарался Марк Васильев. Мяч улетает в аут. И 6-е очко зарабатывает команда Татинского улуса. Аккуратно сбрасывает мяч 9-й номер Руслан Афанасьев. Замена команде Татинского улуса. Вместо игрока номер 5 на площадку выходит игрок номер 23 Олег Малышев. Замена в команде Татинского улуса. Выходит на площадку игрок под номером 23 Олег Малышев. Вот он перед вами. Второй судья наводит порядок на скамейке запасных. 6-9.
ошибка игроков команды Намского Улуса. У нас Павел Аботов пересек среднюю линию площадки и перекинул мяч в аут. 7-9. Скидка в исполнении Арсена Жерготова. Ошибается Павел Абутов. Мяч посылает в аут. 8-9. Разрыв в счете сократился до минимума. И на подаче Руслан Давуденко. Хороший прием, высокий. Перехитрил Павел Абутов блокирующих Татинского Улуса. 10-8. Сергей Голоков ошибается. Немножко был отведенный мяч от сетки. На площадку выходит игрок номер 2 Гаврил Власов. Он тоже выходил во второй партии. Заменил он Голокова Сергея. Олег Малышев не справляется с приемом. 18 лет этому волейболисту. И при счете 8-12 тайм-аут берет команда Татинского Улуса. Ошибается вышедший на замену Гаврил Власов. Ликуют игроки команды Намского Улуса. Обратная замена в команде Татинского Улуса. Возвращается Сергей Голоков на площадку. Между тем Арсен Жерготов продолжает подавать. Ошибается Павел Абутов. Хотел очень тонко сыграть, сбросить мяч во вторую зону, но ошибся. 9-13. Чересчур отведенный мяч. Ян Попов. Взмахивает мяч и направляет его в первую зону незащищенную. И при счете 13-10 тайм-аут берет команда Намского Улуса.
Слепцов будет подавать. Хороший прием, высокий. Да, но ошибается Айсен Зерготов. Оставляет мяч Никита Бачуров. Поднимает сложный мяч Олег Малышев. Хорошая доводка. Еле чуть-чуть зацепил Марк Васильев по мячу, но защита Татинской команды не справилась. Это у нас Денис Слепцов стоял в первой зоне. Очередной раз ошибается Руслан Давыденко 15. При подключении к атаке. Мяч улетает далеко в аут. Но тем временем разрыв в счете увеличивается. И снова хромает доводка у татинских игроков. Еле успевает на этот мяч Сергей Голоков. Но и не менее грубую ошибку совершает Павел Абутов. Не успевал на эту передачу Павел Абутов. 11-15. При таком счете подает капитан команды Иван Потапов. Марк Васильев делает свое дело. Аккуратно и надежно забивает 16-е очко. Павел Абутов посылает мяч в аут. Пробивает Семен Васильев блок. 17-12. Ян Потапов, Ян Попов и Олег Малышев блокировали Семена Васильева. Надежное нападение в исполнении Павла Абутова. 17-12. 3
При счете 12-18 тайм-аут в команде Татинского Алуса. При счете 12-18 берет тайм-аут команда Татинского Улуса. Счет на табло 18-12. На подаче Никита Бачуров. Еле оставляют мяч в игре. Татинские волейболисты. Да, от рук Олега Малышева мяч улетает в аут. 19-12. Замена команде Татинского Алуса. Вместо игрока номер 23 заходит игрок номер 25 Янсон Докторов. Команда Знамского Улуса близка к победе в этой партии. Я не думаю, что они дадут догнать себя. Эйс. 20-12. Стандартное нападение демонстрирует Семен Васильев. Зарабатывает 21 очко. 21-12. 21-12 команда из Знамского Улуса ведет в третьей партии. Один из немногих эффективных атак в исполнении Руслана Давыденко. 13-21. Ян Попов, 7 номер. Семен Васильев от души приложился к этому удару и выиграл 22 очко. 22-13. Очко зарабатывает Денис Лепцов. 14-22. Хороший нападающий удар. Янсон, Докторов Янсон. На этот раз Денис Лепцов закрывает блоком нападение Семена Васильева. 15-22. До пола доходит мяч. 15-22.
Блок смещает нападающий удар Семена Васильева. Мы не разобрались на задней линии игроки Татинской команды. 23-15. 22-15. 24-15. Команда из Намского Улуса выполняет программу «Минимум», выигрывая у команды Татинского Улуса со счетом 3-0. Аут. Семен Васильев посылает в аут. 16-24. Осталась одна подача. Один мяч. Руслан Давыденко дарит 25-е очко. И команда Намского Улуса выигрывает третью партию с счетом 25-16. Счет в партиях 3-0. Поздравляем команду Намского Улуса с победой. Волейболисты благодарят своих активных болельщиков. Так и должно быть. Усалдан улуғын олықтақтырын онына гәлжіттарын, ақсыз сақа херин народтарын спортивной ойнуларын күнлерінен сақа сударыстывыннай циркатағар дәліз, онына отыйын ақсыз күнігер. Маягатта бер қара стадионға на старт внимание цирден, жонглердар, гимнасттар, акробаттар, фокусниктар, клоуннар онына дрессированный кыллар кыттыла, брағынниктағы тәрәхіңе ыңырар. Цирк әйгетін, ураты көттүтін, оттарымаң. Прокат детских костюмов и нарядных платьев. Подберем на любые ваши мероприятия. Мы сэкономим вам ваше время и деньги. Обращайтесь. 8 914 292 81 58. Прокат костюмов Якутск. Букеты бывают разные, и поводов купить цветы тоже достаточно. Студия флористики Лены Бочковской, Пушкина, 21. 727-007. Ты сказал, нам организуешь. Вот, мы будем охотиться. Благовещенск еще никогда не был так близок. С 24 августа запускается новый поезд Нижний Пестях-Благовещенск. Прямое сообщение с Преамурьем через день. Продажа билетов уже открыта. Обращайся. Это бесплатное приложение для передачи обращений в администрацию наслега вашего улуса. Следите за последними новостями вашего района, чтобы всегда находиться в курсе всех событий. Можно найти юридическую и бухгалтерскую помощь от квалифицированных специалистов. Обращайся. Доступно по QR-коду.
Дорогие жители и гости столицы, 8 июля впервые в республике состоится масштабное праздничное шествие-парад Республиканского семейного фестиваля, приуроченного ко Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Парад пройдет по улице Кирова. На нашем семейном фестивале на территориях Комсомольской площади и Центрального парка культуры и отдыха пройдут тематические мастер-классы, ярмарки продаж, выставки и различные детские конкурсы. В честь праздника семьи, любви и верности в 17 часов состоится праздничный концерт, а также пройдут конкурсы новобрачных на лучшее признание в любви и верности, конкурс детских колясок на лучшее оформление. За первые места легендарный круиз на Ленские столбы на теплоходе от Лена Турфлота и много других ценных призов. Приглашаем всех провести этот день в кругу семьи, набраться сил и позитивных эмоций. Здравствуйте. Сегодня у нас в студии гость. Прокурор города Нерюнгри, старший советник юстиции Андрей Орлов. Тема встречи – основные итоги деятельности по укреплению законности и правопорядка, а также узнаем, какие задачи определены на ближайшее время. Андрей Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с главных задач органов прокуратуры. В чем заключается основная деятельность надзорного органа и на решение каких проблем сконцентрированы усилия ваших работников? В первую очередь, конечно, мы нацелены на защиту и восстановление прав граждан, борьбу с преступностью. Весь спектр правоотношений, которые существуют в нашем обществе, фактически является нашим надзором, входит в нашу деятельность, так сказать. В первую очередь, наша надзорная деятельность охватывает защиту прав граждан. Туда входят как права, трудовые права граждан, жилищные, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, защита прав несовершеннолетних, в сфере здравоохранения. Но весь спектр, так сказать, правоотношений, которые, так сказать, существуют, он как раз находится в нашем поле зрения. Также второй пласт надзора – это борьба с преступностью на территории района. А что касается вопросов соблюдения трудовых прав граждан, часто ли вообще к вам обращаются с таким вопросом? И где выявляется? Если взять определенную статистику, то вот за истекший период там обратилось, получается, 704 обращения поступило граждан, да? Из них рассмотрено на сегодняшний момент 663. В основном нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, это вот где-то 10% от всего поступивших. Трудовые, соблюдение трудовых прав граждан на втором месте. Потом идет обращение в сфере жилищного законодательства и по исполнению судебных решений. То есть на действия судебных приставов исполнителя, это в основном по взысканию алиментов, по взысканию налогов и других обязательных платежей, по взысканию обязательных платежей в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Вот что касается жилищно-коммунального хозяйства, как соблюдаются законы и много ли обращений по этому поводу? Сфера жилищно-коммунального хозяйства она большая, естественно, мы осуществляем надзор на постоянной основе, начинаем, как, так сказать, в ходе подготовки к отопительному сезону, да, и вот сейчас уже вроде как у нас закончен, лето наступило, закончен отопительный сезон, но мы уже осуществляем надзорные мероприятия, осуществляем надзор за подготовкой с всеми уполномоченными лицами, как органов местного управления, так и, так сказать, ресурсоснабжающими организациями, уже как они начинают готовиться к следующему отопительному сезону. Андрей Юрьевич, вы озвучили, что у нас такая неблагоприятная статистика, увеличивается рост преступлений, особенно особо тяжких, как вы считаете. С чем это может быть связано? Тут много факторов. В основном, конечно, у нас все-таки город открытый, да, много приезжих. Поэтому с этим связано. То есть регистрируемое число, которое совершает преступления, является не жителями, так сказать, постоянными жителями, да, которые приезжают сюда для сезонной, для временной работы. То есть портят нам статистику? Для нас все граждане одинаково равны, так сказать, поэтому в данном случае вот здесь. Также не исключаем, что, как я уже говорил, совершают преступления в состоянии алкогольного опьянения. Это тоже, так сказать. Хотя мы сейчас вот за 5 месяцев регистрируем спад данных видов преступлений где-то на 17%, да? Но все-таки эти преступления, этот фактор становится одним из самых важных. А возрастная категория преступников тоже разнообразна? Разнообразная, как можно сказать,
Как один из плюсов у нас преступления, совершенно несовершеннолетними, уже второй год падает, так сказать. На настоящий момент совершено 3 преступления несовершеннолетними. Если за тот период брать, то было таких преступлений 4. А так, в основном преступления, конечно, все категории, в основном средний возраст. Давайте перейдем к вопросу экологии. В последнее время очень актуальным остается эта тема окружающей среды. Как осуществляется надзор за соблюдением законодательства в этой сфере? Ну, надзор осуществляется, во-первых, мы работаем по обращениям граждан, по информации в средствах массовой, по информации, предоставленной через средства массовой информации, так сказать. Мы осуществляем свои плановые надзорные мероприятия, проверки. Здесь, конечно, мы тоже регистрируем. Ну, один из таких видов нарушений – это, к сожалению, несанкционированные свалки. Сейчас вот мы за короткий промежуток времени, когда снег сошел, просто проехали по городу, по району, установили там 8 таких свалок. Где сами же, так сказать, граждане, наверное, так сказать, нерадивые предприниматели, я не побоюсь этого слова, да, нарушают, выкидывают мусор не там, где надо, а потом, так сказать, у нас есть город в таком вот виде, пригороде. Поэтому здесь мы с участием инспекторов Комитета охраны природы, Министерства природных ресурсов республики, с ними совместно проводим проверки, принимаем меры, так сказать, по устранению, по ликвидации этих свалок. Вот на настоящий момент 3 свалки фактически уже ликвидированы, то есть убраны, да, и остальные свалки находятся в стадии, так сказать, разбора, будем так говорить. Также выявляется нарушение по нанесению ущерба окружающей среде, в данном случае по водным объектам. Была проведена проверка по факту нарушения слива дизельного топлива ручей Семеновский. Было установлено должностное лицо одного из предприятий, которое, так сказать, не усмотрело, и вот дизельное топливо попало в реку, в ручей Семеновский. Был принят комплекс мер, естественно, привлечено виновное лицо к административной ответственности, предъявлены требования возмещения ущерба, причиненного водному объекту. Данные нарушения устранены, и ущерб в ближайшее время, как мы доложили, будет тоже, так сказать, выплачен. Большой ущерб? Около свыше 200 тысяч. Эти проверки постоянно, опять же, мы проводим на постоянной основе. У нас есть и контролирующие органы, не только органы прокуратуры, но, как я уже сказал, это Комитет охраны природы, есть хорошо работают общественники, да, экологические общественники, которые, так сказать, тоже информируют о данных нарушениях. А что касается угледобывающих предприятий, вот в последнее время тоже очень часто вставал вопрос загрязнения окружающей среды. Были ли такие факты? В ближайшее время таких фактов не было. То есть сейчас все нормально? Да. Насколько мы в предыдущие годы регистрировали такие нарушения, и руководителями предприятий, в частности, Комары, там, принимаются... Контроль ведется? Да, конечно. Принимаются меры по производству, монтажу, так сказать, очистных сооружений, вкладываются серьезные денежные средства, так сказать, чтобы этих нарушений становилось все меньше и меньше. То есть нельзя сказать, что бесконтрольно, так сказать, огульно нарушается требования закона. Это радует. Так, Андрей Юрьевич, какие задачи вы ставите на ближайшее время? Может, какие-то нововведения в вашей деятельности будут? В нашей деятельности нововведений не будет, насколько я знаю. Но также продолжаем осуществлять надзорные мероприятия, осуществлять проверки, добиваться восстановления нарушенных прав граждан. Просто хотелось бы и гражданам, и работодателям рассказать о том, что особенно это касается сферы трудовых прав граждан. Да, вот чуть-чуть вернемся назад. Зарегистрировано множество нарушений в сфере трудовых прав граждан. Это вот когда граждане осуществляют свою трудовую деятельность без оформления трудовых договоров, да, что фактически за это есть не только ответственность административная, но и, так сказать, гражданско-правовая ответственность. Поэтому если работодатель не оформляет с гражданами трудовые отношения, платит заработную плату, так сказать, в конвертах, назовем, так сказать, серой заработной платы, то в последующем, когда гражданин выходит на пенсию, ему трудно будет установить, доказать свой трудовой стаж.
Также это зависит напрямую на начисление пенсионных начислений. Да? Можно отработать всю жизнь, грубо говоря, получая заработную плату в конвертах, не оформляя свои отношения. И вы при выходе на пенсию получить просто часть социальной пенсии. Потому что работодатель не отчислял взносы в пенсионный фонд, в другие, в фонд социального страхования. А сейчас в наше время часто ли такие случаи, когда получают зарплату в конвертах? Ну, в таких конвертах у нас есть, конечно, случаи, выявляются. Да. То есть бывает, да, бывает, все-таки? Да, да. В основном это, так сказать, подмена трудовых отношений гражданской правовыми отношениями. А кто в таком случае виноват? Работодатель или работник, который согласился на такие условия? Наверное, обоюдное, можно сказать. Каждый принимает решение. Но когда работник понимает, что он осуществляет трудовую функцию, да, при этом с ним заключается договор гражданского правового характера, он должен все-таки, я думаю, во-первых, известить об этом работодателя. Во-вторых, все-таки, если считает, что его право нарушается, обратиться к нам, чтобы мы со своей стороны уже помогли работнику, так сказать, восстановить его нарушенное право. Да? Но и работодателю тоже надо понимать меру ответственности перед работником, что это прямое нарушение его прав. Конечно, есть факты, указывающие и на гражданско-правовой характер правоотношений, да? Когда человек, так сказать, осуществляет один вид работ, невзирая, несмотря на, при отсутствии какого-либо трудового графика, да, что необходимо какую-то работу сделать, вот он нанимает работника для осуществления именно этой работы конкретно. Тогда здесь, конечно, усматривается временный характер работы, характер гражданско-правового договора. А когда работник постоянно работает, выполняет трудовую функцию, у него есть определенный распорядок, трудовой распорядок с режимом труда и отдыха, то это уже, естественно, он выполняет работник трудовую функцию. Поэтому тут должны быть заключены трудовые договоры. А какие меры применяются к таким недобросовестным работодателям? Меры разного характера. Это вот административная ответственность, вплоть до уголовной ответственности со стороны работодателя. Много ли у нас таких работодателей в городе? Немного, но, к сожалению, есть. Нарушения мы выявляем. Устраняют? Это, конечно, устраняют. Вот если брать за истекший период, нами выявлено в сфере трудовых правоотношений свыше 500 нарушений. Регистрируем несвоевременную выплату заработной платы. Вот погасили в результате принятых мер, было погашено свыше 4 миллионов рублей задолженности по заработной плате. Как мы знаем с вами, заработная плата платится в соответствии с законом в 2 раза в месяц. Если уже работодатель не платит, не выплачивает в эти установленные трудовым договором либо коллективным договором заработную плату в эти сроки, он, получается, нарушает требования трудового законодательства. Вот хотелось бы добавить, что у нас с 1 июня 2022 года постановлением правительства Российской Федерации номер 973 увеличен минимальный размер оплаты труда на 10%. И в зависимости от районного коэффициента, как мы знаем, что заработная плата формируется в том числе с учетом районного коэффициента. На территории, с учетом этого повышения, на территории Нюрнбергского района минимальный размер оплаты труда должен составлять от 33 613 рублей до 38 197 рублей. То есть ниже заработной платы не должно быть. Это должны знать и работодатели, и работники. Если такие факты выявляются, то, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы будем проводить проверки и наказывать нерадивых работодателей. Спасибо. Андрей Юрьевич, спасибо за информацию. А я напоминаю, что у нас был гость, прокурор города Нерюнгри, старший советник юстиции Андрей Орлов. На этом у нас все. До свидания.
Сахаларга bu spor körünge süddäm barar kör. Tabii urukattan ujur buçutlar bu saatler bu. Ondan bir anda şampiyonu var, 2 Avrupa şampiyonu var. Sakalarga dakikam bu barar kör. Bu stendeveti bir keskillakt. Onu hep de onu döner tabu federasyon güçlüler, Respublika Federasyonu. Ona bu tuğ körüngü propagandalar bu sakalarga hep de sol taçır. Onun bilin oğulları jarıktır. Respublika var. Bu soldan derbek oğutar. Rusya tahagar da tallar. Rusya da tallar. Hatta mastadar bağlı usuldan tan. Onun indiki keskelbet bihene şüvey.
Добрый день, уважаемые телезрители, любители и поклонники волейбола. Продолжаем трансляцию волейбольных соревнований между мужскими командами в рамках 8-х спортивных игр народов Якутии. На площадку выходит сборная команда Горного Улуса и сборная команда города Якутска. Пройдет приветствие. Это у нас предпоследняя игра, встреча сегодняшнего второго спортивного дня. После этой встречи будет тоже одна встреча между командами СВХУ и Ленского района. Сборная команда города Якутска в темно-синей форме шортах. Сборная команда Горного Улуса бело-синяя футболка, синие шорты. Игроки обеих команд приветствуют друг друга. А тем временем вам представлю судей встречи. Первый судья первой категории Кузьмин Афанасий, город Якутск. Второй судья первой категории Ефремов Аркадий, город Якутск. Секретарь встречи Терентьева Агафья, помощник секретаря Трофимова Поросковья, вторая категория, город Якутск. Это у нас группа С. Горный район. Сборная команда Горного Улуса вчера встречалась со сборной командой Амгинского Улуса. Проиграла со счетом 0-3. Сегодня сборная команда города Якутска провела первую встречу со сборной командой Амгинского Улуса. Выиграла со счетом 3-1. Последняя встреча в группе С. Горный Улус. Сборная города Якутска. Представляют основной состав сборной команды города Якутска. К вашему вниманию представляют состав сборной города Якутска. Представили основные составы обоих команд. Встречаются действующий чемпион Республики Саха-Якутия 2022 года. Это сборная команда города Якутска. И второй призер первенства Республики Саха-Якутия. Вторая лига, это 2021 года. Команда Горного Улуса. Сборная команда Горного Улуса в 2022 году заняла 6-е место в первенстве Республики Саха-Якутия, вторая лига, и была отобрана на данные спортивные соревнования, спортивные игры. Начинается
Первая партия. На подаче Гаврила Хлопков. Город Якутск. Счет 0-0. Ошибается либеро команды Горного Улуса. Это Афанасий Кузьмин. 1-0. Виктор Лукин нападал со второй линии. Это уже основной доигровщик Саргулан Яковлев, 6-й номер. Один-один. Не поняли друг друга Егор Глухарев и Владимир Сидоров. Два-один. Пас был направлен в третью зону, укороченной под первый темп на Виталия Голокова. Комбинацию за головой сыграли волейболисты Горного Улуса. Это номер 2 Эркен Наумов. Справляется с приемом Василий Тумфали. Эйс в исполнении Эркена Наумова. Это парень 2001 года рождения. Рост 186, центральный блокирующий. И второй эйс в исполнении Эркена Наумова. Теперь справляется с приемом Артамонов Иннокентий, либеро команды. Пять-2. Команда Якутска остается без нападения. С места нападал Владимир Сидоров. Мяч посылает в аут. Одиночный блок был выставлен. Тем временем Эркен Наумов продолжает подавать при счете 6-2. Начинает работать пушка Семена Слепцова. Быстрая передача в направлении 4-й зоны. Остается мяч в игре. Тумфали Василий ошибается при нападении. Да, попадает в трос. Судья фиксирует 4 удара. На подаче 6-й номер Саргулан Яковлев, один из ведущих игроков команды Горного Улуса. Аут. В поле попадает Василий Тумфали. Блок выигрывает 5-е очко у команды. Это у нас Гаврила Хлопков. Счет становится 5-7. Виталий Голоков. Аут. Посылает мяч. Уступает место свое либеро команда
Никентию Арстамонову. К сожалению, ошибается при своей подаче Сергей Амосов. Семен Слепцов. Блок. Стоит на пути нападающего удара Виктора Лукина. И счет становится 7-8. Аут. За антенной пролетел мяч. 8-8. Семен Слепцов. В аут улетает мяч. Успевает на переходящий мяч Егор Глухарев. Тумфали Василий. Ошибается 8-й номер команды Горного Улуса Анатолий Егоров. Признает свою ошибку. Далеко в аут улетает мяч после его атаки. Василий Тумфалей на подаче. Эйс в исполнении Василия Тумфали. Целенаправленно он и при первой встрече со сборной командой Амгинского Улуса подавал целенаправленно в первую зону. Вот тоже вот вторая подача тоже полетела в первую зону. Не успели перенести в свои руки блокирующие. И получили очко от Горного Улуса. 10-10 счет на табло. В аут подает Виктор Лукин. Высокая траектория мяча Василия Лукина. «11-11». Олег Николаев на подаче. Владимир Сидоров. Так, не успели после блока отбить мяч от сетки игроки команды Горного Улуса. Это у нас номер 2 Эркен Наумов. Парень 2001 года рождения. В пылу эмоций удар в исполнении Сергея Амосова улетает в аут. Егор Глухарев. Он также подает в аут. Очень много ошибок допускают практически игроки всех команд. Не разобрались снова. Игроки команды города Якутска. Претензии предъявляет Семен Слепцов своему связующему. А тем временем судья фиксирует ошибку при второй передаче.
мощный удар Семена Слепцова. Судья фиксирует ошибку после удара Семена Слепцова. Рассерженный Семен Слепцов приносит очко. Практически, не то что практически, даже без блока атаковал Семен Слепцов со второй зоны. Выиграл 15-е очко. Хороший удар продемонстрировал Сергей Амосов. У него тоже хороший акцентированный удар. Он играет уже давно. Играл и за Имяконскую Улус. Привозил ребят на первенство. Не успевает к этому мячу Саргалан Яковлев. Мяч улетает в аут. 16-14. Семен Слепцов на подаче. Хороший прием. Грамотно защищаются ребята из Горного Улуса. Двойной блок на переходящий мяч. Гаврил Артамонов стоял спиной к сетке, не видел двойного блока. Владимир Сидоров допускает ошибку, нападая со второй линии. Играли комбинацию Марита и комбинацию Пайп. Блок. От блока мяч попадает в площадку. После сильного удара Тумфали Василия. Силовая от Тумфали Василия. Хорошо летит мяч в первую зону. Сам же Василий атакует Тумфали, 7-й номер. И выигрывает 17-е очко. Сергей Амосов не успевает смягчить удар. Эйс в исполнении Тумфали Василия. И при счете 16-18 тайм-аут берет команда Горного Улуса. Тумфали Василий подает. 19-16 счет на табло. Третий эйс подряд в исполнении Тумфали Василия. 20-16. Укороченную подает Василий Тумфали. К сожалению, Владимир Сидоров ошибается очередной раз.
Мяч улетает в аут. Виктор Лукин на подаче. Остается мяч в игре. Владимир Сидоров. Перевод по линии. И 21 очко в копилке сборной команды города Якутска. Вышел на замену Петр Андреев, 4-й номер в команде города Якутска. Ошибается 2-й номер Эркен Наумов. Не попал мяч. 22-17. Хороший прием. Сброс. Неожиданный сброс. Перевод на площадку соперника в исполнении Олега Николаева, связующего игрока сборной команды Горного Улуса. Но это сильный удар в исполнении Владимира Сидорова. Аут. После удара Владимира Сидорова летит мяч. Но это Виталий Голоков. Отыгрывает мяч первым темпом. Хороший нападающий удар в исполнении Саргалана Яковлева. Мяч остается в игре. Да. Перекидывает антенну связующий игрок сборной команды Горного Улуса. Это у нас Саргалан Яковлев. Павел Глухарев зарабатывает 25-е очко и приносит своей команде первую победу в первом сете. Победу в первом сете. Команда города Якутска выиграла первый сет со счетом 25-19 и повела в этой встрече.
Одним из спонсоров наших трансляций является Алмаз Кредит Сервис, крупнейший кредитный союз Республики Саха-Якутия, который на протяжении 18 лет помогает развитию качества жизни. Начинаем вторую партию встречи между командами города Якутска и Горного Улуса. Первый судья Афанасий Кузьмин на вышке. Гоша, наверх. Саргалан Яковлев, номер 6, начинает вторую партию, ошибается при подаче, и счет становится 1-0 в пользу сборной команды города Якутска. На площадке у сборной команды города Якутска тот же состав, который отыграл первую партию. Семен Слепцов оставляют мяч в игре. Ребята из Горного Улуса. Ошибается Семен Слепцов. Мастерство защиты демонстрируют ребята, волейболисты команды из Горного Улуса. Прекрасные действия в защите продемонстрировали ребята. Но, увы, волейболисты города Якутска выиграли второе очко подряд. С места атаковал Владимир Сидоров. После передачи Виталия Голокова. Амосов Сергей на подаче. Друг другу помешали 10 и 8 номер сборной команды Горного Улуса. Владимир Сидоров. Хорошая доводка. Виктор Лукин. Блогаут посылает мяч и выигрывает очко. Второе очко для своей команды. Анатолий Егоров на подаче. Василий Тумфалей выигрывает очко. 4-2. Сборная команда города Якутска выходит вперед. Виталий Голоков. Сброс Олега Николаева. Блок игроков города Якутска дремлет в этой ситуации, пропускает. Счет становится 3-4. Хорошую подачу силовую подает Виктор Лукин. К сожалению, вторая подача улетела в аут. Силовая, планер от Семена Слепцова. Аргулан Яковлев
основной забойщик, доигровщик сборной Горного Улуса. Сравнивает счет 5-5. Хорошая доводка. И опять же несогласованность действий игроков сборной города Якутска. 6-5. Шестое очко зарабатывает команда Горного Улуса. На подаче Олег Николаев, связующий команды. Быстрая передача в адрес Гаврила Хлопкова приносит результат. 6-6. Эйс очередной записывает свой счет Василий Тумфали. Надо игрокам переместиться ближе к линии. Целенаправленно Василий Тумфали подает, да, сейчас сменил направление мяча. И к этому мячу не был готов игрок, стоящий в шестой зоне. Лукин Виктор. Остается мяч в игре. Либера переводит мяч на сторону соперника. Ошибаются игроки команды Горного Улуса. И при счете 6-9 первый тайм-аут берет команда Горного Улуса. Продолжает пушечной подачей завоевывать очки Василий Тумфали. Укорачивает мяч. Аргулан Яковлев. Мощнейший удар. Находит руки Сидорова Владимира. И мяч улетает в аут. 7-10. Сергей Амосов забивает по переходящему мячу. 8-10. Смещили атакующий удар Владимира Сидорова. Аргулан Яковлев. 9-е очко зарабатывает Аргулан Яковлев. К сожалению, ошибается при подаче
Анджей Сивцев. Заставили ошибиться игроков команды из Якутска, игроки, а именно Саргалан Яковлев заставил ошибиться Гаврила Хлопкова на задней линии. Прием в исполнении Артамонова Иннокентия. Быстрая передача и очко копилки сборной команды города Якутска. Егор Глухарев на подаче. Саргалан Яковлев на приеме. Испугались друг друга игроки сборной команды Якутска. Понадеялись друг на друга. Сергей Мосов, к сожалению, мяч посылает в аут. Ошибается Владимир Сидоров. Василий Тумфалей ошибку фиксирует первый судья. При второй передаче сейчас приводят в порядок площадку. Подскальзывается Владимир Сидоров. 13-13. Игроки команды Горного Улуса сравнивают счет. Аккуратно сбрасывает мяч Виталий Голоков. Пошел сам подавать. Хорошая подача в исполнении Виталия Голокова. Саргалан Яковлев. Ну а здесь ошибается Гаврила Хлопков. Снова ошибка при передаче во вторую зону у игроков сборной команды города Якутска. Виктор Лукин. Хорошая силовая. Блок. Да, второй раз уже не успевает поставить блок Олег Николаев Василию Тумфали. Семен Слепцов. Счет 15-15. Сбрасывает Виктор Лукин. Сыграл по переходящему мячу. Видно было, что будет сброс. Не успел он на этот блок.
Сетку фиксирует второй судья. Да, у Гаврил Охлопков зацепил сетку. Эйс в исполнении Олега Николаева. Владимир Сидоров был, видать, не готов. Аут. Счет 18-16. Горный Улус впереди. Аут показывает судья. К сожалению, ошибается игрок команды Горного Улуса РКН Наумов, номер 2, и уступает место лидера команды. Аут. Обмен любезностями с обеих сторон. Блокаут отыгрывает Владимир Сидоров. 18-20 во второй партии. Егор Глухов подает. 3 принимающих команды Горного Улуса не справляются с приемом. Внимательно проводили по траектории мяча, падающий в поле, в площадку. Туда же подает Егор Глухарев. Не успевает на этот мяч 20-20. Лукин Виктор. Попадает в сетку. Аккуратно перебрасывает мяч Анатолий Егоров за спину блокирующего и выигрывает 21 очко. Сергей Амосов подает. Хороший прием. Хорошо приложился к этому нападающему удару Владимир Сидоров. И счет сравнялся 21-21. Не смог перехитрить Василия Тумфали Анатолий Егоров. 22-21. Очередной раз ошибается Владимир Сидоров при подаче. 22-22. Ну и, к сожалению, такую же ошибку демонстрирует Анатолий Егоров. Замена в команде вместо игрока номер 1, игрок номер 11. Анатолий Татаев. Выходит на площадку игрок под номером 11, центральный блокирующий Анатолий Татаев. Ошибка при подаче совершает Виталий Голоков. Сетка у Анатолия Татаева. 24-23.
Наступает кульминация во второй партии. Виктор Лукин. Ошибается, к сожалению, Виктор Лукин. И подарил 24-е очко команде города Якутска. Планер Семена Слепцова. Таргалан Яковлев. Василий Тумфали. Мяч от троса улетает в аут. 25-24. 25-24. Команда Горного Улуса выходит вперед. Олег Николаев подает. На этот раз Василий Тумфали не оставляет шансов игрокам 25-25. команды Горного Улуса. Счет становится 25-25. Тайм-аут команду Горного Улуса. При счете 25-25 тайм-аут берет команда Горного Улуса. При таком счете готовится подавать Василий Тумфали. Рискует. Сыграл сам на задней линии. Владимир Сидоров выигрывает 26-е очко. Ошибается Василий Тумфали. 26-26. Аут. 27-26. Но Анатолию Татаеву надо поставить точку в этой партии. Все-таки сборная команды города Якутска намного сильнее команды Горного Улуса. Вторую партию со счетом 28-26 выиграла команда города Якутска. Со счетом 28-26 вторая партия выиграна сборной командой города Якутска. Общий счет в партиях 2-0. После небольшого перерыва продолжим третью партию.
Ары либеры быракпады лихата васаем сидели. Горнайда. Агар лита быракпады. Оно ким саем сидели. Гачо толик. Ini kayak Спонсором нашей трансляции является Алмаз Кредит Сервис, крупнейший кредитный союз Республики Саха-Якутия, который на протяжении 18 лет помогает развитию качества жизни. Начинаем третью партию. Сергей Мосов выигрывает первое очко для своей команды. 1-0. Василий Тумфали оставляет мяч в игре. Но ошибается, допускает ошибку при нападающем ударе. Со второй линии попадает трос. Сергей Мосов, к сожалению, ошибается. Замена в команде города Якутска. На площадке находится во второй зоне игрок номер 4. У нас Петр Андреев выходил на пару раз на подачу. 2-2.
Егор Глухарев. Лукин. Виктор не смог пробить высокий блок Андреева, Петра Андреева. 3-2. Какой уже раз Олег Николаев сбрасывает мяч в шестую зону на стороне соперника. Блокирующие не успевают поднять руки. Доигровочные мячи должен отыгрывать либеро. 4-3. Либеро команды, потому что он в отсутствии связующего игрока переходит в амплуа связующего. Анатолий Татаев мощнейшим ударом попадает по голове второго номера. Аут посылает Владимир Сидоров. И опять же вот в этой ситуации отыгрывает мяч Анатолий Татаев, стоящий рядом либеро, смотрит и провожает мяч глазами. Либеро должен отрабатывать в защите более 60% мячей. Пушка Виктора Лукина сработала, но не площадку. Мяч далеко улетает в аут. Счет становится 5-5. Не справляется с приемом либеро команды Горного Улуса. На площадке замена также вышел третий номер Афанасий Кириллин. Сборная команда города Якутска. 4 касания. Анатолий Татаев продолжает подавать. Лукин Виктор ошибается. 5-8. Тайм-аут команды Горного Улуса. И при счете 5-8 тайм-аут берет команда Горного Улуса. Третья партия. Ведет сборная команда города Якутска. Общий счет в партиях встречи 2-0. Анатолий Татаев на подаче. Саргалан Яковлев. Блок. От блока мяч попадает в площадку. Меняет траекторию. Даже задел немного трос. 6-8. Олег Николаев на подаче.
спасает данный мяч либера команды горного Улуса. Но к этому удару не был готов либера команды сборной города Якутска Иннокентий Артамонов. Проигрывает мяч. 7-8. Сокращается разрыв в счете. Первое касание мяча Афанасием Кириллиным приносит очко команде города Якутска. 9-7. Блок Саргалана Яковлева. Либо ошибка Василия Тумфали. Снова мяч не доводится до связующего. Сергей Амосов снимает с рук Владимира Сидорова Артамонов Иннокентий мяч. Владимир Сидоров был уже готов к приему данного мяча. Ошибается Егор Глухарев. В 10-9 команда Горного Улуса выходит вперед. Василий Тумфали пробивает блок. Сокращает в разрыв в счете. 10-9. 10-11. 10-11. Тумфали подает в аут. 12-10. Саргалан Яковлев на подаче. К сожалению, касается сетки Анатолий Егоров. И 11 очко зарабатывает, выигрывает сборная команды города Якутска. 11-12. Афанасий Кириллин. Лукин Виктор ошибается, производя нападающий удар. Попадает в трос. 12-12. Виктор двумя руками перекидывает мяч за блок, выставленный Егором Глухаревым и Анатолием Татаевым. 13-12. Наконец-то Татаев Анатолий выигрывает очередное очко и сравнивает счет третьей партии. 13-13.
Лукин в своем репертуаре. Мощный удар по блоку. И мяч улетает в аут. Команда Горного Улуса выходит вперед. 14-13. Усложненная подача. И снова Виктор Лукин. Но блок Владимира Сидорова. Приносит команде города Якутска 14 очко. Мяч остается в игре. Рисковал Владимир Сидоров, нападая со второй линии. Риск оправдан. 15 очко выиграла команда города Якутска. Хорошая передача в четвертую зону. Виктор Лукин зарабатывает очередное очко. Не справляется с блоком Петр Андреев. И сам идет подавать Виктор Лукин. В третьей партии игроки сборной команды Горного Улуса очень грамотно отрабатывают мячи в защите, превосходят действия игроков сборной команды Якутска. Достают очень сложные мячи в защите игроки сборной Горного Улуса. Анатолий Татаев дважды заблокировали доигровщиков центрального Анатолия Татаева игроки сборной команды Горного Улуса. И уже 17-е очко выигрывает команда Горного Улуса. Разладилась игра в защите, в приеме у сборной команды города Якутска. И при счете 15-18 тайм-аут берет команда города Якутска. Замена в команде города Якутска. Вместо игрока номер 11 на площадку выходит игрок номер 5. Возвращается на площадку Семен Слепцов, номер 5. Заменил игрока под номером 11 Анатолия Татаева. Счет в третьей партии 16-18. Сразу выигрывает очко Семен Слепцов.
Маргулан Яковлев нападал с 4-й зоны. Подключают со второй линии Владимира Сидорова. Еще раз подключает Владимира Сидорова со второй зоны. Не готов был к приему этого отскочившего от блока мяча Сергей Амосов. 18-18. Счет сравнялся. 18-18. Высокая передача в адрес Саргалана Яковлева. И при счете 18-19 тайм-аут запросила команда Горного Улуса. Девятнадцать 18. Семен Слепцов на подаче. Хорошая доводка. Блок. Афанасия Кириллина останавливает мяч. 20-е очко зарабатывают игроки города Якутска. Замена в команде города Якутска. Вместо игрока номер 7 на площадку выходит игрок номер 24 Петр Прокопьев. 20-18. Маргулан Яковлев находит брешь в блоке. 19 очко. А мяч пролетел под рукой блокирующего. Двадцать 24-й номер Петр Прокопьев первым же касанием по мячу зарабатывает 21 очко. Аут в исполнении Владимира Сидорова. 20-21. Еще не все потеряно у сборной команды Горного Улуса. Можно побороться. Второй номер Аркен Наумов. Не сдал этой передачи Амосов Сергей. Блок, одиночный блок в исполнении Анатолия Егорова приносит результат. 21-21. И снова в адрес Петра Прокопьева. Саргалан Яковлев делает свое дело. Выигрывает 22 очко. На площадку выходит игрок номер 7 Василий Тумфали. Обратная замена в команде города Якутска. Вместо игрока номер 24 выходит игрок под номером 7 Василий Тумфали. Хороший, мощный удар в исполнении Виктора Лукина. Притом, наверное, неожиданный для команды города Якутска. 23-21.
Справляется с одним блоком Василий Тумфали. 22-23. 22-23. Рискует Василий Тумфали. 24-е очко выигрывает команда Горного Улуса. 24-22. Блок-аут. Замена в команде города Якутска. Вместо игрока номер 5 на площадку выходит игрок номер 11 Анатолий Татаев. Обратная замена в команде города Якутска. Возвращается на площадку Анатолий Татаев. Да, он центральный блокирующий. На усиление блока. Егор Глухарев справляется 1 в 1 с Аргаланом Яковлевым. И сравнивает счет третьей партии. 24-24. Афанасий Кириллин. Попадает по мячу Анатолий Татаев. 25-е очко выигрывает команда Горного Улуса. 25-24. Сергей Амосов на подаче. Пробивает Владимир Сидоров мяч. 25-25. Двойной блок ставили игроки Горного Улуса. 25-25. Мощный удар в исполнении Виктора Лукина. От блока Анатолия Татаева мяч попадает в его же площадку. 26-25. Кувалдой, как кувалдой прошелся Анатолий Татаев по мячу. Не беру мячи, не беручки. 26-26. Не успевает поставить блок Анатолий Татаев. Сброс в незащищенную шестую зону. — 27-26. Василий Тумфали играет надежно. 27-27. На чистую сетку выводит связующий своего игрока. Это Петр Андреев. Потерял своего нападающего Саргалан Яковлев. 28-27. И поплатился 28 очком.
Не сдается Виктор Лукин. Поймал кураж. 28-28. Мяч пролетает рядом с руками, рядом рук Афанасия Кириллина. «29-е очко выигрывает дружная команда Горного Улуса. Счет становится 29-28. Пушка Тумфали работает безотказно. 29-29. Петр Андреев подает. Петр Андреев провожает своим взглядом мяч, падающий на его площадку. 30-29. Ошибается. Устал подавать второй номер Эркен Наумов. 30-30. И счет становится 30-30. Василий Тумфали. И он ошибается. 31-30. В пользу команды Горного Улуса. Саргалан Яковлев подавал. Владимир Сидоров зарабатывает 31 очко. 31-31. Афанасий Кириллин. Очень хорошо играет в концовке Виктор Лукин по 4-м номерам. Игрок сборной команды Горного Улуса. 32, практически не допускает ошибок. Зрячий играет. 32-31. Благодаря его стараниям команда Горного Улуса выигрывает 32 очко. Хорошая доводка. Анатолий Татаев. 32-32. Блок не успел подняться. Удар Анатолия Татаева. 32-32. И снова Виктор Лукин. Очень хороший отрезок отыгрывает 32. Виктор Лукин. В третьей партии 33-32. Практически нападение в третьей партии проходит только через него. Отыграли комбинацию. И на чистом блоке 33-33. вывели Владимира Сидорова. Счет становится 33-33. И снова Виктор Лукин выигрывает 34 очко. 34-33.
одиночный блок не справляется с нападающим ударом 34. Василия Тумфали. Счет становится 34-34. Самый большой счет в данных соревнованиях. 34-34. Ошибается Анатолий Татаев. Василий Тумфали приносит очко своей команде. 35-35. Мастерство жонглирования ногой демонстрирует Сарглан Яковлев. Ну а Сергей Амосов находит шестую зону и накатывает мяч в шестую зону. 36-35. Аут. Сборная команда города Якутска проигрывает третью партию со счетом 35-37. Общий счет в партиях 2-1. Четвертая партия начнется через пару минут после отдыха спортсменов, волейболистов обеих команд. Очень цепкую игру показали в концовке игроки сборной команды Горного Улуса. Раскрылся в концовке Виктор Лукин.
Началась 4-я партия. Счет 0-0. Очко первое выигрывает команда города Якутска. Семен Слепцов выигрывает второе очко. На площадку вернулся стартовый состав сборной команды Якутска. Аут. Счет становится 3-0. 3-0. Сергей Мосов в нападении. Анатолий просто перекидывает мяч и застает врасплох либера команды Горного Улуса. 4-0. И при счете 0-4 тайм-аут берет команда Горного Улуса. Четвертая партия. Подает Егор Глухарев, город Якутск. Сергей Мосов перекидывал мяч. Ну а Семен Слепцов сильным нападающим ударом выигрывает 5-е очко. Успевает среагировать Артамонов Иннокентий на удар Виктора Лукина. Виктор Лукин приносит своей команде первое очко. 1-5. Сергей Мосов ошибается. Оставляют мяч в игре игроки сборной команды города Якутска. Но при нападении ошибается Владимир Сидоров. Счет становится 2-6. Анатолий Егоров подает. Виктор чуть не порвал сетку. 7-2. 7-2. Да, попадает верхний трос. Анатолий Татаев. Ошибается Олег Николаев. Хотел сбросить мяч на площадку соперника. Аркен Наумов выигрывает 3-е очко.
Аут. Мяч задевает антенну. 8-3. 9-3. Аут. Уже какой раз за игру Семен Слепцов направляет мяч в аут. Вовремя изменил направление переходящего мяча Таргылан Яковлев. Тем самым выиграл очко. Заставил ошибиться Егора Глухарева. Ошибается Виктор Лукин. Счет уже стал 10-5. Какую-то ошибку усмотрел судья на вышке. И мяч перешел в команде города Якутска. После сильнейшего удара Таргылана Яковлева мяч попадает в блок. И от блока отскакивает в площадку. 5-12. При счете 5-12 тайм-аут взяла команда Горного Улуса. Ошибается Тумфали Василий. 6-12 счет четвертой партии. Кен Наумов подает. Гаврила Хлопков продемонстрировал один из своих немногочисленных ударов. Сброс за блок. Тем 13. 7-13. Хорошая подача Таргылана Яковлева. Ошибается Семен Слепцов. Очень много ошибок допускают игроки обеих команд, особенно при нападении.
14-8. Такое ощущение, как будто игроки сборной города Якутска отыгрывают четвертую партию 9-14. без эмоций, без радости. Восемь, 14. Нехотя играют. Такое ощущение со стороны. Никто никого не штрафует. Хотя рядом находились 5 волейболистов из города Якутска. 11-14. Счет уже стал 11-14. Сергей Мусов на подаче. Оставляет мяч после сильного удара. Двенадцать, 12-14. Пробивает блок Семен Слепцов. 15-12. Остается мяч в игре. Ошибается Владимир Сидоров. Петр Лукин. Виктор Лукин ошибается у команды Горного Улуса. И счет становится 13-15. Нет, мяч остается у команды Горного Улуса. К сожалению, допускают ошибку при подаче Анатолий Егоров. Игроки, видать, устали уже в четвертой партии. Только Виктор Лукин не устал. Мощным ударом зарабатывает 15-е очко. Несмотря на двойной блок, выставленный Гаврилом Охлопковым и Егором Глухаревым. Виктор Лукин подает. Остается мяч в игре. Тарглан Яковлев. Сергей Мусов оставляет мяч. Остается и в игре, но, к сожалению, не успевает на этот ныряющий под сетку мяч игрок под номером 10 Олег Николаев. 14. Хотел перебросить, но не успел. Тарглан Яковлев, один из ведущих игроков своей команды, выигрывает 15-е очко. 15-17. Чуть-чуть не достал либера команды
Афанасий Кузьмин. Уходящий мяч. Василий Тумфали будет подавать. Не стал рисковать. Перешел на планирующую подачу. Вторая линия. Ошибается игрок. Ошибается игрок задней линии. Двадцать 15. Ошибается Василий Кумфали. 16-20. Глухой блок закрывают Владимира Сидорова. 17-20. Подает Эркен Наумов. Замена в команде города Якутска. Вместо игрока номер 1 Гаврила Хлопкова на площадку выходит игрок номер 4 Петр Андреев. Замена в команде города Якутска. Петр Андреев под номером 4 меняет Гаврила Хлопкова, игрока под номером 1. Вышел на подачу. Анатолий Татаев. 22-17. 22-17. Петр Андреев на подаче. Аут. $18-22. Фаргалан Яковлев. К сожалению, после нападающего удара Фаргалана Яковлева мяч улетает в аут. И счет уже становится 23-18. Семен Слепцов выигрывает 24-е очко. 24-18. Ошибается Егор Глухарев при подаче. 19-24. 19-24. В поле попадает мяч. Игроки сборной команды города Якутска с желанием играют концовку 4-й партии. Ну и Анатолий Татаев ставит точку в этой партии.
четвертую минимум партию со радости, счетом минимум эмоций. 25-20 выиграла команда Со города Якутска. Со счетом 25-20 выиграла команда города Победу Якутска. одержала команда Общий счет города Якутска. 3-1. Поздравляем сборную команды города Якутска с очередной победой и выходом в следующий этап соревнований. После этой игры встречаются сборные команды Северо-Восточного федерального университета и Ленского района. Новый жилой комплекс «Мир» строится на пересечении улиц Лермонтова, Петра Алексеева и Свердлова в развитом районе центральной части города Якутска, который застраивается высотными домами в соответствии с договором о развитии застроенной территории, заключенного с администрацией городского округа город Якутск со сносом ветхих деревянных домов. Закончено строительство и введены в эксплуатацию жилые дома по адресу Свердлова 9/1, Свердлова 3/3. В конце 2022 года сдается в эксплуатацию жилой дом по улице Свердлова 1. В начале 2023 года начнется строительство следующего многоквартирного жилого дома номер 2, после ввода в эксплуатацию которого будут полностью исполнены договорные обязательства о развитии застроенной территории, и жилой комплекс «Мир» станет современным микрорайоном с развитой инфраструктурой и благоустроенным пространством для современной жизни. Купить квартиру в жилом комплексе «Мир» значит получить все плюсы современного микрорайона в центре города. В строящемся объекте многоквартирный жилой дом номер 3 предлагаются однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Строительство объектов финансируется уполномоченным банком АО «Банк Дом.РФ». Договоры долевого участия оформляются через эскроу-счета в соответствии с F3 214. Мен атын Алексей Уваровский. Бүгін 10 турагар быйыл үсүйін кыттабын. Әрчем әбінәрбәр, күйс лоқ комынарбар. Меха чабдик салқын, рас у, көк олгы, көк берер. Әстебет әрчемнәқ, самныбат саналақ. Чеген күйс туруктақ, кыйылақ құтулақ болар бар. Меха элит аква, рас у, көмі болар. Я уверен в своем выборе и знаю, что у моей семьи надежное будущее. Будущее с Аргыс Кредит. Аргыс Кредит. Накопление для будущего вашей семьи. Көрің доғырды. Таварым барықсан, ері жоға. Барата кені бағар бітін, санабудың күрдік. Абыс саңа жия, ері күдің тәңгілдесте, рик яфын. Састе от покупки своей квартиры. Дорогие жители и гости столицы, 8 июля впервые в республике состоится масштабное праздничное шествие-парад Республиканского семейного фестиваля, приуроченного ко Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Парад пройдет по улице Кирова. На нашем семейном фестивале на территориях Комсомольской площади и Центрального парка культуры и отдыха пройдут тематические мастер-классы, ярмарки продаж, выставки и различные детские конкурсы. В честь праздника семьи, любви и верности в 18:00 состоится праздничный концерт, а также пройдут конкурсы новобрачных на лучшее признание в любви и верности, конкурс детских колясок на лучшее оформление. За первые места легендарный круиз на Ленские столбы на теплоходе от Лена Турфлота
и много других ценных призов. Приглашаем всех провести этот день в кругу семьи, набраться сил и позитивных эмоций. В салоне «Времена года» новая стильная коллекция. Скидки до 70%. «Времена года». Торговый центр «Силуэт». 2-й этаж. Сақасыр информационный береке хәңі тағарыларын көріғы студия Алексей Семенов или Ливен дұрабылырың. Аспыт сукаға үйәхіннен онна космический мониторинг көмөтінен кәтәхінге сақасыргер 2-909 ға еннасырға хүлбе хетті үйір бағара omaya тұрарын бұхардылар. Оны тағынан өліні тұру қаяларғар 2 от көжүйді білінгі тұрғынан хүлбе бір ойыр бағарын ұнылынарыға 612 кейі тағысында хүлбе хетті техника туғаныласылдар. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда Республики Саха-Якутия зарегистрировано 274 лесных пожара на общей площади 122 222 гектара. Зондировщиком циклон Ан-26 ФБУ «Авиалесоохрана» воздействие на ресурсную облачность запланированы во второй половине дня в Алданском и Нерюнгринском районе. Онтон бүкемге республикаға атын регионнартан көмөға ден парашютист десантниктер кәлі туралар, отын 6 күнігер олабетер сарсын Бурятеттен хүрбе десантник кәлектар. Күн бүгін бағар бола тұрар сиддерге федеральны авиалесоохранаттан 400 ки үлелесілдер, оты босылғы үйәннен түйет онтан патрульға мұхетті көтер ал сығырылы бұттыра. Жокускай алдан орионын тулауына томпоға 400 класстақты бағары білгіндағаны төгірділелік, атылымыстырға мер бағардар кластары улатыр тінчіләден ихнерелер. Ойыр бағардары сағаланы ұқтырыттан барытта 200 жұрдың ағыз регистрацияларына бәтейін хүл бағыт күнттен республикардың салла бұғы мәге режима керен тұрар. Үгіс ұлыстарға көя сатылан арға кейін илін еңір орияттарға бүйіңеттен 39 күнігер дері күшті ақтыл әтіңне ағардақтар түйіқтерін сөпден сабағалылар. Bir dilan ыллақа Жокускайга, намға, мән қаңаласқа, горнайга, сунтарға, таттаға, усалданға, хаммаға кәбәйге, томпоға, усмайға, ленскайга, лөқмаға, мирнеге, нүрбаға, чөріпчіға, бүліге, онна үйәе бүліге әтіңнә күстәқ тыл түйірсі бігіләқ. Онын уат сетеме бар сиддеріттен тейчі тұттасылдарға, тылға көтен сөптәқ малы салы комунарға, ұрақ баянтан тұттынарға, мас онына жес райдарынан ғар тұғы дағаны ұрбақ кітігар, ардақтан тылтан көтан саспақ кітігар сүбәлілер. Илдархан жағалынан бұрғанға правительсі бірсідәтелін бастықы солбиятчы Дмитрий Садовников тиян сухал мұняқытта. Манна бәғәе түспет әттілтен төхі қорымны тақсыбытын, оның торытарға туық оле ұйтылы бұтын ұрытыстылар. Мұняқынна вице-премьер бөхөлекке ұлақанды құрысқаламыз сиддері керейді. Онтан спортивны тәрәхінер ұйтылылар ұлақан түйілгелергер саңа стадионға жолға ұлақан алжаны бәлетеметағын сын алатылар. Бұғылан кәмігер әнсағал әбіт сүйілбе үз кейттен төрді оғы 5 кейі білген балығаға әмтәнейі ағасыл жаллар. Еккетті санитарна ересінен кейін көрікке кәлілер. Онын бүгінгі күн тұрғынан айылға содылықтан ұрыс қалламыд объекттер, оңғықтар, чөлігер түйерленілер, спортивна ойнылар бұланнамыдың күрдік ұйтылда тұралар. Қазбейді жеға көк төліні бор басқа, республикаға социальный гастағын тосқолын олыққа келдері тәтімірен, күн бүгін иккен артығынша доға бар бігер кетілінен. Ол бұғытнан регионнаға оператор тәрілтті үләттері бұланнамыд ұхайбаларға дері газ ұтағын басқатардалар. Тулагы сырда бөхөлектерігер марқаға үлі барар, турба ахыр сірін диріңне қағалар, ол кәнне көк төлін ұтағын ұрдақтарына жеға кейректеректері тұраралар. Бүгін бір бригада тулагыға ұлымнақ ұлысатын 2 дроп 2 адресқа гағы босқа теретті. Опсанан социальный гастағын тосқолынан бұсылғы 2-4-6 ғыл жетігер дері ұтақтардылықтақ. Демостан цехпытыгар заготовкон ровут. Манна келемиз замерлавут. Сталкерынан тәһәтә итчә хәтәрен газапровод хәтәрен белеп келәм мәридән барам бuna тақ цехка сваркалыбыт. Оны просветка ахар. Онтан апрессокот торабыт. На герметичность. Оны чөй буллагана бу тена галамы таразы врескалыбыт.
Тесерин сайынырга туғыламыд формирование комфортной городской среды сосқолынан намылуғын қатырық нехелегер әлбәк квартиралақ 2 мендемен әдже тергенін тұпсараның ұрықтыра. Маннанан төт аңар мөлген көріліне опса де аттығар сүйі сылғы мұстыбатын ден темір көрілен әргеттілер масыны кейрі сола бетоннанна де тұлатығар урналар тұрықтыра. Терген хина территория серин тәңнән кумах шибионка кутулунна бүләне бартын газ бойлер качактамы деп петнәсә ахтарлыкта үтәсәлгән. Бүтәһек көймәгеннән диетула когыр диләтә үтүлдә, анын соторга менен программа көйнән әлбәк квартиралар диалогта ахтыргар табагаста условия тәриле. Оннан манна иһиҗә бир тух булаңы килбәдә гөле бар. Благоустроение же боларын быһытнан септига телге егер хатарынан хебәстән маны улар тагар тахары үлеләре бара торалар. Тәҗне бәбит җавапта кәмәтнән үләне гитә җавап. Бу же туһна бәтнән кәфсир булаха Георгий Попова улусага турар. Же 16 квартирала кайы 6-15 елгар хәри ветеринарлар түгәтен бит бере же болар. Сақасырын спортивна ойнулары ұтыларынан себәстен уысалдан кәккен әхілектергер әлбәқ тұту ұтылынна. Оны тейбітері кейі қарағар тұта бірағалар. Олардың білдестері қорын әхілегі болар. 2 сылығығер нәхілек ехе білді тұпсан, саңа тұтулар өсті дөйірсілдерге тұрықтыра. Аял Малыкотин салғыр. Қорын әхілегер тұпсарын тұту итенне үрімен өлелері 2 тығынчы сүрбә сылтан сағламықтыра. Спортивдан юлары көрсө отыйгар түмүктеннелер. Одөлелер истерген нехилекке кириге стелланы туту, ванда оскола, спорт варагайын өрмөнүн аты касат. Беги корон нехилеге бу меңе өтүттен келиге мүрү эбега бастыгынан турар нехилек болар бутнан улхан эпетнеги беги сүгебит бу корогонорун паматынын турар бупут этиннеме оруннак тиекмин багарабын. Бу онюларга келбет гылжытарбыт манна кандык туох нехилекке келбиттерин билсен көрөн истен агыктара. Манда кеккен нехилек историятын кен туттар жонун кепсир баннердер турбуттар. Агоста корогонорун уруга нехилек баһалыгын кытта ыкса үле барбыт. Тимир каркахана туроран барамыт олун тасыбан. Семени сыван тахандапыт. Келей порошок толуна материалlarına. Художественный тун там бихе бары превзошенный сыпты бар эрджандар бары сөбеләһән. Бары чиркер соңоран Алексей Семенович Игнатьев бәте пластилиндән орбута, аманда скульптор кудук бәтен оран тахаран баран сөбеләс биттере Дмитрий Хмельницкий оннан алан саглаптыра. Өсі бір сонун тутунан фонтаннақ таптал мостата болар. Бу моста бигола буттара бёхонтан таксасыл болбут Галина Михаил Капыриндар, этенде Октябрина Григорий Петровтар декаргеттергер анамбыт. Онан спортивна ойнулар улуу социальный сайдытыгар солтата сүнкен. Аял Малыкотин, Владимир Капырин, Петр Огунов, Саха телевидениете, Усалдан. Мен хаңысылуғар бұйыл оскола борогын 306 ағыз выпускник атыллата. Олорттан хүббе бесірінәтчі Улус уан осколаттан кығыл көміс медалінен бітерері сетісті. Бұл үйерінәтчілер үйеріққа үрдік сетихилерін уан тыынчалақ улус бағылығын анал стипендиетін анатылар төріпіттер мақтал сұрықтары тұттылар. Аспыт үйеріқ жылы үгі сетихилерді ақтыміктенне арас научно-практическан конференцияларға, дойды тахымнақ олимпиадаларға, спорт әйгетігер үйерінәтчілер улустарын атын честі ақты көміскәділер. Үгі үйерінәтчі бір кәлім экзамені үрдік балға сұрыйда, салғы выпускниктер аны сөбілер үйеріқ қығыларға туттарыстан иделерин бағалан Улус Республика сайдытыгар тутақ жон болы үнелергер баға санабастығын тухайдылар. Беги үйренәтчілер бүткүннәғі бәйлерін үлелерінен World Skills хамсахынна төрдүс төгілін 2 местаға хиджаллар, хүрбал тағобыт всероссийский уровень НПК шаг будущее ағыларға местелестілер, оны тағынан государственной предметной олимпиадаға призердар, победителер, баллар, онаттон спорт әйгетігер, командный көріқтігіге Игорь Предков, президентские состязания, бей командалар бұд бастыңа хиджаллар. Бағары әті бүт түгенінен туғанамыд выпускниктар бұтығар сетихиләқ тұттарсы оннан үйрәқтерін бітерәнлер, дөйдуларғар төннен туғалақ жон болуқтары ден әріне біт. Кер айылғалақ аммал ұғыр бұйыл сүйірбеттен тақса туристическай базарылан, куя сатылан тұрыр кемигер ұлжытымцақ амма урбаниттара
сыняна кәлбит ылжыттары көрсөлләр. Маныха бүгүннәргә туризмы өссө кайдак сайыннарга туһуламмыт улахан форум болан аста. Форумга 9-лустан итенне жокускай кораттан сүстен тахса кигелен кыттыныла. Билетен эптеха күн бүгін аммалугар сүббеттен тақса туристическая базарылан, амма кәрәл ғатыгар сыньяна кәлбетілжіттары көрсер. Мұныхы бұл күннерге ұтылыбыт форум жыл бұл көмігер күйінілар туризм арас қайысқаларын сайынларыға туғланна. Развитие туризма в сфере малого бизнеса ден. Бу сыгала соруга ден бу хакайригер аммалугар чолан туризма хайнарага күштә гөле бара турар. Манна образовательный сессиялар, бу стратегическая сессия, ике площадканан бола турар. Бәгәһәми дәүшә мероприятиялар бул буттара, нетворкинг бул бутта, мастер-класстар, рестораторда календар асастырга, даже столга кайда салфетканы урарга үрәп биттерә. Үз күннәхтәрәңгә арас мастер-класстар, анал үрәхтәр үлә буланын булхакалар үләтләр. Тәрәһен бир роты түгеннән амма туризмга рекреационный кластер сүрәхтән ите булла. Кластерное развитие ден самоголгу ден болар. Бе улус жоно бәбит улус бутор туризмыт кантан хайдыктагын, кая карайсканнан барыктагын, каннан канык сирдерге точки роста бар боларын олуну баары ден болар. Сүмердир документ. Онтон сеттерен бола бу бе олуктак жонор бут бизнес артынан онно бары эдемнәктик бир самоголгондар үлектәктер. Сыгала хоргол бар. Форумга кәлбит алжыттар тәрәһен бары түнән туһалагын, чолан туризм әгетер хастасылларын үлли сылжар жонталан, үлеләрен хамнастарын, бар калгалар тустарынан кәпсән опыт атастаһан барбыттарын күшкә сеңәрдиләр. Мен белән мин кәлән хуртараммын. Җоны гытта оп кая, опытта җоны гытта. Бисәт. Мен утыр базар яхын барабын. Чөрәчегә осын ди темата лахо. Оланы биләри көрәр. Опыт астады. Атаһынан кыттачылар форумга раз проекттарын ордулар, бага саналарын әттиләр, инникини торымнастылар. Түмүккә министерство туризм сайдытыгар бары түнән күз көмә сүбәмә боларын бир сүменен үлеләргә бәлемин билләрдә. Тамара Сметанина, Лия Яковлева, Саха телевидениете, Амма. Чурапчылыгар ие сылын чечетинен эдер сагыр соочу агыс оголог огдоба калан, олог үгүс кыргандарын көрсөбүт, олар әрі ологун бүтүннү оголоргар анан соғытоғын ағыз оғыны көріністен үті өлігі жон иетен тақайын тағарбыт Прасковья Ильинична Борисова төрәбіті тоғынсын білетәді. Бұл күн айылғын ұрот айымнетін жетігер кені чугас жоно оғылары, сеттері, аймақтары әлбәқ оғылы жекергеттер бір дойдылақтары мұстан қартысқа бұстапқаны көрділер, кені олығын сырдатар кенігені сүріқтәділер. Бұл өрілі ақтүгенге сүрбе 5 сылттан ұғынлық олар бұт әлбәқ оғылы жекергеттерге, әдер иелерге нағарадалары, мақтал сұрықтары тұттардылар. Ием олоғыттан, кені қолыбырыттан, кені толыттан өттен, бәм қолыбыры үлевар қамнас бар, жаңа сергасыйым бар, уақаны терен оғысты бұт өдебілерді ақпын, кені маңны кенетен тұрар. Бәтін олоғын қолыбырылар да көрдірін тұрар, жау олың кері оларғын, жан тұғынан қуағаны санама, жан тұғынан қуағаны орыма,